Hayır bolbu da. Olga Belжmaевна тани долдуну koy. Namay doluna bakşınır. Dolma. Aha. Ой, енді хіне доғарқы дейм оғарт олдыны кешті. Мені доғарқы тені кеш бұл. Оғай танайшы хәл долдығы бәні. Тірі хінгет бішінке бағады, бүйлігі мағад бішінке бағады. Цернышеева, наверное. Ой, так звук выключен. Ой, мұна хай күлшала ден экрандары қарады байға. Балғахива, наверное.
Хажуудың ушо компьютер юмне байгаха фанилын куда ярныпты. Сырын задогыр батмаевна борядырында. Бурядырында, ха. Харби Монгол ма ягар юм го шаналу. Ере не тага баса. Ага, унинеш харагулы тани. Те муношни хуне олзудук ка саг бола хайм. Хо маска зуга жапха. Бухлитта. Уилсор явхан хунеш харат. Зармын танюкуш маска зуга жапхадың. Тань харбашына медорн танягуй ха. Итон. Да. Да. Ольга Вальжимаевна кабинет сагагышкыда. Ну, хорин долам болот байну. Хунзамне. Хорин лобал, хорин горбуна баган бас хари юшо кым арады байну. Так. Дармашак народ. Народ байна. Мунку зола гышкын гаштаржу байна. 20 гыш. Зе ихюлие да бакшанар. Удыре амырмынды хундыта сога жылтың. Усхылдыре құрылданды бурятарынемне ирким кубуде негім болыха. Хылы бішіге үттіме доктор, профессор Саян Жимбеевич Балдановы Сибирин орынды кел шылынжылығыды орулғын ашы қария уырығы тұқайн көрілді бұгеші. Харин мұнодыр Саян Жимбеевиче ажы байдылайн ушо неге талы болға литературны хорылсыл тұқай мане сектіді көрілдікіпде. Саян Жимбеевич худылжы байқыда литературны хорылсылды ходы бұры аңқырла қандылдық байхын. Бакшы Жамине хандым Мункоевнаты югудыки классы учебник хрестоматия гаргахым байнегеше тантху мытныты илынга ятыры учебник сон тоңхен орынды келноде анализ хенар уктынка бедигеше бакшнырты тугулымжы болха методический забрнудын муноши болтыро бакшныр хергилихер уныте синтез анда ину асаудылды Бурят литературын кафедра хада сагургылжы үлдіп конференцияны баха унгыргахым байны кеші. Решелкідін хада литературное образование национальных образовательных структурах конференция хойырменға хойырыңды унгырығын. Национально-региональное вузовском литературном образовании приоритеты перспективы конференция баха екам жылтайғар хойырменға юғыңынды Тихиде Саян Жимбеевичне как раз кафедрин мане дарғы байға тихиде бүде суқ қамтайны конференция үңгіргім бәніпте. Ині мұны конференциян қада бақшымне ині наңген дұрыс қалды зарылықты жа. Мұны дұрқада күндіті инді соғылырған зоң литературны құрылсылны қайша ямыр шығылылар саша көкжікі кеші бі. Ямыр хараб адылнуд гешіп, ямыр шииткігдегі асудылнуд баяны гешіп геші терен тұқай бүде мұнодырынғы көрілден со зубшын кілскі яғытайбде. Тиміге мұнодырымны еңі көрілдені модераторнудғы кіді би таңе солғым, би Батмаева Ольга Бальжинемаевна, боряды гүріне еху ғырғолейін бақшы. Мұңлы сенің долғыр Батмаевна Батмацеренова Кылы бішіге үрдімі кандидат, мұны қада үндігітіне лицей-интернаты бақшылжы бәйіні. Тінділер Батмаевна Батмацеренова қада Саян Жимбеевиче түрі үрдімі ғырғолік еткілегіпді, түрі үрдімі ғырғолейін баға шабе, мұны амжылтағар бақшылжы бәйіні кеші. Мұны тұрғыршенге еліткілді орыгепте текіде, іні еліткілейімне қада Сатномов Сонамбол Циденович, доктор педагогических наук, профессор, мұнохада мане бриоп кетбәнігді, кінді бриопты кафедрин дарғар күділжі бәні. Сонам цеденче илітхілі темы қада совершенствование читательских умений у обучающихся на уроках родной бурятской литературы в процессе постижения родной концептосферы.
Соным тиденч. Ага, зе байырла. Би демонстрация урок хвалны би? Ага, гырыл майыр сен. Ага. Сам война. Так. Демонстрацию я делаю, да, или? Нет, мы сейчас включим. А, хорошо. Так. Все? Карабугу? Кормнула? Карау дюбені? Ага, иди. Кормнула его? Би харны гол bu serim loqar batmayım na harны? Ой, харны ғой бе. А, все, хилы бе. Ага. Зе, ирхим хундыты бақшанар удыре амырмынды. Түрі хынекіп да доғарны. Ну, бағаны ғой яжығын. Иліті ирдімтің, филология ирдіме доктор, профессор, Саян Жимбеч Балдановы найын табынағынан айды зариолықтығын, ирдіме хорылданды қабадықшыды амыршылынып, инімне мане баха Бурят литературоведінде, бурят литературны болып сұрылды, бақылы екімнер бол жібені кеші. Текіде ині екі хорылдан не қада баха зон хорылы нәрті дашырамды жібені, екі бойынты хайқын ұдырнуд бол жібені, иді бұғды дұрнудыр, та бұғытно, ині бурят литературды қабаты, бурят хорғолды, бурят орын зәхел зажыбайын бақштыры амыршылыным. Хуле uydu turuşi kılındı, orun zekaldı zariyolukdağın koruldanut, soğlanut, Россия gurundutur yahılı Allah'ın gurguktudık bol, hadin dika heşaltı ebeydi. Bir hule Orban karısı, Komi Respublikada, Hakasien Respublikada, Sankt Peterburg'da, Olus harındın kimjen der ungurgukdağın erdeme koruldanuttu havadap. Eni koruldanut hada hubultada, Россия ardoda turuşi kılnuttu zariyolukdağın bayını geçem. Темеге ені Россия ардода хылынутты, орын зәхалнутты, ехі аңқарал хандолықтыдық болғанын ехер тімдігіліктіл тәбәні, ехі хайшал тәбәні гіжі хылқы шоқылы гіжі ханны бәм. Болтында амжылты сетхылдыт не амғылым бәйділ, негулыскі айон бадылнуды құсыныпта, Ирдіме хорылда еміштікшітті, хорылданды қабады қайы, орихындыт не байыр құрғыным, тегедлі енді қамшық ұпшыне ділгірхің ойды, орыго мұң тұрушыдыл амныжы явет тәгі жыл қандықы бәйнімда. Зәй тегет қайырдықы слайдын сашың. Бюро я олқы болдық бәлі? Ой. Зәй. Тегет иліткілі кілхім да бі иліткілі болят қылындыр хихімне, онене шие болят қылындыры доғара көйбі, қады арыт қылындырлік соншыжы япқы. Қады арыт қылындар иліткілнуды хихі. Тегет программа ват хархейімне рабочий языки бурятский, русский, монгольский гіжбішінке вәхідің, бәзі бурядар иліткілі хе тұшқы бәндәгі жыбодығын бәйнімда. Зәй, мені иліткілі тем олғы білжімайым на тоғары хилжуго, оншылғын шадаварын одейі вырылды олғыды, мане борядарды концептінут, концепті сферінут, ямыр урғы тегеші юнды иненді анқырала қандола хада, шоныл тегеші бұғыжы хорылдығы біткі қыптыда. Орын зәхал хорықшытты, мүдісі ұғықығы қатыны, тедінеyi орын зәхалнуды образуды нулу дары, хэн абаризан тәғар, Турул арытта, турулши хылынды онтышуғы дорулыл хомужулхы ургыте. Хорокшы дейді хымжене орын зәхалнуды оншыжы, сетхілері мүдіржі, боряд арадайынға, елінсік холынсығайынға яғынуды, заншылнуды, сысын құрғалнуды, ғынзығығыр әлғыжы, бодыжы зыжы, аршын тәйірніке бәйділді бүйе абыжы. Ереді ахан ахынайынға ажы бәйділді, ажы ябы олғыды, хырығылыжы хорықы болыны, Гехете хамты орын зәхалы бүйде авыдық арғылы ехі ухан сетхілі арғы шадыл, ирхим оншықшы ашығылыжы шадыға. Оншылығын шаныр нәрі жолыға, орын зәхал шоныл тәғар оншылығыды
Оншалығын шадавары бұрылдылғыды, алыш ешатын болбасырылып ғасуд, онсы ирилті табины. Таныр мұны одынғы экрандар харжы бәйніті, мұны маны бұқы болбасырылы шатынуд, Хошинов гаса ирилтин яхар худлыктыны гешида. Одадыхи слайд. Сесирлигев гаса ирилтин яхар хугдыйы орын захалды хамжолхан. Оншалығын шадавары бұрылдылығын ишин ундығын байғолықтыжы оретшалығын байдыл тоқтақы болыны. Нуға слайд. Ишин шатын болбасырыл в гаса ирилтин яхар. Нуға слайд болғықты да? Ahayını slayder harnatı işin şatın bolbosarıl vgasa eriltin yahar. Bağın ahane horokşatı orun zıxal onşıqı durşul algıqı haqatını, onşılğın şanırnodi bırıldığını, narıjolunu. İşin horgolun orta zanşıltı yahara bağın ahane horokşıdı onşolcı, horgıqı gıhın zarılğı tədikdini. Henar onşıcı horulğı xada, horokşıdı saşıda huğжıqı zamın bolıcı uğudık. Тимге литературны оншылығын кішелін ұтты. Оншылығын шадыварын одыйы бөрілді олғыды. Онсы қол аңқарыл қамдолжы. Едленгі қол хори изілжі бәйхейдің, ешін құрғолды бақшылжы бәйхің бақшы бұқын өйлғықы яқтай болына. Одадығы слайд. Юрынқы болбасырлев ғаса ирилтин яхар. Следующий слайд этим. Юрынқы болбасырлев ғаса ирилтин яхар. Орын захал гунзгыгор шодлон узылгыда историка литературна, теоретика литературна, нумна хаша вышбыпта. Табадышы слайд кірікте. Ушо Сашын, ушо гыдыргын. Гыдыргын. Ага, ины. Так, историка литературна, теоретика литературна заршымот баринтылыгдана. Орын хайхына литературын угын урын хайхыңна литературые, угын искусство гыжы шинжилы музыктыны, захала эстетический шум жылы хыктыны. Оншылғын шадывары хугжолгыды онсы аңқарыл хандолжы, орын құрсар оншықы шадыварейн олым хугжолы. Орын захала сюжетті композиционны нигдыл гыжы хадожы абақы шадывары вейлуылны. Иненхэ қатына орын захал датыр нейролық шейін. Тирine захалса зорағылықтығын ұйылдықшы нөрін отты, ұйылы қырғотты, ұшырын отты, оншықшытты қандылғыйы өйілғыжы абылыға құқжоны. Одадығы слайд. Донды хорғолын балывысырлав ғаса ерілтін яхар, орын захалшын ажылын аншыты анихын аныларға, орын хайқынан аршын бәділ қарада абыржан. Орын хайхына литература шинжилы музыкыдо, историко-культурны, историко-функциональды талый баренталға болыны. Оншылығын шадыварын аржолыгдыжы, орын захал сохи этическа, социально-историческа, нравственно-философска проблематика илғарулха, сайылы болың заншылты холыбажы таялы барылха, эстетическа сыгынылты уғжы шадывары бұйлулықты яқтай, тем оншылығын шадывары бұйлулықты яқтай болыны. Тегізі, ині шаты бұқында арғығы няқтар, Хоғыдай сөсірлікті хоможолықшы, ешін құрғолын бақшы, юрынқы болын донды құрғолыды, борят қылы литературын бақшарғы ойын арепшылың, фуғаса ерілтіді құтлот, енді бұқы литературны, хоғыдай литературны болығысырылыйы, залғымжың дақолат, Худлаха, то есть преемственный тем худлаха да хугытны хорголя дуркыды, onun хыдері орын захалда шонул тайгарлы хоможулсқы яхтайгет ханықтыны. Зе, ямар оншалғын шанырноды мұно, глобализация уйды бұрылдуылжы, хугжожы, нарежолжы, орығын яба өрі хугыдыйы глобальны компетенцияты болғықы гешіп гывыл, удадығы слайд. Орын захал сақырғылықтығын, нұға слайд ұқтыда? Ині қойыр оншылығын шадыбары қарайыда, орын захал сақырғылықтығын шемі күгін өдейі, орын хәқіне арғын өдейі болың қырықсылын өдейі, захал сақырғылықтығын Ургерен хадун абаха шадаварен гдихер баян бурилдулхы болнып ди хайыр дихер
Орын зехалшин иргон эролукшин зехал сага харолхын ажы бәтле зорығылыл, хананда хирген зехалыға болыныгеші. Зәе сашын ғорбытки ю харгида. Шалтыған болын хаяшылыны холыба илирулхы. Эпическі зехалы, уйлын құғжылтын логика, ирогу шулыгы, ирогу кыды лирическі гыніпті, лирическі шулыгы эмоциян уйлы құғжыл. Зужығылымыл зехалы уйлын зорилды харахы шадываря бағыл бұйлылықты болыныгеші. Дурбадыки шадываря гыхыды. Эпический захалы нёрдуры образ персонаж. Лирический захалы ойынгаты дуры мыдырыл образ переживания. Драматический захалы характер бухулер хадун абжа. Захалы сорттыл илрулын айлығықы шадываря бағыл бұйлылықты болына. Сашын, орын захалшын иргон әролықшын позиция. Орын захалы элемент нутсо харахы шады бірді олықтықы. Чегіді зорғадығы оншылығын шады бәрі қада, орын захалы художественны сорттыл шодалың шадық ашығылығы шады бәрі олықтыны. Ині зорған шады бәрі нутқада литературны болып асырылды, оніне харагдадығы болғын, оніне шинжилігдігін, авторнодың нерілі бұл. Тінде ұша слайдым не бейгеш көгегеш көтерерінігі авторнодың нері аушы өгі бәйні, нерілі өгі бәйнім, слайды кеуі. Ины оншылығын шадаварын одайы, ұша оны ғалы бұйығы Рыбникова, Мещерякова, Гришина, Маранцман, Ваюшина, Голубков гүхімітіт илірулжы идейіне захиоғын ғорғолнотты кіргілігін байынығышы. Тегет иді шадаварын одайы системі болғыжы, оншылығын шадаварын одайы системі болғыжы, Мария Павловна Ваюшина гәдмені бақшы, Санкт-Петербург'un университеті ЮНЕСКО'ның кафедрин профессор, ихин хорголды таролхын бәйнігеші. Тегет би орынғы ирдіме құдылымырды Санкт-Петербург'да докторантура қарғын күм тенді бішкідері, ені даладығы Юм біледікі. Оншалығын шады бәрі захиағын бәйнім бе. Орын захиалы шуымжылы қылғын ұйды, боряд арада сайылы культурны концептінуды, ена сайылы концептінуды илірулғы, мұн тадар қайлың қаролғы шады бәрі ғыжы бішігін бәйнімді. Мұны ұйды арбын үгітке болғайда, мұны ұйды боряд қылны шақырду бәйділді ұшы қарады, шақырду бәйділға ұшы қарады бәйқыды. Хорголды хоржы байхын кугуды ардайынға заншылты сайылты, едіп хитегер танил солжы, айлғолжы абықарғуы шоқылы. Ема содыл боряд литературын кішелінутты ұрығын ділістегер яболжы байбыл, тарымжы тегет ханықтыны. Алиш я арады этно сайыл орын онсыты, концептуально семантический орым тегеші. Концепті сфері гехін тамио арады концептнуды сақсыл бірілгейі тадар қайлыны. Концепті сфері уғын отқы тәйл біріліні біші, уғын отқыға гүнзігі ғор, ұшы шанырейін илірулың қарыны. Ямыр отқы тәғар, ямыр ұрғы тегер, ені уғы автор захиал датыра қырғылы кеші бұжы айлығы шоқылы. Хорголнотты боряд литературы ұзылғын программы датыр, хорықшыдейі боряд арада концепті сферіте танил солқы ғын зарылғы табектіні көй. Сашың слайда болғықты да. Тегі біші, үнімді қайшынғы жамыр екір қашы бі. Так. Абиомың нежа жақын болық қыбайын байға. Түрбішін көйімнен қоғашы бі қайшатты. Aha, anıgodinin. Uşu gıdırgın. Uşu gıdırgın. Ende jab olunu koyga hanıgodinin tiri. Zay horgolnuttu borad literaturu uzılgın programı datar ene konsepti sfernutte tanil solxı gıhın arayda zarılgı tabikdini koyulda.
Тигі біші бі ханықы бәйніпта орын зыхалса қырғылықтығын, борят күне сітхілі бәйділ, борят күне аршынхи тайырнықы бәйділ, иқы бәйғалі арде заншыл, арде яғы, борят күне ажы бәйділда қырғылыды қырықсылнуды тимдігілігін, тәйілбірілігін ұғынуды ұтқы, ұнзығығыр хорықшытты тәйілбірілжі, ұялғолжы бәйға хада шоқылы қығыз ханандым не орныда, сашын болғайда, тейхіді хышелнутты, ұша сашын, інімді қарықты бұл сашын, тейхіді хышелнутты этно-культурологическі хандысын үптірулжы, орын зыхал ұзылғыйы ханерхыл татымар, орын болғы хен толы арды заншылты сайыл, культурологическі отхылға тайғар, шинжилхын, іні иртімтіден үрінудын слайды тәтіне қарады бәйді, нәміне бұряд иртімтід, бұрядарде сайыл, бұрядарде заншыл, бұрядарде туықы, юмыш шинжилхын иртімтід. Иді иртімтіде ажылнудыйы, орын зыхалтай няқты қолбы жыбайғадылы, зыхал юнудыйыл концептіну дер худылбыл тарымжы тәгет ханқы бәйні бе. Ишин хорголин борят литературын программада орологдығын сашын слайды болғайда, орологдығын қоғыды оншқы орын зихалыны даттар концепті сфері үргінор орологдың қайым. Ишин хорголин литературыны оншылығын намуды отқы болыжы, концепті сферіні дұруын болық болыжы құварықтың қайым. Ені слайдер вәйіні, иқы вәйғалі, юмыне аршын, хуне датада вәйділ, ниеті, коммуникативный ниеті харилсан гыхымыты. Гыны дұруын. Еді бұл өдер алын концептнуды танылсыжы. Так. Концептнуды танылсыны ұтқайын өйалғы жабыны. Жышелхіді хун байғалин өрігі жы темі ұзықтыны ихин ғырғолды. Текіде ені темі ұзыры байқыда ғорықшыт Исай Калашниковай қоғын бақы соли, Арсылын жымбылауны залуқын қоғын, батын базарнам сырайын болық, сақтам тайбы зуғын болы, болыт жынчепі шобуқай, гіхіміті бішіш янда захиалнуды ұншыны, текіде байғалин өрі, болық, талы, оғын, модың, қоғын, шобоң гыхымыты концептнутте хорықшы танылсыны теднейшін жылны оғын анализ қыжы күнзіге ұтқайын өйліғыны. Иді текстнуды онышқада бағаны хане хорықшыд орын зыхалы, орын хайықыны, то есть художественны аршылын тен танылсыны, текіде борядарданға сайыл те танылсыны, борядарданға сайыл заншыл мүдіқы болыны кеші. Сашын болғайда, литературны онышылығын Хышелді, оншылығын шадывары бұрылдылығы қол зарылған өтен егін. Орын зыхал оншылығын болып анализ қылғын ұйды, борядарданға концепті сфері шудлалғы болыны. Тейкіде концептнуды илірулқы, тәйлі бірілқы, зыхалы отқыға олымжылың ұтқайын тәйлі бірілқы, эмоциональны хандысия қаролқы, авторы позиция өйлғықы, гүхіміті операциональны шадыварын өтте болықы бәйіні. Нырылықтығын зораған шадбарын ұдыға қатыны, тоғары әнігі шадбары қарықтығын байға. Сашын болға дүзия тінді барғы бәйіні көйгі? Ұша сашын? Әне тұқау қылып? Азай вот енді шадбары те хорықшыдыйы болғы құдым. Енді шадбары орын захиалы қылы, сюжет, композиция, дұрынудыйы шинжилжы, захиалы сорттыл илірулғы арғы алғаны. Енді ғалы емінен күкіді, оншылығын шадбарын операциональны талы бұрылдылығы болыныр шыбайда. Еді оншылығын шадбары бұрылдылығын толыды, сашын болғайда, одадығы ойылнудыйы бейлі ұжы қорқы шоқылы бәйні. Нүгі слайды? Ханым сіден шкөлесетті, сағыне нүгі баға Азай сейчас би дуру киебенім, тапшылық қалды. Сейчас дуру кімне, Як теді, Сашын нүгі слайды болғық теді? Айдымда бахайгат худурун он шуқтын арқуым хемда. Инна түрі дәрінірілдігдіхін шадабары бейлулхын толы, одадығы түрі ямыр уйлынуды хулжу хорыққы кешібігін инді бішете бәйні нәнеге хулдың қанерхан қоң абжы қараректі да. Игет бе тапшыл күкте егжі қылқы бәйніпті. Инна ишин хорғолды қырбые хуғдейі оншылығын хәң шадабарын отте болға хада хәнар ылғылжы хорғы бол. Табытчы нәймітчі болтыр хәнар забыл. Юхутчы арбаны гыдыхи. Илынға я арбадыхи класс отты.
Хугдые концепт нуте танил солжа, три ихы захалнуды узыхыдо. Хынде даже сары черденееве ихы о. Дашырптан гадбоич батажавен торитун хоби заян. Гыхымыты захалнуды узыхыдо иде тыр хоби заян гажа концепты дерарық бунарин худылхы. Ок, авы ижи гыхымыты концептну дер худылхыл арғығы шоқылы бәйлі. Тегет юрынкыл хылхы бәйлім, ені бұхы литературны болу сырылы шаты бұхындер арғығы нарепшылың яқтар ұңғырғыжы бәйбіл, сашыда хүйудны орын зыхал оншықы, орын зыхал нудыйы, орын зыхалдар ханерхықышы болмор бәйін қығыт ханытында. Зәй бейгет дұрыбып та байырла. Зайхенте да саным сиденич. Асудынлыт ямырнут бәнеге шығы бақшанар, күндіті бақшанар ертемдік. Асудылы байға саным сиденич да асудыл. Презентация хажы болха. Презентация хажы. Ага, презентация хақы да. Ага, тірі саның хақынамды юңғы өй ха. Оғы граматиндрина. Ага, зайхенда. Асудыл уйго күндіті бақшанар. Зайхенте да саным сиденич. Уйг же ылғы елда. Ама долныкта? Удатте мане ины илитхыл біліңма балдановна мұғар толтына тани, мұғар толынып де. Удатте бақшықада педагогика ыңыртымай кандидат, боғыны үркумыжың, боғыны Даржыбанзарова нырымжыты бақшынары колледжин бақшы Замбулаева Наталья Гамбоевна отағында қарына. Наталья Гамбоевна биге шықты. Наталья Гамбоевна. Что-то харны өлбе. Харны тәлі өй ғытан. Өй беннелі қарқытын. Айфон ғыжы бұшетевен может емеге школы бұшығы. Бұшалы тейіні. Как увы бені. Увы хашта. Ага, Саша я бейді тегеға. Саша іні хыңы. Мане күжінгің донды лицей ғырғолың бұрет қылны бақшы Циренова Галина Раднаевна ғыжнырты бақшы. Қабатына Галина Раднаевна бейгі шықты, лүгіге шықты. Ага, Ольга Бальжимаевна, Сырынлы Ғырбытмаевна, намы хүлсетті, намы дейірі соғыла анды қарығы жүбені. Зайхенте да саным сиденич. Ага, хенті да. Галина Раднаевна мне өйбені Хенте да саным сиденич. Екі ғанер қылтай байға тани шағынықды. Амжылты күсі Сашынке жылдытны. Хенті да. Ага, Зайхенда байырла байырты. Ага. Саша, удатыке мане илитхыл көкші Цириндаржиева Байырма Дамбиевна. Байырма Дамбиевна байыныға шықты. Баха уйлы. Зайтеге Ольга Бальжимаевна та илитхылы кылқы бол-болты да. Мұны манайын қырылды Бадмаева Ольга Бальжимаевна, педагогикын үрдімі кандидат. Мане буряде гурне Даржыбанзарова нырмышты ехы ғырғолин доцент. Илитхылен сыдып қада система оценки качества обучения по бурятской литературе. Опыт, проблемы и перспективы. Анқырылтайға шағын еді. Ольга Бальжимаевна. Звук. Абяға яқты да, Ольга Бальжимаевна, долданы ғой. Звук отключен у вас. Долды ба бұл? Долды ба? Ага. Повышение качества обучения по различным предметам невозможно без развития системы его оценки. Среди задач, решаемых в процессе преподавания бурятской литературы, одним из важнейших является правильно выстроенная система оценки качества по учебному предмету.
В своей педагогической деятельности учитель использует огромное количество проверочных процедур, систем, методов оценивания. И в этом деле необходима системность использования как традиционных, так и современных средств оценивания. Пересмотр подходов к оцениванию учащихся предусматривает организацию особой предметной образовательной среды, в которой личность живет и развивается. В ней должны быть реализованы следующие принципы развивающего личностно-ориентированного обучения. Это принцип открытости, доступности и объективности. Здесь критерии оценивания заранее известны и размещены в доступном месте для учащихся. Второй принцип – это принцип индивидуализации. Это предоставление возможности осуществления самоконтроля, самооценки с учетом познавательных интересов и запросов разных групп учащихся. Третий принцип – это принцип гибкости. Возможность педагога по результатам оценивания гибко измерять планирование действий, направленных на повышение качества знаний по учебному предмету бурятская литература. Следующий принцип – это принцип непрерывности и преемственности методов контроля. Оценивание проводится не только по итогам прохождения тем, модулей, но и в процессе обучения. В настоящее время одним из самых объективных оценочных процедур является единый государственный экзамен. Единый государственный экзамен по родной бурятской литературе – это экзаменационные испытания, которые сдаются выпускниками по выбору. В данном случае по выбору выпускниками у нас единый государственный экзамен на территории Республики Бурятия проводится с 2017 года. Целью экзаменационной работы является оценка общеобразовательной подготовки по бурятской литературе и устранение субъективности в оценке знаний выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений. Разработанные и предложенные задания стандартизированной формы КИМ по бурятской литературе строятся с учетом требований нормативных документов к отбору текста, традиции анализа текста и интерпретации художественного произведения, соответствие рекомендуемых заданий возрастным и психологическим особенностям обучающихся, современных тенденций в области оценки результатов обучения. Экзаменационная работа по бурятской литературе позволяет также проверить владение выпускниками следующих видов деятельности: аналитического осмысления художественного текста, его интерпретации, поиска оснований для сопоставления литературных явлений и фактов, написания аргументированного ответа на проблемный вопрос. Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность проверить знания выпускниками содержательной стороны курса бурятской литературы, то есть истории и теории бурятской литературы, необходимый комплекс умений по учебному предмету бурятская литература, воспринимать и анализировать художественный текст его жанра родовой специфики. КИМ и ЕГЭ по бурятской литературе соответствовали целям школьного литературного образования, в основе которого лежит чтение и изучение литературных произведений классиков бурятской литературы первой половины, второй половины XX века. Все задания были ориентированы на проверку понимания, умения анализировать и интерпретировать произведения, изучаемые в школе. В вариант КИМ были включены различные как по форме предъявления, так и по уровню сложности задания. В структурном отношении в работе предусматривались задания базового, повышенного и высокого уровня сложности. Я уже выше останавливалась, что ЕГЭ у нас дается по выбору с 2017 года. Здесь приводится таблица 2017, сравнительная таблица 2017, 2018, 2019 года. Да? А в 2019 году количество участников ЕГЭ по бурятской литературе по сравнению с 2017 году стало больше на 8 человек. По сравнению с 2018 годом стало меньше на 4 человека. Что касается типов общеобразовательных учреждений, за последние 3 года из выпускников лицея и гимназий, выбравших ЕГЭ по учебному предмету «Родная литература», наблюдается стабильное количество сдающих за счет выпускников
лицей-интерната номер 1 города Улан-Удэ. Если посмотрим в разрезе 2017, 18, 19 учебного года, количество участников ЕГЭ выпускников составляет 113 человек. Это составляет 64,2%. Как видно из приведенной таблицы, в текущем году количество участников ЕГЭ выпускников лицеев и гимназий составляет 48 человек. Они составляют 80% от общего числа участников в регионе. Необходимо отметить, что и в 2017, 2018, 2019 годах из выпускников сельских общеобразовательных школ, выбравших ЕГЭ по бурятской литературе, в процентном соотношении большая доля приходится на выпускников Кижингинского района. Оно составляет 96,8%. В текущем учебном году количество участников ЕГЭ, выпускников средних школ, составляет 12 человек. То есть процент немножко понизился, даже намного, да, 20%. Но это связано, наверное, с контингентом обучающихся бурятскому языку как родному. За эти годы наблюдается лишь небольшое количество выбравших данный предмет в Закаменском районе, в 2017-2018 годах по одному человеку, что составляет 3,2%. Остальные районы – Баргузинский, Джидинский, Еравнинский, Заиграевский, Волгинский, Кабанский, Курумканский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Акинский, Селенгинский, Тункинский, Хоринский не принимали участие за последние 3 года. Рассмотрим, ну, тут приводится диаграмма, следующий слайд. Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету, да, в 2019 году. Значит, по данной диаграмме, ну, вы все цифры здесь видите, да, что у нас процент понижается, да, средний тестовый балл, если в 2017 году составлял 55,17, в 2018 году 47,79, в 2019 году 43,23. Я ниже остановлюсь на причинах. Дальше. Теперь мне бы хотелось ознакомить, с какими же проверяемыми элементами содержания больше всего учащиеся у нас, ну, более-менее на базовом уровне справляется, да? Здесь уже наглядно все видно. Значит, обычно на базовом уровне у нас проверяемыми элементами содержания является умение, это знание сведений по истории, теории литературы, это род литературы, базовый уровень, задание базового уровня, средний процент 80,5%. Жанр литературы, почему-то у нас учащиеся ошибались, 43,75%. Жанр устного народного творчества 75%. Портрет персонажа 62,5%. Также у нас обычно всегда бывают вопросы по распознаванию стилистической фигуры в художественной литературе, обычно лексический повтор, 56,25%. На знание нахождения изобразительно-выразительных средств в художественном произведении тоже ежегодно у нас даются задания. Значит, в этом учебном году на 8,5% справилось учащихся. Так, язык художественного произведения 50%. Так, и самые хорошие результаты на базовом уровне выпускники, участвующие в ЕГЭ, очень хорошо знают, все знают на 100%, что такое аллитерация, рифма, не ошибается, да? Здесь у нас еще компонент мира литературного произведения. В этом году почему-то пейзаж на этом понятии 43,75% учащиеся показали свой уровень знаний. И понятие художественный образ, тут по анализу произведения стихотворения Улын Шихыр Булата Жанчипова на базовом уровне 37,5%. Дальше.
Значит, если мы посмотрим дальше, значит, анализ работ показывает, что среди заданий базового уровня сложным для участников ЕГЭ является в этом учебном 2019 году задание 12 определение компонента мира литературного произведения. Это пейзаж. Средний процент выполнения составляет 43,75. Так, задание 14. Определение видов художественного образа. Средний процент выполнения составляет 37,5%. Значит, в чем же причины, если мы посмотрим, значит, думается, что данные понятия, они изучаются в средних классах. А дальше, видимо, у нас, ну, как такового, видимо, повторения, может быть, не было, может быть, да, может быть, в этом причина. Значит, поэтому в связи с этим надо учителям систематически необходимо добиваться освоения учащимися литературоведческой терминологии как инструмента анализа и интерпретации художественного текста. Среди заданий повышенного уровня сложным были задания 9 и 16, требующие написания развернутого ответа. Это сопоставление произведения с предложенным текстом. Трудности у участников возникали при выполнении заданий на сопоставление литературных произведений, самостоятельное определение оснований для сопоставления аргументации позиции сопоставления, которые требуют привлечения текста, знания содержания произведения художественной литературы. Также участники ЕГЭ затруднялись при выявлении своеобразия художественных текстов, поиске причин и смысла данных отличий. Дальше следующий слайд. Перечень, но если мы рассмотрим перечень элементов содержания, умений, видов деятельности, усвоение которых всеми школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки, нельзя считать достаточным. На это внимание, особое внимание надо обратить всем учителям, что на умение сопоставлять литературные произведения, анализировать и интерпретировать литературные произведения, используя сведения по теории истории литературы как художественный образ, аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению. Слабо учащийся также владеет следующими видами деятельности. Это самостоятельное определение оснований для сопоставления аргументации позиций сопоставления, письменная интерпретация при сопоставлении художественных текстов, самостоятельный поиск ответа на вопрос комментирования художественного текста. Значит, на наш взгляд, главной причиной является недостаточное внимание к художественному тексту при подготовке к экзамену. В большинстве случаев школьники пытаются подменить чтение полного текста литературного произведения, знакомство с материалами, содержащими общие сведения о его сюжете и поэтике, или проводят сжатый пересказ. Учащийся также мало обращается к композиционному анализу текста. В существующих хрестоматиях учебниках также недостаточно художественных текстов, заданий для проведения сопоставительного анализа. Это у нас по заданиям повышенного уровня, да? Также необходимо отметить, что средний балл ЕГЭ направлен на выявление пробелов в знаниях обучающихся, проблем работы учителя с пройденным материалом. Дальше. Для системной работы качества обучения по бурятской литературе необходима разработка иных кимов оценки качества литературного образования, направленных на решение следующих проблем. Выявление и диагностику тем неосвоенных, плохо освоенных. Но это учителя у нас, конечно, проводят в ходе промежуточного контроля, да, проверку освоения текущего материала. Также важным является исследование динамики освоения учебного материала. Так, мне бы хотелось бы, может быть, большинство у нас участников, я смотрю, на том семинаре, который мы проводили 9 числа, да, но по линии помимо ЕГЭ в форме в 2019 году
у нас была проведена республиканская диагностическая работа по читательской грамотности, да? Об этом вкратце просто остановимся. Дальше. Так, значит, диагностическая работа, ага. Ну, на что было направлено при проверке, да? Значит, сформированность следующих читательских умений проверяли, оценивали. Умение вычитывать информацию из текста, опознавать языковые единицы и делать простые умозаключения. Умение понимать содержание и формы текста, обобщать и интерпретировать текст, работать с данными, представленными в разной форме. Умение сжато передавать информацию, содержащуюся в тексте, выделять его главную мысль, осуществлять выбор языковых средств. Ну и, соответственно, конечно, оформлять текст в соответствии с орфографическими, грамматическими, пунктуационными, речевыми нормами бурятского литературного языка. Дальше. Так, тут приводится таблица. С этой таблицей некоторые, я смотрю, вы ознакомливались. Вот такая таблица имеется. Если вы хотите, мы можем потом отправить. Дальше. Ага. Так. Значит, тут уже тоже результаты, значит, высокое качество знаний наблюдается у учащихся Баргузинского, Джидинского, Заиграевского, Кижингинского, Кяртинского, Селингинского районов и города Улан-Удэ. Город Улан-Удэ – это лицей-интернат номер 1. Ниже 50% показали качество знаний учащихся и Волгинского, Курумканского, Мухоршибирского, Акинского, Тункинского районов. Я еще раз подчеркиваю, почему-то в прошлом учебном году в данной проверочной работе участвовали учащиеся, видимо, те, которые обучаются по бурятскому языку как государственному. Поэтому обращайте внимание, если у вас там разноуровневый, обучается учащиеся с разноуровневой подготовкой, вам надо выбирать бурятский язык как родной и бурятский язык как государственный. Так, дальше. Значит, помимо этого, современный учитель внедряет также рейтинговые, уровневые, критериальные, формирующие, суммативные виды оценивания. Ну, тут о видах оценивания речь ведется, да? Поэтому вот эти виды оценивания можно в ходе следующих: при чтении, пересказе содержания текста художественного произведения, при написании различных типов сочинений, при защите проектов, при тестировании мы проводим, да? Дальше. Так, значит, тут говорится о системе формирующего оценивания, да? В основном этот метод формирующего оценивания можно проводить при проведении проектной деятельности. Ну, проектная деятельность у нас очень прочно вошла в школьную практику, поэтому об этом, мне кажется, не надо останавливаться. Дальше. Так, ну, у нас одним из также основой для проведения независимой внутренней оценки качества подготовки обучающихся это является предметной олимпиадой по бурятской литературе. Дальше. Ага. И хотелось бы остановиться на проблемах оценки качества обучения. Это обеспечение достоверности получаемой информации о качестве подготовки обучающихся, отсутствие системного учета и использования полученных данных в реальной практике, дефицит контрольно-измерительных материалов для мониторинга по бурятской литературе по оценке качества обучения и наблюдения динамики изменения качества знаний на уровне школы, муниципалитета, региона. Дальше. И перспективы. Перспективами является корректная интерпретация результатов мониторинговых исследований для повышения качества предметной обученности, правильное использование академических достижений обучаемых, которые основаны на 6 моделях оценки. Это контроля соответствия нормам, выходного контроля, контроля достижений с использованных данных о процессе обучения и от достигнутого измерения изменений в достижении.
Также перспективным является подготовка КИМов, методических рекомендаций, внесение корректив программы курсов повышения квалификации, организация адресной работы над ошибками с обучающимся по результатам мониторинговых исследований и системность и качество поурочного контроля со стороны учителя, администрации, районных методкабинетов и других структур образования. Спасибо за внимание. Байырла. Хентеда, Ольга Бажимаевна. Ольга Бажимаевна, осознанноды, табит, ямар осознанноды тепхаргешивы. Ini как раз бурне шалгалтар, бурят орын захел задык бакшнакта илынгая онерхалтай байга бызыгыжы. Ханахар, ондыта бакшнар осознанноды угжы болны. Волна. Бакшанар. А тига намды масодулвен Ольга Бажимаевна шагнетта. Шагнакта. Ага. Сағындар. Бұл жыл арабаны кетті классаймны хубут басқаты хойыр менға хоринігін онды. Бурят орын захиолар забыл гурыне шалғалты тушақы кешкіпте әлі баға орын үхі бұды дұрыне байқы болыны бұл. Так, инімне бі тоғары кілейім бе, хойыр менға арбында лоңыны орын дұрар үңгіргіддік. Но лице-интернатты бурят торголик деймгу или администрациян талар емгу бетеренин мытны бе, заявка ухыдын, цои манты кыды учибут, ины предметер экзамен тушақы гэдлугды гылда. Теренин на уровне школы, на уровне администрации школы емгу, теренин шииткыгды гылда, би мытны бе. Заявкарлы ябдык. А так, конечно, бурят орын зачалар, ины экзаменне хада орин дурар тыйотаймапта. Тимеhe би муну кылны бе гансы утсон эмгут хабаттык. Те ундыгын гет ортанайчар кылкыда хорголнут нешке утсон болшун кайгыпта. Бурят орын зачал усхы ахын классотта илынгая утсон хорголнут болот бенигипта. Мане бурят олысты. Агыда ямар байтыл байгайым би кылкаргым кой. Ехинче хорголнутне бурят хылын гурыне хылынгыжы программар хоябжы байны. Би ушо да чинтерене таптхы байны бе. Тегет атак хылкыймапта инымне хада бурят орын зачалар те еге geçimне хада гансы тірі шалғылтың именно тірі еге тушақыда вот кіде процент качество тебе где-то качество знаний. Егегер гансы шалғыжы болхы гуй. Помимо этого есть у нас промежуточная аттестация. Тем сашын хада администрациян талар классно обобщающий контроль, тематический контроль гетбейдік. Инене ортай хада эміға гегерлі тағыға баға эміға талар баға шалғылтынут болдық. Байынығып daha шалғылтын талар олын шалғықы. Мұны те кинылдық еміне хада комитет надзора контроля гет байынығып да кем го? Бұқы бақшын ажыл шалғыдық. Хенті daha асозыл табиғындытыны. Хенті да, Ольга Бажимаевна. Беренете оғыды хорғолды сауға шейткіткіжі бен әйтініп цирындылғыр батмайына. Ага, хенті да. Мен сотылды мұне қариусқыны, мұне компетенция бұшылды. Ага, элгостега. Бұде заявкарлы цой қылдық, текінің кіде замбайны бұғыдың тіріл разработка күктекінің мане боряд олса приказ ғаптық, текінің тіріл разработка кіді гілдеді. Инымле хотыр орыт литературын егеті хо демоверсі юмте хо таро бәді қаймда. Тиміге яғылы олын жылды хорғолынут хабатан соң яғылы трени хони шырхот, может быть, бимитну гейбе. Яғылы хорықшытны яғыл тренді илынға ятыры нейролғы бішкіталар яғылы хорықшытны біштік болынға егігі алды болқы гей. Ольга Бажимаевна, асудыл тәбжі болқы гу? Диханды Гунсоновна беға. Ольга Бажимаевна, ямар әйміғыт олар хабаттық ба? Аби тоғары кілейім бе.
Хижинген эмик кыжы. Хижинген эмикте, видимо, бахатыр сындық бадмайымна кылбыгыпта администрациян хот ушакты танды ундыхтне хорголигет. Хижинген эмик 90% харолжы байга, но Якынды жыл манты еге балауы, тірі пандемия болжы. Бурят орын зачалар балауы қайым ба, бурят хылер ба балауы. Бұшы предметудер шылегіп та хорықшытны. Тірені орды жылды 40% байға кешкіліні бетінді хорғолынуден ұсары емгі елі чисті выбірегет балғаға емгі бетеренен баға шалтығын мүтіні бейбе. Тірі мүне компетенті бұшылда. Тегет бақшыныр, іні тұшағың егегер хижинген бақшыныр ехі юм байдығылы, дұртай байдық, үші өденгі тұшағын. Тегде бал юмындың, еге юмды аттестация қарқы яқырдың ехі бал ұғыны кешапты. Бе қылқы бәйні бе, ұшыра дәкен сол қылдық бе, национальный байырмадан бейін набаға қылқы бәйқы национальный система учительского роста дегет ютегіп деді, проекты біше Тирегер bude бақшыныры теоретическа мыдысы шалқа бағаныға шаты болқытыр аттестация. Тихідің бурят хылер, бурят орынзачалар бақшынырны қыда бағаныға шалғылтығарха. Тихідің іні егемне материал нот ху хирикте болқа. Байырмадан беріна екі Новосибирск қатызы алсыжы баға тінді баға құрғолы қарсы ирешіні хони кілкі йоты. Бенігжа унинешіктір соғланды яман қада, но экспертінуде соғланды манты тешкілейін. Байырмадан деймна хулшин хони тақты толқын гжамыге. Спасибо, Байыр. Динте кілікте болқылда. Ғамсы теренді бүші вообще күділжі байқыды кілікте гжамны бетегет. Мұны ямыршы конкурстыш қабатқыды. Федеральный, региональный результат гет хобайны хемтем го. Немне хо кілікте болқылда. Иредіге бодан зон, иненді қабатқы. Но бияге тері бұлны бейбе. Но тейбі ябыр шияға бақшы күн бүйе торшығы яғыды. Хорық шайынға мүдесі шалқы ететірі. Уырвенен кемі ғой? Хенда, асылды табенда. Одан бұл жүбені ғой? Удачи мане элитхыл хыкша. Байырмадан бейна цилиндрживая өржібенірде. Хылы бішіге иртеме кандидат, бурядай гурне Баржыбан Зарванар бішті екур бөлім бақсан. Хылын сидып хада взаимосвязанное обучение бурятскому языку и литературе в школе бішті. Байырмадан бейна бәйнікта? Бәйна, сен бәйна, намай долна? Мен бәйна долна, қаршы бәйнік. Хенді, амыр сен күндіті іні ихут хытты, мане бақшын дұрыс қалды зарелықтағын. Конференцияда хабаты жібайын бақшынар, үрдімтіт, әйілшіт, онда регионға, Моңғол орынға қарқадымне хабатықшыт олын байыны. Тегет битні оридені орынға илітхілі табиқинға орид хылығы, оның дәрі битні орын захиолая бақшы бұшы бұрят хылыны бақшы қайын бейіпті. Тегет иланға я бақшынартия құдылқыды бұрят хылыны, бұрят хылы зақы талар асудылны таңқырла қандолды gibi. Гыбышке фойдменға арғы үйің ондығы шуда Ольга Баржимаевнаға орылғар, бұрята күнна екі құрғылды, орын захиол залғын шыглылыр семинары әлі мұрғжыл дэшлуғын құрылсылы болғыды, бұрят қыл болың орын захиол гешіге қолыба қырылса атағар зақы тұқы, лығы темі күшел табижі үлітхіл қылыжы күшел ұңғырғы бе. Тір күшелінгі бе материалар мұны ina хайхын қорылданы дымжыжы, хабадығы гыжы шыйдеп, темі бе зарим бақшыларға кулисыл қойынып, енді бұқыды зарим қону дынайны шағынағын байына лап. Білігма Балдыйновна қарқадым байына, Байырма Шыраповна байына ғышқарыны бе темі, но ұшо да хен адаптыры танда көрі ғолы беді, олың бақшылар мене ханқады ина мүдейсіл мүтіні ғой. То есть, бурядар қылқыдым барып бұл, или вообще все-таки язык у нас русский, но бит на холет қылқып, презентация у меня будет в дальнейшем на русском языке. И посвящена она вопросам взаимосвязанного обучения русскому, бурятского языка и бурятской литературы. Истоки презентации всем видна моя, нет? Всем видна. Всем видна, ага, спасибо. Итак, что бы я хотела сказать? То, о чем я говорю, вообще я этой проблемой сама заинтересовалась, конечно, потому что занимаюсь вопросами текстоориентированного подхода обучения бурятскому языку.
А где у нас тексты такие интересные? Бывает, это художественные тексты, фольклорные тексты. И поэтому у меня в голове была вот такая мысль, каким же образом можно объединить усилия этих двух предметов для развития, ну, в моем случае, коммуникативной компетенции обучающихся. И когда начала смотреть, оказывается, есть труды наших ученых 90-х, 2000-х годов, посмотрите, Карнута, Мардаева, они занимаются вопросами изучения русского языка и литературы в национальной грузинской школе или взаимосвязанное изучение русского языка и литературы в национальной школе Мордовии. То есть есть вообще ученые, которые занимаются вопросами взаимосвязанного обучения. И вот что они говорят, что можно отказаться от односторонних подходов и применять такой подход, поскольку он помогает объединить задачи преподавания литературы с задачами обучения русскому языку и развития речи учащихся. Вот развитие речи и коммуникативные компетенции для меня это очень достаточно такие связанные вещи. Взаимосвязанное обучение учащихся в бурятском языку и литературе, значит, мы говорим, помогает развивать речь учащихся, да? Говорение и письмо. В этом отношении, как считают ученые, очень важен такой аспект, как отбор художественных текстов. Вот какие тексты отбирать для такого использования этого подхода. И основные факторы здесь два. Это лингвистические факторы и экстралингвистические факторы. Значит, к ним относятся, во-первых, это лингвистические особенности художественного текста, что из себя представляет структура этого текста и скелет, строение этого текста, да? Цели обучения у нас каковы, мотивация обращения к данному тексту или фрагменту и уровень знаний и умений учащихся конкретной школы. Мы понимаем, что есть школа в городе Улан-Удэ, есть школа в городе, в Тункинском районе, скажем, да, есть школа в Закаменском, и везде ситуация может отличаться. Даже с той точки зрения, что в разных диалектных условиях находятся дети. Курумканский одно, Джидинский район это будет другое. И что говорят об этом наши ученые? Это я вот сразу препарирую на бурятский язык, как бы, да, распространяю. Предлагаемые на уроках бурятского языка художественные тексты должны изучаться в курсе литературы или литературного чтения. То есть отбираем для урока бурятского языка тексты, которые вот они проходят на уроке бурятской литературы или, может быть, проходили. Художественный текст должен обладать смысловой законченностью, познавательной, воспитательной и эстетической значимостью. Даже если берем фрагмент, некая законченность у этого отрывка фрагмента должна быть. Понятно, что текст должен соответствовать нормам современного бурятского литературного языка, а также культурному и образовательному уровню обучающихся. Ну и в завершение, язык текста должен быть доступен учащимся, понятен, да, и в то же время его лексика должна способствовать обогащению словарного запаса учащихся. Он достаточен для понимания, но вместе с тем он должен давать толчок для обогащения лексического запаса и помогать в усвоении изучаемой на уроке бурятского языка грамматической темы. Одна из основных форм, которую предлагают вот вышеназванные ученые, это лексико-фразеологическая работа с активной лексикой художественного произведения. Мы помним, что лексика бывает активная, наиболее часто употребляемая, да, частотная. Ну и вот именно с этой лексикой необходимо проводить такой разбор, скажем, да, с лексической стороны и с фразеологической стороны. Далее предлагаются варианты разных работ, разборов, да, лексический, орфографический, лексико-грамматический, лексико-стилистический. Я могу сказать, что со студентами, например, Бурятского госуниверситета, мы с ними проводим лексико-стилистический анализ, и я могу констатировать, что даже на первом курсе им достаточно трудно проводить вот этот лексико-стилистический анализ без навыков. Основные приемы какие могут быть? Разнообразная грамматическая работа. Вот с текстами, которые они изучают по бурятской литературе, грамматику разбирать, да? Выполнять задания на определение роли изобразительно-выразительных средств в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. Это тоже вызывает затруднения у студентов, я могу точно сказать. Многообразная работа на уроках и бурятского языка и литературы с художественными переводами изучаемого литературного произведения. Здесь можно работать уже с готовыми переводами и вот предлагать. Был такой бурятский текст, на русском языке он звучит следующим образом. Или наоборот, был такой русский текст, на бурятском звучит он следующим образом, и работать с переводами. Дальше выразительное чтение урумшилга, репродуктивная эвристическая беседа по анализу художественного текста, ну и выполнение различных упражнений, которые связаны с осмыслением через восприятие. Это все те же самые стратегии критического мышления или смысловое чтение мы называем, да, и понимание художественного слова, выявление дополнительных оттенков значения, которые оно получает в художественном образе.
Но кроме того, еще большой вид работы, который мы проводим с учителями на курсах повышения квалификации, проводили, это комплексный анализ текста. На самом деле, когда мы были на курсах повышения, работали на курсах повышения квалификации, я предлагала отбирать тексты художественные, публицистические из учебников, да, но получается, на самом деле, на уроках бурятского языка можно отбирать тексты из художественных произведений по бурятской литературе. То есть, да, ну и тем самым могут осуществлять межпредметную связь между этими дисциплинами. Кроме этого, есть много разных видов анализов текста, если говорим уж мы о тексте, от самых различных точек зрения. Вот недавно мы со слушателями курса профессиональной подготовки как раз, ну вот, делали такой стилистический анализ текста, с точки зрения рассматривали текст и пытались заменять синонимами из различных стилей, и слушатели, они прекрасно видели и понимали, как меняется наполнение или даже авторское отношение к тексту, некий какой-то контекст, только из-за того, что меняется стилистическая окраска синонимичных слов в каком-то художественном тексте. Вот такого рода работы можно проводить, да? Ну, понятно, работа над текстом может идти по различным разделам бурятского языка. Здесь я вот как бы показываю, каким образом у учащихся, даже и у учителей, если честно, бывает такая проблема выделения микротем в тексте. С этим мы затрудняемся очень часто. И можно вот такой образ колонны, дом с колоннами использовать и для учащихся, конечно, да. Это вот текст, который мы проходим с учителями, рассматриваем на курсах повышения квалификации. Давно, это уже было года 3 назад, наверное. Ну и вот, допустим, каким образом можно выделять микротемы. Но прежде чем проводить эту работу с учащимися детьми, конечно, учитель должен для себя, для начала, сам внимательно разобрать текст полностью, а потом уже преподносить детям, скажем, да. Ну и в дальнейшем, что бы я хотела сказать, я бы хотела поделиться тем опытом. Помните, на курсах повышения квалификации Дарима говорит, Булигма Балтыновна были жагат Селиндашиева. Можете откликнуться, если у вас этот микрофон есть. Помните, вы очень активно работали вот с таким заданием. И меня это очень, конечно, приятно удивило. Я дала вот такое задание. Это вот также относится к взаимосвязанному обучению бурятской литературы. Я дала текст из какого-то из 4 или 5 класса, который есть во внеклассном, по-моему, чтении, что ли. Когда дала вот такой текст, многие учителя, они очень легко угадали. Сказали, так это же текст у нас, который есть в учебнике по бурятской литературе, а я им дала задание, составьте, пожалуйста, рассказ. И они мне очень быстро его легко восстановили. В чем здесь как бы суть, да? Видите, здесь идут глагольные формы, которые узнаваемые. Когда они идут в этой последовательности, очень легко учителя восстановили текст. И в какой-то степени для повествовательных текстов вот такой прием, он очень удобен для восстановления, для пересказа, для передачи содержания, скажем, текста, да? Затем есть такое понятие ассоциативные схемы, кусты, как там их по-разному называют. Я предлагала учителям, вот Шандаган Тухай, текст ВРА, мы сейчас его рассмотрим, какой прием тоже можно использовать при работе с текстами, ну, может быть, на уроках бурятского языка получается. Вначале дается вот слово Шандаган, и дети сами образ зайца, сагам, борол, тышихте, эмхэ, тургоргуитык, это самые такие основные характеристики, нейтральные, которыми можно характеризовать зайца. А потом детям дать задание, вот прочитайте сказку, небольшую сказку про зайца, и ушо юным хвен, что можно сказать о зайце. И там появятся вот такие слова эмхэ, титырхэ, урлте, этык, хугутык, халганатык, гуитык, уитхарладык, да? То есть можно вот такого рода ассоциативные схемы использовать. Ну или можно вот давать различные задания. Можно в конце еще дать задание, составьте с другими сказками, да, сопоставьте образ зайца с другими сказками. Ортам тханеш шандагын иема, вайна бурядом тханеш шандагын иема, хитатом тханеш шандагын ямарова, англиом тханеш шандагын ямарова. То есть можно как раз за счет этого тоже расширять лексический запас, ну и учащихся, ну и плюс расширять их в целом мировоззрение, да, как интерпретируется образ того или иного животного в различных культурах. Кроме того, методика словарная карта, работа с единицей текста. Да, здесь есть строгий механизм, который должен быть понятен детям, и если строго по этому принципу, схеме выстраивать работу, то дети научатся потом легко составлять словарную карту на любое слово.
Например, в центре новое слово, над словом пояснение его толкований, слева от пояснения словоформы данного слова, под ним предложение из текста, в котором оно использовано, далее под ним собственное предложение с использованием этого слова, слева ассоциация примеры и справа синонимы, антонимы. Это может выглядеть следующим образом. Харнатиму, если у них будет такая опорная схема, на какое-то любое слово дети легко могут составлять, что делать. Расширять, как используется это слово вот в этом тексте, как оно использовано, и свой пример. К примеру, приводить, скажем. Ну и здесь самая главная задача – это обеспечить целостность восприятия текста как речевого произведения, дать ясное понимание того, что текст – это сложный механизм, организм, в котором взаимодействуют языковые средства всех уровней языковой системы. Текст – это тот ярус, где есть и фонетические, и лексические, и морфологические, и синтаксические средства, они функционируют вот так взаимодействие, получается, да, вот как единый организм. И вот тот самый текст, с которым мы с учителями с удовольствием поработали на курсах повышения квалификации, или, я уже не помню, семинар, и был очень интересный. И я проводила такую работу, выделяла вот у них что это слова? Что это за слова? Это слова, которые взаимосвязывают предложения между собой и помогают продвигать мысль текста, да? Затем мы смотрели вот эти слова. Здесь у нас идут только глагольные формы. Они были, помните, в тех словах, с помощью которых учителя восстанавливали содержание текста. Эту же работу могут делать дети. Затем задавала я им такой вопрос. Как вы думаете, почему выделены вот эти слова? Эжа, гугудыжа, халганажа, харшаганна. Ямарушарга илгаролыктың хэп. И они мне легко ответили достаточно. Но кто-то легко догадался, кто-то так размышлял. Гудыха, эйгаттер елха. Здесь динамичное движение, да, я же. Халганха, эйгат шиширха. Статика тоже состояние, но только без движения, да. Затем эйха показывает сотала харуна, гудыха газатала. Халганха баха газатала харуна. И там еще были слова халганха, харшаганха, они вот движение, дрожание, некое вот такое, как сказать, такое движение, они как бы отражают. Халганха, харшаганха, это вот такое дрожащее движение, скажем, да. Затем мы выделяли вот такие слова еще, да, глагольные формы, это что такое мы уточняли, но тут учителя очень легко, насколько я помню, легко ответили, это все глаголы движения, ябхэ харолна. То есть это вот таким образом можно работать с глаголами движения, поэтому на одном тексте. Просто я показываю на одном художественном или фольклорном тексте, который взят из курса бурятской литературы, какие виды работы можно проводить на уроках бурятского языка. Ну, можно и на уроках бурятской литературы, применяя их знания по бурятскому языку. Да? Здесь идут слова уитхарлажа, заважа, байрлова и неева. Здесь у нас, значит, уитхарлаха, байрлаха антонимичные слова, синонимут уитхарлаха, заваха, байрлаха и неха. То есть можно обратить на это, да, внимание. Затем в конце у нас были вот такие слова эжа, эмхэ, гуева, ургот, гуилдыва, ургахын, гуилдыжы, гитыршитыр, гитырхэгана. То есть здесь понятно, здесь идут однородные слова, да, эха, эмхэ, ургахы, урганши, гитыршитыр, гитырхэ, гуилды, гуйхы гансара, гуилдыхы хойрга олың аметит гу, ношарстатим гу, лихунут сукта гуйхы, тимут хатевана, работа над значением слова. Ну и слова, которые отражают внутреннее состояние и с внешней стороны, как это выражается, да, эха, газаталха, забаха, то есть эха, забаха, байрлаха, досаталха, газаталха, гудыха, халганаха, гуйхы, гуилдыха, ургыха, харшаганаха, уитхарлаха, неха. То есть можно систематизировать лексику по различным критериям, скажем. Ну и здесь коричневым цветом выделены слова, которые относятся к одной тематической группе. А метод шандагын шугун анхулганан хонин ургамул бургахан напшахан. То есть в одном и том же тексте, вот в небольшом по объему, можно рассматривать различные, классификацию лексики делать, да. Ну и в этом тексте очень много раз повторяются вот эти слова. Аметан, шандагын, гуиха, эха, хонит, ургаха. И прямо можно с детьми выводить, сколько раз то или иное слово, скажем, повторяется. Сатне варку, я укладываюсь во времени, и если еще есть время, буквально 2-3 момента, помните, там была работа с переводами текстов. И тут я приводила такой текст перевода стихотворения Намжул Нембуева на бурятский язык, переведен Георгием Дашибыловым. Да?
выделяла вот таким образом лексику, и сейчас в условиях онлайн-режима, наверное, или даже в школе, в классе на интерактивную доску можно выводить тоже разноцветные тексты. Да? И почему вот это отдельные слова выделены одинаковым цветом? Торгын ири хылмышу, это все относится к хылмыты тимгу, к оружию. Хунды тувунгин хунхинымы, доулым доулыхыл ханкинымы хонгё, это все со звуком. Авианте холботы угнудвайна. Тихидың юмбенда газырай унга булгын дайда хату хилгынды бусайда шахан ку газырте бурят газыр дайда те холботы угнудвайна тимгу. Выдал дунда талхын дахылса хатархын, это все с движением связанные слова, да. То есть можно проводить анализ слов на примере, скажем, различных стихотворений. И при этом, когда с переводами, вот на бурятском вот так оно звучит, а исходный вариант на русском он звучал вот таким следующим образом. И чтобы дети сопоставляли, вот на русском был такой вариант, а для того, чтобы полностью сохранить образы, скажем, и стилистику в какой-то степени этого стихотворения, каким образом Георгий Дашибылов вышел из этой ситуации, вы видите, что строк стало гораздо больше, по объему оно нарастилось, и дети могут прямо вот проанализировать, порассуждать, да, каким образом увеличивается, да, скажем, при переводе текст стихотворения. Ну и помните еще один... Ага, заби, еще хойр минута. Следующий момент — это выразительное чтение был такой, да, момент. Тут есть различные методики работы, конечно, а то, что я предлагала учителям, это мнение Матвеевой Елены Ивановны, такой педагог, она предлагает проводить работу по выразительному чтению по следующей технологии. Допустим, выделение речевых звеньев, ключевых слов, повышение, понижение тона, чтение учащимися вслух, да? Чтение учащимися вслух. Есть определенный, конечно, там регламент, и с учителями мы пытались вот прочитать стихотворение Жан Зимина «Хынзым и Тебгет». И если провести вот такой для выразительного чтения схему, то каждый учащийся, если научится вот такого подобного рода схемы составлять, то выразительное чтение стихотворения по синтагмам, с соблюдением интонационных контуров, оно, как и в какой-то степени, пока они составляют эту схему, они же должны порассуждать, подумать над содержанием этого стихотворения. Также оно, как сказать, усиливает, наверное, понимание учащимися целостного текста, скажем. И мылда, мне ганым жигат дурова, анхралтайга шагнахандатны байры хурганыве. И вот мое глубокое убеждение, что занятия по бурятскому языку и литературе, они должны идти взаимосвязанно. И в этом случае эффект на уроках бурятской литературы будет сильнее, и эффект на уроках бурятского языка тоже будет сильнее и обогатится за счет, скажем, использования текстов бурятской литературы. Има. Асуудал тавьжа болна күндите багшнар эрдэмтэг хэд понерхог ишугы. Табитта. Мне статья бейна статьяга Ольга Баженимаевна Данесектин пугусулор сборнига гархадын тушаа ужып тырном болот гархадын гулда харнатыда. Тима суду тенен кабын. Ага. За хенте да бермадан бирна. Тейли киргенде ха. Хандыгын сонна Цыгенова гыжныкте мане эттемтиние оружевенде ахалыкша бакша улан уден мане мыргыжылдышлы уин дейти хурголин бакша изучение произведений Ренчин Намтоева Ашане Дохол в 6 классе основной школы ему. Ага, синтол батмайна биндиге бага темия хелиге беха. Ага, усхуддырта буклюдыр орот хылыр-хылкыдын хорт болгожуща дугур. Ага. Кульсорек но это. Молнатоя. Ага, болха, огудо харкадам не хоманы бакшынар байна. Ага. Ушу дахин болтания амаршонап, ины их ирдемы хорулданды хабатыш байында, таны ажылда, хижи байын кыргутны хорыкшты байгылда. Игжа саянжик бейч балданып, мане элиты эрдемтіне ага, толтного? Би аре аршатнуга усхулдыр хохайша. У меня проблемы.
Нандыгы Ага. Ага. Парагыл даганы юм характат байха. Культурные связи бурят, центральноазиатской, юга я волокты, да? Презентация. Культурные связи бурят, центральноазиатской цивилизации имеют свои исторические корни и уходят вглубь веков, что мы замечаем в успешных заимствованиях бурятской литературы, основанной на философии, культуре, традиции и литературе народов Центральной Азии. В 20-30-х годах XX века возникает интерес у ученых к старинной бурятской рукописной литературе, и исследователи начали выезжать в районы Республики Бурятия с целью сбора материала по данной проблеме. Следует отметить, что в то время наиболее ценный, информативно всеобъемлющий материал хранился в дацанах, центрах духовной культуры бурятского народа того периода. Следующим источником богатейшего наследия народа являлись простые сельчане, носители знаний, которые строили свою жизнь в соответствии с канонами традиционной и буддийской культуры, к основным понятиям которых относятся буддийские заповеди добра и запретов, изложенных в обычном праве хоринских бурят, изданном в 1992 году. Презентация Саша Ябуха. Полевая работа исследователей Гениндарма Нацева, Хоцанам Сараева, Батма Жабона и других в научных экспедициях способствовала сбору и аккумулированию уникального материала и бережному его сохранению, в частности, в рукописном отделе БНЦ «Саран». Вплоть до 60-х годов XX века в районах Республики Бурятия, по свидетельствам монголоведов, талантливые старожилы бурятских сел и деревень наизусть рассказывали такие произведения мировой литературы, как Аршане Догул, Ульгурун Дале, Шидиты Хур и другие произведения. Наличие таких уникальных сказителей в разных деревнях республики является показателем таланта и бережного отношения народа к своей устной литературной традиции и культуре. В последние десятилетия XX века ознаменовано особым вниманием к ценностям бурятской дидактической литературы до октябрьского периода со стороны наших современников. Вы знаете, что в 90-е годы были переведены со старомонгольского языка на современный бурятский язык Аршане Догул Ричена Намтоева, переводчик Галина Магонова Ачирова, Субашат Сажа Гунга Жалцана, монголовед из Шенехена Боин Долгарсаднаме и поэт Батыр Батоев перевели. Аюн Толхюр перевел Жамсран Сажинов и поэт Рахмат Шаймарданов. И впоследствии все эти произведения были опубликованы в республиканском журнале «Байгал» в эти годы и на страницах республиканской газеты «Бурят-Унын», что позволило ознакомлению и распространению среди широкого круга читателей. История изучения бурятской дидактической литературы как предмет научного исследования имеет глубокую историю. Так, предметом своего научного исследования избрали такие известные российские и монгольские ученые, как академик-монголовед Борис Яковлевич Владимирцев, предыдущий слайд, да? Академик Монголии Циндин Дамдинсурым, Дандрын Йондын, наши российские монголоведы Александр Бадмаевич Сактоев, Дандар Бадраевич Дашиев, Батыр Ужапович Байыртуев, Цирин Анчик Дугорнимаев. Их вклад, конечно, неоценим. Так, следующую презентацию можно? Конечно, по сравнению с бурятскими исследованиями, монгольские ученые-литературоведами сделано очень многое. Они во главе Циндин Дамдинсуреном издали 3 тома истории средневековой монгольской литературы 13-19 веков. Шанжиметовен Гадамба, сокровенное сказание монголов, у него была диссертация защищена, да? Хурыл Батыр, вот эти, конечно, тут мало, их я назвала, но ими проделана очень большая работа по сравнению с нашей бурятской дидактической литературой. Следующее можно? Сейчас мы с вами, конечно, это нажмите на эту, на ссылку нажмите.
Ну, разрешить? Нажимал ходат на гет юнгарха, файл, а там фильм гет гархайотай. Кылмацин даживна. Разрешить гет яга? Ага, биорубыш хода не знаю. Не получается, да? Фотографировала бакшны рабады огудор ходым бол кыйматта. Саша я беда. Да, сакны. Саша, следующий слайд. Первые бурятские дидактические произведения относятся ко второй половине XIX века. Ну, когда в те годы появились много разных произведений, это ко времени развития самостоятельной национальной идеологии и национального самосознания бурятского народа, появления просветительских идей. Также и сейчас, в начале 21 века, но тут я должна была показать, ямар буквы буряды ртымтыдые кино сауага, буквы ямар номот бэгэжбэгат. Ну, потом вы сами посмотрите в Ютубе. В начале 21 века более выпукло актуализированы проблемы общемонгольской и бурятской дидактической литературы как средство образования и воспитания подрастающего поколения. Следует отметить, что бурятская дидактическая литература отражает гуманистический идеал монголоязычных народов, который может быть реализован и в этнопедагогическом аспекте. Сургалы, поучения, назидания, субхашиты, аюнтухюр с произведения Гунга Жалцана, Дниха Эбзангалшиева, как жанры бурятской дидактической литературы содержательно и функционально обогащают народную педагогику и являются авторитетными и незыблемыми правилами, которым следовали наши предки. Образовательно-воспитательная роль этих жанров реализуется мотивированные и аргументированные призывы к самосовершенствованию и самовоспитанию. Усилению образовательно-воспитательного значения бурятской дидактической литературы способствует то, что сургалы и субхашиты имеют форму, способствующую быстрому запоминанию. Следующий югаргаха. Еще. Так, еще, конечно, следует отметить, что в формировании этико-педагогических воззрений бурятского народа важную роль сыграли традиции духовной культуры. Ну, естественно, это принятие буддизма, который аккумулировал исторический опыт, выработанный народами различных стран Азии. Следующий слайд. Ага. Так, еще следующий Харолты, да? Ага, так, вот. Инекин Жиши, сами посмотрите, прочитайте, ага, пока. Известно всему миру, что страна Индия является страной сказок, притч, поучений. Она подарила миру много сказочных сюжетов, и в произведениях бурятских писателей можно найти много индийских сюжетов, но уже переработанных и приобретших бурятский национальный колорит. И мы их рассмотрим ниже. Литературные сказки являются важнейшим элементом, оказывающим влияние как на воспитательный процесс, так и на познавательную активность детей. Бурятские литературные сказки, дидактической литературой, базирующиеся на фольклорных корнях, обладают богатым нравственным, социальным и педагогическим потенциалом. Так, бурятский писатель Ринчин Намтоев обратил внимание на Панчатантру прежде всего потому, что это произведение и в Тибете, в Монголии пользовалось огромной популярностью и служило делу просвещения народов стран Центральной Азии. Выбирая из огромного потока иноязычной литературы Панчатантру, Намтоев был глубоко убежден в том, что такие произведения, как «Капля Рашаяны», лучше соответствуют их просветительским устремлениям.
Ну, в период распространения буддизма ученые ламы перевели очень много литературы, средневековой литературы религиозного и светского содержания. И, однако, они не должны были допускать какие-либо изменения. Однако бурятские ламы-писатели не избежали творческой интерпретации сочинений религиозной литературы, вводили новые образы и элементы сюжета, чем приближали язык произведений к разговорному бурятскому языку. На такой творческий подход в освоении литературы индо-тибетско-монгольского происхождения повлияло знакомство ученых лам с произведениями русской литературы и с особенностями интерпретации содержания и формы. Как мы знаем, Аршане Догол Ринчен Намтоева превосходит свой оригинал, что признано многими учеными. Творчество бурятского писателя Ринчена Намтоева, его переводческий талант были высоко оценены известными учеными-монголоведами, такими как Дамгин Сурун, Бембын Ринчен, Тандыр Бадрайч Дашиев и другими. Ринчен Намтоев, его псевдоним Суматиратна, перевел с тибетского на старомонгольский язык капли Рашияны аж в 1868 году, а в русской литературе в 1921 году Борис Яковлевич Владимирцев перевел некоторые произведения на русский язык. Ну, насколько мы шли, насколько у нас было развитие литературы, да, если посмотреть. Уже, да? Угу. Саша не был Основанные на сказочных сюжетах, баснях и притчах комментарии были призваны учить людей житейской мудрости, соблюдением принципов и правил светского и религиозного поведения. Комментарий Намтоева характеризуется исчерпывающим охватом материала. Все привлекаемые источники дополняют друг друга и направлены на раскрытие основной мысли афоризма. Сашин я болуктай даю. Поэтому совокупности составляет целостную картину, подводящую человека в мысли о том, что красиво, доблестно, честно и справедливо. Ну вот, Нени Хилеби. Ага. Ну, вы знаете, наверное, все, что произведение Ринчен Намтоева написано в жанре комментариев. Сашин Ябеда. Я буду короче говорить, да, что Тайлбуре состоит... структура, из чего состоит, вы видите. Так, следующее. Ага, следующий, дальше я виду. Так, вот и на комментарии эти сами к четвертому четверостишию, да? Ага, два комментария. Саша, я бы да? Ну, вот и на идохайр комментарий, но да мораль, не хвались тем, чего у тебя нет. Ага, Саша, я беда. Так. Угу. Угу. Ну и да, у вас на слайдах видите. Саша, я беда. Так. Ага. Мы полагаем, что данные комментарии реализуют воспитательную функцию, формирование самокритичности у читателей, тем самым способствуют выработке компетенций как познавательного, так и мировоззренческих аспектов. Ага, следующий. Уншат, наверное, да? И вот педагогические идеи бурятской дидактической литературы – это составная часть морального кодекса бурятского народа. Следующее. Слайд. Так. Ну, понятно, да? Основанные на сказочных сюжетах, баснях и притчах комментарии были призваны учить людей житейской мудрости, соблюдением принципов и правил светского религиозного поведения. Вот в чем сказывается педагогический потенциал бурятской дидактической литературы. Угу. А Судал Байхов? Содал? Ханды күнсуннада содал? Бакшыныр? Ханды күнсунна? Бакшыныр содал бүлдеттер
тирэ зургаатчы классатны ном юм болж бэни бэ? Был. Тине программара билим болж Ага. бэни бэ? Тирендин тирэ ины бакшнарта тогломжу болха методическа забырнут бэхэ бэзэ? Тушагапти. Методическа забыртен бэхэ га, ха? Ага. Формула битэгэтэнэ, ха? Ага. Хит авторлууд боле мен бакшнарта хоним бэхэ на баха. Ага. Хин тепте. Жамбалма Дандаковна тепте. Ага. Жамбуева и Цепилма Будаевна, да? Увы, она Номсо. Цепилма Будаевна. Методическа забырну теге хаба хундыты бакшнар. Зургаатчы классы шыны ины программамна гарынка гыбда. Шыны программын жогор билик кыблылер зургаатчы классы шыны ном гарха. Тикиде ины Ханды Гунсуновна, Жамбылма Дандаковна, Цепилма Будаевна горбым Христоматин бутехим бэйна, методическа забырнудын Ханды Гунсуновна, Жамбылма Дандаковна хойр бутеж бэйна геша, ха? Так, асылдылнып? Угыл да. Пока дере. Так, Сашынчы илтилде ябып деде, сагны ябжы бэйна. Монгол орны, Дорнуд университеті чайбылсын қотын бақшыныр болға, лупсын ембаларма, гаңбол байыртыцық гөкшітті үгіктіні, сыдыбын қада орын зачалын болып сырылын, олымжылы ба чинетлігін асудылнуд. Зай, илтілі кілікте да? Заунадыры. Күлді қарғыш балық көйені. Маанатта хэн долдыржы бәні, сайын. Айуынды. Дүліксіндер үлткілді қарғыш атыны көк. Права передать. Қарғышы баланы көй. Права. Болна. Демонстрация нас гримаж. Забалайо. Бала. Заунадыры конференцияда орылсышағата байықты бәйініп де. Беті Моңғол осы Дорнуд университеті орылсынып де, намайы допсынымен балырма кедік, балыпсыр сөтлі теңкіме ақлаға бақшы көділді бе, хамты үлткіл бүтшіға қамбалды байырсы күжі магистр бақшы бәйіні. Енді бақшымне бақшы көгіжіл қариосаң зән сұрғылты төбе мергі жылтың. Заунадыры конференцияда бет қойыр. Конференция орылсышаға сетіп к вопросу о традиции, инновации в литературном образовании, где сетер орылсынып де. За аннотацией или за внедрение информационных коммуникационных технологий в содержании и программа литературного образования имеет преимущество в полном достижении цели учебных программ, в эффективном и качественном проведении обучения в соответствии потребностям общества и студентов. Ключевые слова литературное образование, информационных коммуникационные технологии, обучение, инновации. За энэ илтгэлээрээ бид уран зохиолын уламжилт боловсролын агуулгыг өөрчилж шинэ үзэл баримтлал буюу парадигмыг дагуу өнөөгийн нийгмийн эрэлт хэрэгсэнд тулгуурлан ерөнхий боловсролын сургуулийн уран зохиолын сургалтын агуулга хөтөлбөрийг өөрчлөгдөж сургалтын заршим нийгэмтэйг хэрхэн зохисож бүрэлдэхэд тухай өгүүлнэв. За мөн хаандууд уран зохиолын сургалтын боловсролын агуулга бүтэц бүрэлдэхүүний элементүүдийг өөр хоорондын уялдаа холбоотон уламжлалын хөгжлийг шинжилэлтэй нь холбож шатаахаа энэхүү боловсрол сургалтын үйл явц нь оновчтой болж өөрөөгөө өгөх хайн талтай нөхцөл бүрэлдэхүүн гэж үзнэв. Ийм бид өнөөдрийн нэлтгэлээс сэдвдээ маандууд юу гонцлогоо ханаавдыгаа уран зохиолын сургалтын агуулга хөтөлбөрт одоо дэлхийн нийтээр даяарчлагдаж байгаа энэ нэрэн үед техник технологи өндөр хөгжинтэй холбогдуулан уран зохиолын дунд хорволын хөтөлбөрт мэдээлэл холбооны технологийг нэвтрүүлэх нь ширшлэгдэж буй энэ нийгэмтэйгээс цаг үетэйг нийлэх энэний оруулж техник технологитой уран зохиолын хичээлээ
холбож уран зохиолын хичээлд программыг нэвтрүүлж өгөхнөөрөө бид хөтөлбөрөөр зорилгоо бүрэн хангаж хорголтомны шанартай төрсөн гарч байгаа юм. Үр хөөртэй болох хайн талтай гэж бодно бид. За ингээд бодлогын ажилд оръё. За боловсролын агуулга гэж ер нь юуг хэлэх вэ? Юуг өөрчлөх яатай вэ? Түүний дотор бид тусгайлан авч үзэж байгаа энэ ерөнхий боловсролын дунд хоргуулсан уран зохиолын сургалтын агуулга хөтөлбөрт энэ хэлхэншнэг мэдээлэл холбооны технологи хэрхэн нэвтрэхнээр шинжлэгдэж байгаа нийгэмдэмнэ хэр зохилтой гэж үзэж байгаагаар хайн талтайвч ингээд мэдээлэл холбооны технологийн хөгжлөмнө эдвгүй ард иргэдэмнэ өдөр тутмын хэрэгцээнд хурдстайгаар нэвтэршин гэж иймээ бид 21-р зууны хүмүүсээ суралцах, ажиллах, уламжлалт арга, хөлбөр, тогтон хэм маягт нь хүчтэй өөрчлөлтийг үзүүлж амьдралын шанарт нь хувьсгал хийх байхаа гэж бодож бишнэвд мэдээлэл холбооны энэ технологи өөрчлөлт реформ маань боловсролд их боломж нөөцийг олгож байгаа. Энэ зэрэгсээ боловсролыг өөрчлөх, зайлшгүй хэрэгцээ нөхцөлдүүлж байна. За иймээ бид уран зохиолын Монгол улсын боловсролын системт боловсрол үүсгэх хөгжин үеэ өнөөний хүртэл уран зохиолын сургалтаа бид дөрвөн үед хувааж үзсэн байна үү? Үндэснээ хэл бишиг хэмээх агуулгад орох уран зохиолын хичээлийг хамтдаган үзэж байхан үе буюу ардын аман зохиолгоо судлахдаггүй болж байхан үе гэж юу хэлнэ бэ гэдгээ 1921 оноос 1930 он хүртэлх үеэ бид ингэж нэрлэнэ. За дараагийн үе нь 1930 оноос 1940 он хүртэл гэж 2 дугаар үе уран зохиолын сургалтад үешилж ирхэмж. Тэгэхээр энэ үе нь ямар үе гэж шавгаа уран зохиолын өндөхнөө хэл бишгийн хичээлээ халгаад бие даалган судлах болгон үе буюу сургалтын амны агуулга гадаадын уран зохиолоор өргөжсөн үе гэж энэ үе үзнэвд. Дараагийн үе нь 1940 оноос 1990 он хүртэлх үе гэж үешилж үзнэвд. Энд уран зохиолын сургалтын хэт улс төржүүлэн үе буюу социалист реализмыг хөгжлөө оргил үеийн уран зохиолын сургалт гэж үешилж үзнэвд. За дараагийн 4-р үе нь одоогийн хүртэл 1990 оноос одоо хүртэлх үе гэж үешилж үзэхдээ ардчлал шинжилгээ үзэл санаа уран зохиолын сургалтанд нөлөөлөх үе гэж үзээд сургалтын агуулга программны шинжлэхдэх шаардлага тулгархан үе гэж ингэж уламжлалаа 4 үед хувааж авч үзнэвд. За ингэхнээр уламжлалаа бол архивдуулж болохгүй. Тийм учраас бид уламжлал дээр тулгуурлан шинжилгээг хийх яатай гэж үзнэвд. За уламжлалын тухай ямар хаана өгүүлхэн байна вэ гэхэ 21 оноос ер нь бид системт боловсролын хувирн тавигдсан гэж үзэж байгаа учраас энэ үед уран зохиолын хичээлийн хөтөлбөр, хурх бишиг, зохиол бүтээл, заа харгазын зөвлөмж, мөн эрдэмтэд шүүмж судалгаа, ном бүтээл тухайн үе одоогийн Монгол ардын намын тухайн үеийн Монгол ардын хувьсгал намын төв хороо, засгийн газрын тогтоол, ардын боловсролын яамны албан бишиг, Монголын зохиолчдын өвлийн удаа дараагийн их богдох хурлын материалд энэ уран зохиолын боловсролын уламжлал шинжлэлийн үйл явцыг тодорхой тусган харуулхан байдаг. Иймээ бид энэ уламжлал дээр тулгуурлан уран зохиолын хичээлд шинжилгээ хийж үзээ ямар вэ гэж бодоод шинж. Тиймээ бид уран зохиолын хичээлд гэдэг маань нэг талаа шинжлэх ухааны мэдлэгт хуваарлан тогтвортой агуулгатай байдаг шаа. Энэ технологи дэвширхэн өнөө үед бид хувьсан өөрчлөгдөж шинжлэгдэх хэмнээ онцлог шинэ эрэлтэх хэрэгцээтэй уялдаж байнга боловсронгүй болж байх хайн талтай гэж үзнэвд. Берлине шулуут их сургуулиа гаргахан энэ интернетээр ороод таандууд үзэхэд нээлттэй татаж авах хичээл намдаг хэрэглэхэд боломжтой. Текст стат гэж програмыг баяр сэсэг багш бичгээр туршиж үзэвд. Энэ програм нээлттэй
ямар шиг хэлний материалын оруулж хэрэглэх боломжтой бурят, орд, герман, англи, монгол гэх мэтэр ямар ч хэлний материал уран зохиолын биш сонин хөвлөлөө бусад материалын өгүүлж оруулж шинжилгээ хийж үзэх боломжтой програм юм. Энэний танилцуулах нь. За бахайна барьж байгаа гар утаандаа хуулгаж баха үзэх боломжтой. За ингээд бид хоёр энэ програмыг Барнад аймагта байдаг ерөнхий боловсролын 8 дугаар сургуулийн хүүхдүүд дээр уран зохиолын хичээлд нь хэрэглэхээ гадна баха монгол хэлний хичээлд нь хэрэгжилж үзээгүй. За ингээд тоглоож програма харуулъя. Тэгэхээр бид ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бишигт байгаа. За ингээд бид ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бишигт бид за статорове божим орхорва гэж өгүүлдэг явж үзэхдээ энэ програмаар шинжилж үзнэ үү. За гэтэл энэ програмд статорове божим орхорва өгүүлдэг юм нэ. Божим орхорва өгүүлдэг юм нэ. 12 дугаар классын програмд байгаа. Тэгэхдээ нийт энэ програмаар шинжилгэхтэмнээ энэ өгүүлбэрнээ 4860 үгтэй байна. Эндээ давхардаагүй тоогоор 2380 үг нь давхардаагүй гэж гарч байна. Энэ доторхоо програмаар шинжилж үзэхэд энэ гэж ахны ихшний гэж холбож бичдэг энэ монгол хэлний энэ гэж үг нь хаана зохиолд ямар юутай холбоотойгоор эхлэлдөө төгсгөлдөө дундах хэсэгт нөгөө зохиолын ороо гэж хаана ороо гэж гэдэг нь баахан гэж тодорхой харж болох боломжтой. Тиймээс тухайн зохиолд ямар үг нь ямар дүр зохиол дүр нь олон гарч ийнэ гэдгийг шинжилж үзэх боломжтой юм. За мөн дараа нь 9 дугаар классын уран зохиолын хорхом бишигт за гэсрээ туужд баа юм шинжилгээ хийж үзэвдээ. Гэсрээ туужд шинжилгээ хийж үзэхдээ бааха ямар шоор харагдана вэ? За гэсрээ туужийн шинжилгээмнэ. За гэсрээ туужийн зөвхөн гэсэр туужимнаа арвин том их зохиол уширхаа бид хоёр зөвхөн эхнээ бүлэгт нь шинжилгээ хийж үзэвдээ програмаараа. Ингэхэд эхнээ бүлэгт 5693 үг байна. Эндээ 1996 үг нь давтагдаагүй орхон байна. За мөн гэв гэдэг үгийг хамгийн олон давтхан гэдэг дээдл хаана ингэж доош нь эренбэлш гарах шишээтэй. За энэ доторхоо эхний тэргүүн бүлэгт жур гэдэг дүр нь 70 удаа давтагдаж гарчээ гэж баханд харагдахаар байна. За журмны бах зохиолын хаана юу хийж явна вэ? Ямар үүрэг оролттой орно гэдгийг баханд харах боломжтой байна үү? Тэгэхээр бид өнөөдрөө баха сонин сэтгүүл за тухайн хүн өөрийнхөө бишэн илтгэл доклад бүх юм энэ програмд шинжилээд миний илтгэл доклад за өнөөдөр ханьне тэргүүн нүүрш гэдэг юм уу? За энэ зохиол бурят хэлэн дээрх орд хэлэн дээрх энэ зохиол шүлгэм хэдэн үгтэйгээ шүү гэдгээ баха шинжилж харах боломжтой. Энэхээ гадна олноор ихээр давтагдаж байгааха тухайн найруулгамны алдаа ихэтэй зохиол найруулга муутай гэж үзэх талтай биш та баха онлын үднэ. Ийм учраас энэ шинжилгээ битгэж хийж туршиж үзэвдээ. За ингээд дараа шинжилгээгээ хийж үзэнэ ингээд дараа за мөн баха бид хоёр Ладай Тамбай 7 дугаар классын уран зохиолын сурах бишигт баха Мендоё гэж зохиолч нётг буюу үеийн онгоны дуулыг өгүүлэхдээ зөвхөн тодорхой хэсгийг сонгон авч үзэвдээ баха. Ингээд баха хэдэн үг нь давтагдана. Эндээ аль нь давтаж олноор орно гэдгийг баха харьцуулан гаргавд. За ингээд Ладай Тамбай хоёр зохиолч. Ладай Тамбай зохиолчны шаргашин өгүүлдэг нь 7 дугаар ангийн уран зохиолын классын Мендоё зохиолчны нётгогүй онгоны дуулыг өгүүлдэг юм нэ. За 2018 оны байна. За энэ хоёр өгүүлдэгэ харьцуулан үзэхэд өмнө Ладай Тамбай зохиолд 1200
22 үгтэй байна. 786 үгэн давтагдаагүй байгаа ха. Мендаяга захиалт 4 захиалмны авахан хэсгэмнэ да зөвхөн 482 үгтэй байна. 350 мөн давтагдаагүй байна. Энэ давтах үгийн та давтагдах нь бага байхад тусмаа зохиолчт нь найруулан бишг эрдэмдээ гойд хурлсан хүмүүс байхаа гэдэг нь тодорхой болох. Тиймээ бид найруулга хайтай байхаа энэ томьёонд оруулж байгаа бодно тийм. Эхлээд томьёонд оруулж бодоход хамгийн дээд хэмжээ нь 1.0 гэдэг коэффициентэд ойртож байгаа найруулга хайтай гэж үзэхэр байна тийм. Эрдэмтдийн судалгаагаар тиймээ энэ зохиолчтой коэффициент нь 2 зохиолчтой 1.9 гэж гарч байна. Энэ нь болохоор 1.0 гэдэг коэффициентэд ойртон уширхаа бид найруулга хайтай гэж үзэхэр байна тийм. Эндээ гарахад за ингээд түрүүнд хэлхэн би хэрлэн сумай шав асан хотынгаа ерөнхий боловсролын дунд хоргуулээ 8 2 дугаар хоргуулээ школээ 85 сурагчтай судалгаанд хамруулж ашиг хишээлдэг хэрэглэж үзөөж бид. За ингээд монгол хэлний хишээлд ашиглаж үзэхтэмнэ ямар хүндрэл юу гарна гэж хүүхдүүд хариултаг өгөн байна. Энд программын хан худлаагүй тохиолдолд хүндрэл гарч ийнэ. Уран зохиолын хишээлд их гэдэг уран зохиолынгаа нөгөө зохиолын задлан шинжилгэхэд агуулга нь тодорхой гаршихаа зүгээр гэж байна. За энэ программын улам цаашид гүнзгийрүүн худлах нь зүйтэй гэж үзнэ. Эхнээ нямбай хан ойлгоо хавар илүү сонирхолтойг нь за ийм хариултуудыг өгөн байна. За ингээд энэ программыг ер нь хэрэглэхэд бол цаг хугацааны хувьд хэмнэлттэй бидний хууршин уран зохиолоо юм түүхэд Монголын нуус тавшаа гэж байхад жамуух гэдэг дүр хаана гарна Монголын нуус тавшаа зохиолн хэдэн үгтэй гэдгийг гаргахад бэрх байгаа шиг да. Ийм программаа тоглоомжтойгоор бид хэдэн үгтэйг шүү нуус тавшаа зохиолн нэгдүгээр бүлэг нь хэдэн үгтэй гэдгийг гаргахад мөн амар болох та. Доор нь гаргаад ирэх энэ програм хаа. За дараа нь бид уран зохиолын хишээлд бахархаж үзэх асуултаас үзэхдэмнэ. За хүүхдүүд Microsoft Word гэдэг программын 10% нь бусад нь 17% нь бусад энэ программыг ашигладаг гэж огт ашиглаж байгаагүй гэж энэ программын 73% нь хүүхдүүдэд үзэн байна. Тиймээ бид энэ уран зохиолын хишээлд аливаа зохиолын гол дүрийг холбоо хамаарлыг тодруулахдаа аль хувилбарыг хэрэглээ илүү зохилтой гэж асуугаад тэгтэмнэ энэ текст статик гэж бид хоёр ярьж байгаа программын 80% нь ашиглаа зохилтой гэж хэлнэ. 20% нь Word гэж хуушны программа ашиглаа хамныг дээр гэж хариулна да бүгдд. За ингээд цаашдаа энэ хиш шинжилэл гэдгийн програм юм энэмнэ. Тийм учраас хаваад энэ хиш шинжилгээ программыг заалхай уран зохиол монгол хэлэнд хэрэглэхээ гадна бусад салбарын эрдэмтэн судлаач хинш болоо хэрэглэж ажилдаа болох байна давуу талтай гэж үзнэ юм. За ийм учраас ингээд өнөөдрийн судалгааны ажлаад өгүүлнүүд юм. За энэ уран зохиолын хишээлд энэ программыг ашиглахнаар энэ давтамжиг хэдэн үг зохиолдомны орно гэдгийг тоосоолон судалж гаргаад за мөн уран зохиолын энэ эхэмнэ зохиолоо хүүхдүүд хүн ойлгох боломж нэмэгдэх хамгийн их хэрэглэгдэж байгаа ямар үгэн зохиолдомд байна гэдгийг хүүхдүүднээ мэдэнээр за гол дүр нь ямар үүрэг оролттой байгаа зохиолд хаана нь эхлэл төгсгөл гол хэсгээ хаана нь ороо гэдгийг миний хэлхэншлэн программын тусламжтайгаар хурдан хугацаанд мэдэж авч гаргаж ирэхэд давуу талтай болно. За дараа нь мөн хоёр зохиолоо харьцуулан худлахад 1.0 гэдэг коэффициентэд ойртож байгаа нь зохиол бүтээлээ бишгэдээ ер нь найруулга хайтай бишдэг хүмүүс юм байна гэж дүгнэлтэнд хүрнэв юм. За ингээд уламжлал дээрээ тулгуурлан шинжилгээ яаж хийх ёотойгоо уран зохиолын хишээлээ бид хишээлийн програмд үсгээ гадна бие дагаад судалдаг байгаа хамна ямар үгүй ханал хэлнэв юм. Ингээд уран зохиолын хишээлээ зорилго агуулгыг бид Монгол уламжлал яс аншил соёл түүхий таниулдаг өглүүлдэг
их хоронш өндөхнээ бахархал дархлаагаа хөгжүүлдэг байдлаар үргэлжлүүлэн цаашдаа хичээлийн программа үргэлжлүүлэн заага хамна ямар ба гэж бодно гэв. Ханал хэлжээд за мөн ерөнхий боловсролын уран зохиолын хичээлийн уран сайхны их гэж энэ зохиолоо нэрлэнэ гэв. Энэ шинжилгээ хийж үзэхэд хүүхдүүдэд классын анги ахихад том нь үгийн тоон нэмэгдээд явж байна. Энэ нь болохоор хүүхдээ баха нахас сэтгэхүйт онцлогтой холбоотой баха бэлэн мэдээлэлтэй ажиллах шалбартай нахны онцлогтой холбоотойгоор ингэж зохиолоо оруулдаг юмаагүй гэхэд дүгнэлтэнд хүрнэ гэв. За ер нь зохиолчтой зохиол бүтээлийн харж үзэхэд энэ гэдэг нь нүгслийн маш ихээр зохиолчвар хамгийн ихээр давтаж байна. Энэ нь ямар үүрэгтэйгээр давтна гэж үзэхэд эзэмшигдэх шиг юм хоёрын хоорондох хамаатлах харьцаая нэрлэхэн төрөл зүйлхэн олон юмсаас онцлон ялгаж нэрлэхийн тулд зохиолд энэ гэдэг нөхцөлийг маш ихээр хэрэгжилж байгаа нь харагдаж байна гэж үзнэ гэв. За энэ текст статик гэж нээлттэй ихийн энэ программа бид нар хичээлээ хөтөлбөртөө тусгаж уран зохиолын сургалтандаа ашиглаа. За тусгаашгүй ба тухайн хичээл оршихуйн уран зохиолын багш бүтээшээр хэрэглэж хичээлдээ яваахан илүү техник технологи ашиглан өргөн боломжтой боловсролын өөрчлөлтийг харуулхан ийм хичээл болох гэж бодно гэв. За ингээд энэ хичээлдэх хэрэглэн орон зай цаг хугацааны саадыг гэтлэгж суралцагчны хүсэл сонирхол хэрэгсээ боломжтой нийсэн үр дүнтэй сургалт болох гэж бодно гэв. За ингээд ашиглан ном зүйн ямар байна вэ? За эдгээр ном зүйг ашиглав гэв. За анхааран сонсон таанд бод баярлалаа. За баяр цэцэг багшаа. Баяр цэцэг багшаа, баларма багшаа. Ихэ хонирхолтой текст программа зохиож энэ мандат өөрөнгөө шинжилгээ хөдөлмөрөөр хуваалдаж мандат хонирхолтой илтгэл хөндөтнө тондик баярыг танд хүргэнэвч. Саашинчаа ажлдатны амжилт хүсье. За боряд хэл хоёлаа ба түгээн дэлгэрүүлэх гэж борядаар ярихыг хишээ нэ баха. Тий. Боряд хэлээ мартан гөгөр баха авш явах гэд боряд болохоор баха тэгэд борядаар хөрхийг хишээ нэ алдаатай байж болох. Ой, ихэ баярлаа. Баха орсоор аннотација баха хэлэн алдаа баха алдаатай байхыг үгүйсгэх үгдэ баха. Гой конференц зохион байгуулж байгаа таандууд оролцож байгаа эрдэмтэн судлаачид та бүхэндээ баха баярлалаа. Гой таандуудынхаа илтгэлээ сонсоод баяртай байна. Ольга Батмаева багшийн илтгэл баха гоё байгаа. Таны илтгэл Ольга Батмаева багштай баха баяр хүргэе. Гоё илтгэл ер нь илтгэлүүд өмнө их гоё илтгэлүүд байна. Сонсохоор баха. Сонсоод байж гэнэ тий. Баярлаа. Нүн удаадаг үг Ушаа юм хэлэх асуудал байна багш нартай магад. Одоо та хэд энэ програмыг болохоор орд боряд хэлэндээ баха хэрэгжилж болох. Дараа нь холбогдоод аваад яаж татаж компьютердээ хуулгаад хэрэглээ хамна энэ хялбар бүхэн байна. Дараа нь энэ хурлаа дараа баха авсууж болох юм ш та баха. Болоод авааха их л ажил хөнгөвшилдэг да одоо энэ их. Олон нөгөө зохиолд дүр нь хааны явна гэж шүү. Хэдэн удаа давтагдаж орно гэж шүү. Гэж шинжилэх ер нь аль талаар хувиргаж шинжилэх боломжтой ер нь. Баяр цэцэг багш энэ дурдхлыйтнэ бидний хадуулжа бод хэнда дурдхандтнэ. Би болохоор монгол хэлнэнгэ хичээл ордог баяр цэцэг багшмны энэ компьютерийн хичээл ордог багш. Би болохоор уран зохиол монгол хэлээ заадаг болормаа гэж багш нь. Баяр цэцэг багшмны компьютерийн багш тий. Эндээс нэ баяр цэцэг багш гэж бишээтэй байна тийм ээ. Тий баяр цэцэг багшийн гаягаар болормоо багш орно би. Тий. Болормоо багш тий баяр цэцэг багшны бидний өрөө нь ажил дээр орно би тий. За хэнда болормоо багш. За мөнөхөдө бүдэ түнхнэмэгэ ардэггэрлэ тагай методист Любовь Сиреновна Аюшеева Дугуилда, наследие сказителя 40-векового Магая.
Любовь Сиренна, танды гуктына. Гырылма тирин. Икинчи бәкте да? Любовь Сиренна, сейчас гырылма тирин слайды. Ара. Так, бақшыныр бомартаректе бүде сағыны яғылы ябыжы бәйна, тірі сақ сауға баға секцийінге ажыл дұрға хәмне баға хәм бәға тем ғо, теман толы. Тирен тұқай хаңжы бәғаректе. Так, Любовь Сиренна? Любовь Сиреновна. Любовь Сиренна, микрофону! Микрофону, включите микрофон, Любовь Сиренна. В левом углу. Толдынугой. Включить звук это в левом углу. Так. За пока Любовь Сиренна былдытыр, Виктория Александровна бәйнігу? Виктория Александровна, Любовь Сиренна тірі. Микрофона хайм болғағытта. Виктория Александровна. Ольга Бажимаевна, Галина Роднаевна. Галина Роднаевна бәйнігу мұны? Сейчас. Приятно. Любовь Сиренна. Да, мы слышим. Зай. Ага, Любовь Сиренна. Ага. Кульсоректи? Зай мұны ғарбаха. Выключить. Ага, хілікте да, Любовь Сиренна. Так, баға ұғый болшы бұлды. Тірі связь не могешкі да? Так, энэ холбом не им бэхата баға. Любовь Сиреновна. Би болуы. Звука нету. Тенде. Так, Любовь Сиреновна. Толныкты намай. Шаңғышғар звугын болғағыта, рай танды долтыны көйті. Звука нет. Барон қартетіне шаңға болғадық тірі кнопочка бәйқі тірене дәрікті. Так, би болынып шалы. Өндіп та ұғый болыны. Так, авиаға болуылың қай күші знак қарынқай бұшыл да Ольга Бажимаевна. Авиател күші. Хари, тіндін жұмда, Громкости, гашин, громкости, ты хожу-то бэхен кунды, может быть. Попросите кого-нибудь. Инженер Угубина. Сашин Тихои, я волжу бэйя, пусть Любовь Сиренна технически пусть вопрос решит. Виктория Александровна Бенегу. Виктория Александровна Зурбаева. Галина Роднаевна Бенла. Ну давайте, Циренова Галина Роднаевна, да. Бенегу Циренова Галина Роднаевна, да. Ага, муно. Намай харбыкты. Харба сән бәйно. Сән бәйно. Хыжынген, Виктор Санжантьевич Мункине нерімжіті хыжынген лицей ғорғолин бақшы Галина Роднаевна Циренова дугуктына. Бурят урын зачалды дұрул турулки шыны арғынуд гөхін еліткілті. Зая Галина Роднаевна танды гуктына. Умдығын хылге. Бурят урын зачалнуда узықы арғы болым жынуды болым сашынки хужылтын харалығын ені екі құрылданды хабадыжы байығын бұқы бақшыныртты мындыйы құрғынып. Турулхи литературия шынжыл каталар
Қореті ехі ажыл хың, ойутың уйың мане бақша, Саян Жымбиевич Балдановай найым тамын жылай ойды дашқандолың, ені ехі кімжейінді, ұлыс хорындың кімжейінді, ұңғыржы бәйіндін байыртеп. Так, пульсорик ты сейчас. Ага, сейчас хашнет. Бабудиху харнатты. Так. Больше было. Говорит, так больше будет. Болба? Зе, хорошо, зе бололда. Тигетіне сақ-сақта сахилзы хукудog же бурят ардемне сысың мұрғын оғы ешарда. Тигетіне хүн тұрылтыне туғы ажығылықта ойы сақ бұқын орын жамы байдалтай илғаты танюғыта бедік. Ені талар мане ажығы сақ мұңлы орын онсышын жыте. Информационны технологияны де зон жылығы жынырланып де. Мане мұдер едудірнотты баяқшына декабрин ғорыбынаға табы болтыр. Интернет сөженді хымыл ұқан бұдыл, хоринігіт хезон жылы қол технология ғын олыс хорындың онлайн конференциян ғыру. Россия рынкылықшы Владимир Владимирович Путин ина содылды ехі аңқырлағын толжы. Хымыл ұқан бұдыл қада құн түрілтіне құжылтын замай, мұны ойын қарелсаны дылғуре ихи ұндығын хорин болжы тодырқы. Гүбішке ямыршешінің онеті робот, хуни ехізе шкегілгіжі шатқы ғыжы тінбіглігін бейна. Ерхие байғын хайын арабын жылы тұршысы, мұни презентация қарғыжы бол құғыпта, арабын жылы тұршысы, тоғаты оңығы жыралы цифровой технология бұқы Россия дотыр нептірілгі зарылғы тайғы юрынкайлықшы иліруі. Жышын көрін түрін хангамжы госуслуги, цифровой тұқылды оролғы кіріппекедің миллиард мұңғы зори ғамалықтағы, еретін сыпты тоғыдылғы информатикатай қолыбауты мұрық жылтыде олышырқы, бұрынғы дың жылтыде, салим құлғыр хәң хангақтығы байғейін онсылың юрынкайлықшы мүдейесі бі. Тим бағын сыға тұршыды бұқы юмын компьютер архиптігі, тұрушын ходы болғы хыгдығы шалғақтығы, олынды тарағдығы, тайлбіріліктігі болғы юм. Хырбы яреділ жыл ұрдаты тұс бодылын өткізепті қожым ғуылды хыгдығы бұтегдігі мұтер ханықтағыңа, мұны ину ковид ұшыны бей болжыдылғырқы оршында хямдағын сақсы сұм бұйылулықты бұшақу. Иртім ұрылсылеталар қарқыды, түргін сақсы орықшыдай болың айотыдай дистанционны орылсыл имхетхітті бі. Темахе информационны арғы зуын иді шынен хуғжын кесақта бақшаныр беді тарымжыты хышейл ажығы болғын одыя, арғы болымжын одыя орықшытта дұрытқықы бұйылуылқы болынапте. Мұны ұхибоны оған бұдыл, ехінкеде интернет сөженді компьютер, ноутбук, планшет, қар отығын ғықы мұты босыт ғад жұдуды бұсор хуғжыны түдің оғыдыйын ғанер қолыны ойылғыста бәйнігіжі болты мұтынепте. Мане ғырғолы хыжынген нырмышты лицей, монкене нырмышты хыжынген лицей, хайыр менгі арвын зұрған анығы, бурят олысай ондығын ұрғолынудай ибылылды орынқай құды жывайныпте. Ибылды гышут балуатлы бәйтіріне тіріл ұйыр, найрымдылай дуғай күйін олыс хорындың фестивалін күрші, ертім шынжылығын қорылданды қабатқыда ихим болық наши истоки кіждірте проект захиожы хамғалат, маны шабе тұрушын ғориды қарағын байыды. Тейхіде турыл бурят хылые сашни марттың бұйқуқ жоғы зарылғы теғор, сайыл туягығын сайт ұхбудыре қамтасы хеғопте. Компьютерны технологинділерінің зон жылды, турыл арденға еғазан жылнутыге орын захил балың, ондығын сайлау марттықы еғы өйіпте. Идім нәқада сашынки құжылтынды ихим болық кіғын деп жылды оря орта табиған байныпте. Тең сайыл туя сайт ондығытыны сайыл носылығын тубығы қиды болға, ині сайттарымны қылдедік, ажылай шығылыл нотте тәнел солқымня. Шо телефонный, полисытта, ажылтая тәнел солқымня. Бөліге толин туядыры, идім нәқада Иртне хайбзыңғал шыйывай намтырба бөлге төрезіке олын, бей болған туықы шутылғы мұдығы, бұрғалынудың ұншығы, шағынақы, шынжылың ұзықы, тәйіл бірілгі, орын зорғар шымғылығы, ондо зіке олынудар жышығы, сасуылғы ба ажы бәділді кіргілігі, зарылғыну тәрі құдылыныпте. Олы үйді күктігін онерқылтай ажыл негекіде ноябрен қошар, хыжынген дасына зорғадығын атым онлайн тұқылы балжы, Иртне хайбзыңғал шыйва сұқшудыдай отқарны ғұрықшытне зорық зоржы тәйіл барылғым байына.
Тегет Сашин хада ажылнудың так, сайттері табектіна орын уғы художественное слово, гыжы кружок инкеткіптік, ины гышудемне, ины кружогымне гышуд, оғден газахёғын, шынжылығын, зужғылыжы надығын, урарын шаң ажылнудығы интернет солжайында табиға ажыл хидігіпте. Олында мүдесіл тарадық имкинудер таражы үлгейдігіпте ба талилолдығыпте. Ухибуден әрілгін үшін жылғы ажылнуд, сайыл туя сайтағытны бүліге туя, орым угендежі чувство языка солол бринотты, бурядуның хыжыңғы, далины кежінге сайноде ходунотты талилолдыдық. Ушуаныға шығылыны қадамынғы дұрысқал вечная память. Буряд урын захиолшы, фронтовегуды, намтыр базахиолнуды ешін жылылығы, орын түрілхиде болын босып дәйне уйым батырнуды, дайшылхи зам узылығы. Хойыр менгі хорыны апрельсо, ибылылы сағалғыны надың манайны хыжыңгыдың күргін бәйні, тегідің елілтің өйді зарёжы мұңғы тұрыс қалғығын республиканскы үртім шынжылығын қоралда ұңғырғопте. Ины конференцияны бағыл бурят орын закелшыда дәйшілхи замды зарёлықтың бәйні, еліті орын закелшы бақша фронтовик. Цоптыным тойва дәйіне дұлынды дәріптің мұрнудығы шынжылығын маны лицейн орықша қорылданды иркимлігін бәйні. Теңінді қошын дұрбың, солырғын қошын құрбың қорылданы ажылнуд, соқсылы біріліктің қай, зағақтың қай, хыбылы хулежі бәйні. Ошуанығы құдылдық шығылынығы қыды Бурят FM радио, идір репортер. Толығын қалай қажуыдығын радиодам жолғын отты, орықшатай қабатылға. Құрғолинға болым йотығай ойынода радио шағдың шатта қоржы күдігіпте, интервью, бақшынырға бұсыдзанға бұдығыпте, тегідің құрғолимны иді репортернуд, хары бұри алдың көй эфирті қырқыда, құрғолимны ойынода қорқы интервью апқанилың екі дұршылте болады, бұл жа хыжыңгын әмікті ұңғырғын байғылы иртім құрылсылы форумда идіп кетегер қабатшы, форумы талбайын өттері балықшы ұйылы хыргодыя радио шағнашытта зұрғылың хорғынгем. Тің монош ехіді сақбалуатлы, қорықшыдара эфирті қаржы, Бурят FM радиоты, ютығанға сұрыбылжылықшы Сиригма Цыбиковна Гергеноваты холбо барисаға тағылды олды көйіпте. Так, мехін байна как раз вот. Так, Сашын хада. Идир жуғырғы жы дистанционны орелдан кеткетігіпте, нүгетте арвы нүгетте анген хорықшыдай дондың көрдік, ухи бот хорын домыр исқыдо, ихин донды екі классы хорықшыдығы жы нанненға кім жорет хубарилдық юм. Тегі так. Шылық проза, инелдіге орынғы захиолға бұе далдылың ұншылға закадровай чтение гығын табың шылығынудер қабадыдық. Идир жығур, Сашын кәт үлкер өтір идир жығурды. Орелдан қойыр менгі арбындылыңын хойкелжі жыл бүрі ұңғыргедігіпте. Цирин Шакжыны, Бавасын Абидуевай, Бата Базыроны, Даша Дамбаевай, Цирин Галановай, Цирин Тулмадандығайын, Георгий Дашбыловай, Цыдып Цириндаржиевай, ойын байырнотта дашырымдуылың хыхын байынаптебеді. Бурят олсы ондығын ұрғолнады ибылылы сағалғыны наатнот маны хыжыңгын әмікті байқшыны апрель харты болағыжы хылыхынбе, тимығы идир жығур қойыр менгі қори ғын орелданы номинацинодар илықшыдығы нютыға беті орыжы тайызын дәрге ирхи мажылнодыйын ұншолағымде шағылнодыйын бари олапте. Зон хорығырын қабадық шытсаға хыжыңгын лицен доладығы анген хорықшы цириндаржайы болыд. Юң папамсық тожыға хығы қабжы құдылат, ютығымна орын захиолшын тожыға хығы қабжы құдылат, журин шыйт қыбырер, онысы шалығыржы гран-при шанды құрттығым байына. Ухибуды зужық надың абай қаректі да. Қатны ибылылы болың әміғымда ғырғолынды ухибуд, Хотсыным сырайыбай захиолнуды ұтқар сыйкынуды ибылды жас тайзын терін нейролжы табиғым байына. Ухибуды зужық надың, нютығым нейролғынудың мұны уйын ухибуды зужық надың, нютығымна орын захиолшын байын құрсы бурят қылың, нейролғынудың мұны уйын ухибудыге тоңханыр қолжы, оғыттың қарғын зондыш екіл хайшақтығын байына. Тең іні сәткілі жығырғығын бағыл дистанционны орелда ұңғырғыдығыпте, түрімні ямрутғы тепшігігі сайттері бақшынырығы орымышуыл қызарылғы тәғыр
ины урылда хойыр одан гургопте, олысы хымженді бақшы мұргыжылтыне донда уңгырды урын угын урылданды, хургулин гансыл бақшыныр бұшы, қатыны сысырліге болың нымылты хурылсылай бақшыныр хумму жолықшыт хабадақы арғыты. Игіл тұрушын сычылы жығырғығын урылданымны гран-при шағынылды, хорин хойырдығы ургулин бурят қылны бақшы Дугарова Людмила Николаевна хуртығын байна. Ажыла ирхим хымженді бұтейін ина бақшыды хоншы боны статуэтка дұрыс қалты такшы болың диплом бариолықтығын байна. Бұлдығын шағыныл бұқымны орын онсы шарайты урылда иніктігін авторынодай сахиоғын орын шымғылылты дизайн тайым. Харин сычылы жығыр хойыр менгі хоригығын урылдамны искұрыны хамағалғын ағу екідені алтын ойды, далын табын жылы өйін байырта зарылықтығын бәжі гран-при шағыныл хыжынген бурят қылны солты бақша Даржиева Дашыма Дугаровна ины шанды хуртығын байна. Құмныты бақшыныр, ины манай сонысқығын хымжы еболғын отты идепхитегер хабадыжы сайыл туя сайт сонны ухиводынға болын орынғы ажалнодығы олар илгежі толилолжы байғылтны екі байыр тәбеғіпте. Тегі діні хыжы байын ажалны бедінді екі қырыкты ашы урты бәдік гыжы толыныпте юнды бұқыды беді ғұрыны программар табыдығы класса юудығы болтыр хойыр сақ уктоте бедінді сашын арбарваны гітте ангенотты ухибутны ныгы час литературы Бурятии түстік. Тем генде орын захиолда бурят, орын захиолда алтын жасында ухибутны яхаргуй приобщаться гышымны хабадыжы, онжыжы, оғыды, озыжы, сейжылдыжы байқыда ехыл, сытхылын анда болды кышқылық венге. Екі жылды бұрылдануды имхитхыжы интернет сұлженді ұңғырғықыды, хабадықыда, ина соғыларғын ажалнуды сайыл туягжы сайт соғы YouTube каналды табиқыда, ухибутны турылхи қылынды бурят урын закелді дұрыты, теге дұшо техническі ихтимы дүйдұршылты болны. Хабадан бұқы ғұрықшыд бурят литературын алтын жастарғын закелнудығы оншыжы, сейжілдіжі видео болғыбыры болғыжы үлгекіде, қолдыншке қаржы байқыда сытхылды байыр омғырқыл тұрулыны кіжі талыныпте. Сағайынға айрылтер шыны юмынығы әйін көйгор тұрылхи бурят хылге тоғызаншыламыдыжы дылғырулжы ебасақта күн тұрылтын соғы бурят соңқыда біді орын ұғыты, үрімілзіл құсылты, ажыл қырыкте ұрықшыты, орымы байырты япхымнай болтағай. Золтел хумда бурят нетікті тұрығын қыда. Зая хобитая арытсындо харбайжы ебағында, замболіні нығықым женді алқылжы ябықыда. Гыжа Матвей Чебоновай уғынудер білтіғілі тұрғымне. Асылдынут бағағын Хариус Хабит. Галина Роднаевна. Бинга намды масаду байна Галина Роднаевна. Тане лицей хоргуле. Отол мане бурят кылыне урын горхне урын угын улыгы гышылкы далды болуп кыймабзы. Тебе ябышья югитти классы хүлер юнды тане хоргуле арбатчы арбыныгитти классы хорокшыт бурят кылын гурыне кылын гыгын бурят араны урын закелга литература бурят тигет акты болот имени югитти фән. Тегедіне юмдай ғұрғолымдай классический лицей ешкілгіді болға түріл программар епдік, тимге улу орыдо тұрысақ бурят хилзалғыды ұқтынуғи. Арбарбыны гіттеді юхтё шыки хилжыны профилизациях жы болдық, тегеде иныл бурят хилымден жағыл гідргел карттық алды бол көпші. Лицей бэхда затовый гурне программда шун болмакты. Тегет гурне программарлы игжил далмунил мытхы сагал имрхулда. Тегет нигу еби турушыр ерет бэхда ина Любовь Сергеевна гыжыды соты бакшы урлыгын гашапта. Любовь Сергеевна да Роза Емфиловна алын емапта бакшылар көбілігін тегет мыни ерхіді юмбайдығыға бурят национальный программар учебный год. Байхыдың перегер ұстығыға қапты ялы. Тегі жып еттіра бидіндегі жынықе құбарыны қойқында алың оңдо яғындай орычы олың ұрны классо,
тегет захыда хойыр булу Согласно источнику остеопатия России, остеопатия – это область клинической медицины, включающая Юнгон Китай көрсетті тегет юм Гансы тоң умдыхын нөхі бурят хылыри, олығын бурят хылыри гыжы хышев гыжы байқыда ушибут аял хылыр бенді. Мұны жылге жылдыгет қаршы байқыда ушибут бурил невейнлы хылы алдын кебенді. Ос программа радылы юнды игыжы бұе заводы күнгі шыптығы шоба хасылдың ұчқарттыған тегет биді имна хылышын, имна ядында хабад болып еді явыш яғын бір ушибуттыры бурят хылында дұртық будыр бұлды жы биді әйміғанға фунженді Сашыдаш Республика сатырыл национальны ундыхын хылыр олимпиада мұтқалатты ғарапте. Шоу тегет журышкеді ғана еш бұд тежі ветрам, оны жылды болығы да баға бұқой тегор хават жышбай қамын айтым. Бұл да Саша хюбетте оғытыны там бурят хылы Галина Роднаевна, мане ина улаң өттер ғұрттық, мане лицей интернатты ғұрттық, үші дейхнурлы, хыты құрғы дейхнурлы бурят хылы бүре хәң мүткі құғыт басқып таны хорголды хортыглы байхы яутелда тан күрне хылында архорлы бышыл хорголык жан харшын дебене биде барин урвытчы государственный жары беден ныш яптык кой ара хидеш хибуденге артор догурхы же ирнызылтеш тигет ондын хорголы балхыда бурят яхтыны ушбут хорнага шапта бидиндит не илдибин алымлы арыдлы класс ушбут алым бене танда баха тима го баал тима Адол чугаш армян олымби ордут би олон митис болшан капти битис глади на чибы ябышки адол индил хорахада индил гирехада та чихы ятеп жыл бити игжи ирилти тепте тиге ва хибут ара запросто орторхле игет гурнехлында ашхарган хибут ара жылды модны сихин клара нюху юмунгу Юндып кеде жингри действительно олимпиадында тан туру көрнө дезилдикти. Изилхер шурмда болсадал бир кыбышыл тирил хидихин ушбут гешапта уну яхара. Тигет мулы каржы байкыда тирил мунданы алын ышыгылынын бер кудулнуп тигилсинип тигидел бахал ден сагал игел хылынды бир хылыш утап кудулуп таскын кылыя. Тигет хырбыя хархы болганда эмоксонны жинкин кылтебайын бурят хорголнут улзуйтим хорголышин хол устяроте хорголе ордедыгы хол госпрограмм теболотлы бенушида имурхулда мана сагемне бедел тимин Да, ина сотла синдылга батмайна зупа сотл табян байны кешиге ханныпти но ина сотла имбле но бакшыныр зажы байым бакшыныр бышы инимне юне Пет коллективто баха зубулды администрация школы вот имеет право, да, там на нормативно-правовые документы гетбенигптаха, а так ботылгыты болхор зуб асудыл циндлы батмайм на таббе, и на вооружение, наверное, возьмет. Галина Роднаевна, передадите все помыслы, да, но Саша действительно хырбые хо бурят хылын гурнегет хо ябжыл байга Саша бурят орынза кёло ямар зомны усхы кешип гыжы ини кое орынго хананда темада орынго хананда алын часы теш байга Саша недуч буде бурят хылында гурукка орынза хылын гидилгите хуңавзырда тедлы болну буйдары дашында Саша ябып те юндуп кыдыгы сагыны хомуршык болжобені муну Любовь Сиреновна да угуеда Любовь Сиреновна намне былым боло? Любовь Сиреновна? Танды уктыны. Долдыңго? Ольга Бачимайна. Долдың. Күндіті бақшыныр, күндіті әлшір, ердікті күлісорықты, ені эфирті ғаржы шадау едімне. Түнкін әмірімне қойымыр нетаға гарголты, алдыр суыты, элиті бақшы, Саян Жинбеч Балдановы, найын тамыр жылы еді, зажулыдың конференцияда, хавады жбайын әлшітті танда, Түнкін нетағанға азық оқшыдаға, бақшындарыңға зұлығы, қалу мөндейе танда көргініп. Егер сол ежік түлкі бәні мені елеткіл, мені ғулерді қабатқа бақшын елеткіл, орда бақшынары ердімтіде елеткілген ұза ондол байқа, биде елеткіл соғы
Ньютаренга горукты суыты болахан онтықшы үлгіршін тұқы үлгіршітте танел солжы. Ямыр ажыл мана эмікті явулытынып, тиеді харулты күсілтерді, енді бүкіде онтықын үлгір бүкімітті закелнудымны, үкімітті қойқы хэшағдыдық, тиеді бақшыныртты, қорықшыда ұрын сашын үлекі югер онтықын үлгірнудер танел солжы, үкіміде бәйхігізі хананда хананырды. В своем выступлении я расскажу о великом сказителе, сказочнике, который сохранил фольклорное наследие сибиряков. Имя тункинского сказителя, сказочника Егора Ивановича Сороковикова-Магая вошло в историю русской фольклористики, приобрело мировую известность. Его сказки, предания, легенды поставлены в один ряд с лучшими образцами мирового фольклора. Творческое наследие Егора Ивановича Сороковикова-Магая богато и разнообразно. В нем представлены все жанры русского, бурятского и чешского фольклора. Он внес огромный вклад в развитие художественной культуры родного края и оказал большое влияние на творчество сибирских сказителей. Родился Сороковиков-Магай в краю изумительной красоты, восторженное описание которого оставили исследователи, побывавшие в этом райском уголке Восточной Сибири. В промыслово-таежном быту Тункинской долины рассказывание сказок было частью обыденного уклада жизни. Магай таким образом рос в поэтической атмосфере семьи одаренных носителей фольклора и был наследником, продолжателем богатейшей сказочной традиции края. Достаточно сказать, что тункинские сказки были поставлены в ряд лучших образцов мирового фольклора уже в то время, когда известны были лишь отдельные тексты из обширного собрания. Профессор Марк Азадовский, открывший в 1925 году сказителя, писал: «Творчество Егора Магая – это кладезь фантазии и солнечного сибирского юмора, яркое свидетельство творческого таланта народа». Сказочным сказочником назвал Егора Ивановича Сороковикова-Магая ученый Юрий Соколов. Он писал: «Трудно найти более выдающегося сказителя, чем Егор Магай. Его сказки представляют собой чудесный сплав реального и фантастического, сплав коллективного человеческого разума». Лазарь Ильясов, фольклорист, писал: «Очень обширные интересы сказителя. Он великолепно рассказал волшебные сказки, чувствует, что он непревзойденный мастер бытовой сказки. Все это вместе взятое дает право назвать Магая самым прекрасным мастером современной сказки». Крупный знаток русского фольклора, открывший многих народных сказителей и певцов, а также музыкантов, Марк Азадовский дал характеристику сказкам Магая в своем отчете о летних работах в Тункинском крае. Сказки Сороковикова-Магая очень своеобразные в русской сказочной словесности, а сам сказитель хорошо грамотен, много начитан, на деревенский масштаб довольно образован. Сказки его содержательны и цельны. Написанные Магаем сказки напечатаны во многих республиканских газетах и журналах, вы видите на слайде. Они вошли во многие альманахи и сборники. Сороковиков-Магай – один из сказителей, в чем творчестве особенно силен местный колорит. Сказались личные условия жизни и выражены личные наклонности. Его традиционные сказки богаты картинами природы, близкой и понятной охотнику-сибиряку. Горы, сопки, дремучая тайга, звери, птицы неизменно присутствуют в его сказках. Чувствует, что для Сороковикова-Магая это родная стихия, без которой немыслима его жизнь, что это источник его вдохновения, так как многие герои его сказок – охотники. Также сказочник рассказывает то, что жило до него и может продолжаться после. Он находится во власти сложившейся традиции, тесно связан со средой, представителем которой является. Отдельные элементы, детали, а иногда и целые эпизоды и даже композиции отражают время, место, среду, через которую прошла сказка. Егор Иванович был знаменит еще и как сельский музыкант, самоучка. Музыкальный репертуар его очень богат, вы тоже видите на слайде, начиная с польки, скаковяка и так далее. Азадовский восхищался талантом и мастерством исполнителя и считал его выдающимся музыкантом. В селе Талое
И сейчас можно найти музыкантов-самородков. Один из них Демин Олег Васильевич, учитель Тальской начальной школы. Виртуозно играет он на баяне, руководит школьным краеведческим музеем. Благодаря ему создан музей, это уникальный уголок школы. Я думаю, что музей в школе – это пространство творческих инициатив, патриотизма, в основе которого лежит чувство Родины, родства, укорененности. Это воспитательный центр в образовательном пространстве. Когда учитель в свободную минуту берет в руки гармонь или баян, то разливается по сей день в школе то веселые частушки, то тихая мелодия. Учащимся школы прививаются в этой школе навыки исследовательской работы. С малых лет формируют интерес уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений. Например, в учебном процессе по предмету музыка дети на уроке воплощаются и в сказителей, и в художников, и в композиторов. После услышанного предания, например, о гордом Иркуте и мудром Мунко Саридаке, они делятся своими впечатлениями, придумывают музыкальную форму к образам. Специалисты-музыканты были очень высокого мнения о сороковикове Магае и удивлялись, откуда у него это умение, ведь он ни одного дня не учился музыке, не знает нот и не знает. А дело в том, что у Магая был уникальный слух и феноменальная память. Например, услышав мелодию, он на скрипке подбирал и повторял услышанное, и все удивлялись, как он это сделал. Скрипка в его руках играла, пела на все лады. Плясовую музыку, частушки он играл на балалайке с большим задором и завидным умением. Но больше всего он любил скрипку. Он не знал нот, но у него настолько сильно был развит слух, что после исполнения какой-то либо песни он тут же брал скрипку, сначала усваивал мелодию, играл как бы про себя, а потом все изумлялись, как хорошо и свободно он повторяет услышанное, вспоминал исследователь Виноградов. Когда с ним на охоту ходили, то у него в берестяном ящичке всегда лежала скрипка, и вечерами, иногда до глубокой ночи, в глухой тайге играла скрипка. В 1938 году Ильясов 8 месяцев, это 225 рабочих дней, по 10-12 часов записывал сказки от Магая и у Ламеды, и у него дома. А Задовский вспоминает, что было записано столько текстов, из которых можно было составить несколько толстых книг. И дома он рассказывал сказки и пел песни более мастерски, чем в городе. И сам он об этом говорил, что даже стены дома помогают. Пою сам и думаю, вот здесь мой сосед Прокоп на этой половине такого тельпака выдавал, что балалайка у меня в руках довизжала. А тут вот под мою песню сестра Маша чуть не плакала, и струны на скрипке так нежно выводили напев, что я сам удивлялся, до чего же музыка на человека действует. Отсюда и тона подбираешь, и где громко играть, где тихо, а где будто по себя. Вот так-то она и игра получается. Душа-то всем питается, она потом по-своему и наружу выходит, когда поешь или рассказываешь. Любимым жанром сказочника были волшебно-фантастические сказки. Сюда можно отнести такие, как Иван-Царевич, Альхон Богатырь, Чудесное кольцо, вот, которое вы видите на слайде, Соловей-разбойник и так далее. Из всех распространенных русских сказок значительную долю занимали волшебные сказки, с большой силой воплотившие веру в русского народа в торжество справедливости. Знатоком и мастером таких сказок явился и Сокольков Магай. От него были записаны также популярные русские сказки «Волшебное кольцо», «Звериное молоко», «Отдай то, чего не знаешь», «Яруслан Лазаревич» и другие. В 1937 году его вызывают в Москву, где он впервые рассказывает новую свою сказку, как охотник Федор японцев прогнал. Москва, говорил Магай тогда, произвела такое впечатление, что я стал себя чувствовать так, как будто я заново переродился. Почувствовал себя бодрым и молодым. Мне хотелось заново все пересказать, что я знал. Может быть, все это пригодится моим потомкам, тем людям, которые будут жить после меня. И он не ошибся. Мы, земляки, односельчане его, люди Тунтинской долины, помним, чтим его и продолжаем традиции своего знаменитого предка.
25 августа 2018 года в селе Талые в школе прошел праздник наследия сказителя Магая, посвященный 150-летию со дня рождения выдающегося сказителя и презентации книги «Наследие сказителя Магая». Программа дня была очень насыщенной и содержательной. На данном мероприятии прошли конкурсы рисунков чтецов, юного сказителя, исполнителей на музыкальных инструментах, исполнение частушек, фольклорных коллективов. Сегодня в системе образования нашего района традиционными становится проведение фольклорных фестивалей, конкурсов, встреч по творчеству сказителя Саргаякова Магая, Улегишина Мессана Алсеева, также писателей и поэтов, членов литературного объединения «Мунко Солидар». Действительно, как было вчера сказано, предками данная мудрость народная будет продолжаться, останется как наследие и будет продолжаться поколениями. И такая работа, например, знание сказок, улигеров, естественно, обогащает знания детей. Спасибо за внимание. Хентеда Любовь Сареновна, танда хейни кургжбенев детиме, вот он 40-веков магай же улигершин тухай иха отхашамасты эликхилхыба, ямар асотылмок бәнегешігі асотылмоды Любовь Сареновнады тарихатна болха. Игу әлі ойгу. Ой, зэ Саша ебилда. Сагнай бага болжол бени там бокда хомуджи бени тетимге муңла тункне магай охуршы бире майсын алсы бенрим жета юрункуй болбусырлай хорголин бакша Захиров директор гыныкте Зурбаева Виктория Александровна уриныкте о нашем земляке подножие Саян Выжныкте. Она тоже со связью плохо. Может быть, через человека или через... Немного подождем. Ага. За Саша я бил до тебя. Саша Дандакова Сайома Даржиевна бурят хылы литературын орын захиолы бакша. Яроның амагай нарахтың донда нығыдыхи хургулин бакша. Организация и реализация проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся на уроках бурятского языка. Сайма Даржиевна Байнега Шиктел. Сайма Даржиевна. Ага. Харны гүлбита Сайма Даржиевна. Угы бойны хашта. Угы бойны. Угы хашта. Ага. Харе. Зай Саша Еве. Муңлы баха мане улыс хорыннан құрылдан болжы байға қатын бағыл дорны даймығы мане монголарынан дорны даймығы че болсын хотин бақшы екі құрғолен дорнады екі құрғолен бақшы тоягин ғырылсыцық базар сатын қолын қойыр индімне ғожы байына кеміге ені қойыр әлшіт бақшынарта угу имизик шогитта. Тобангийн сургаалын тогтвортой хөгжлийн ээл санаа уран зохиолын сургалтад хэрхэн тусныг шинжилсэн гинэ. За. Танд мандид улж байна уу? Хулан багшаа, гэрэл засаг багшаа. Сонсож байна. Сайн байна уу? Сонсноо. За, сайн байна уу? Сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Би яагаад энэ сонсох гаргалахгүй нэ? Сонсож байна. За, файлын нэгэд өгье. За. Ташо PowerPoint дээрээс ярьж байсан. Үгүй. Зүгээр. За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ амрыг мэдчихлээ та бүхнийхээ. За Монгол улсын зүүн хязгаар Дорнот аймгийн
Чаа болсон хотоос мэдчилж байна та бүхэнтэйгээ. За. Мэдээ. Бидний илтгэлийн сэдв маань за 5 хоногийн сургаалын тогтвортой хөгжлийн үзэл санаа уран зохиолын сургалтанд хэрхэн тусгасныг гэрэл цэцэг туяа багш хулан базарсад миний би энэхүү илтгэлийг хамтран бичиж та бүхэндээ танилцуулах гэж байна. За. Бид сонсноо. Би харагдаж байна. За энэхүү илтгэлээ ерөнхийдөө бол Монголын ерөнхий боловсролын сургуулийн 6 дугаар сургуульчигт ерөнхийдөө бол 3 домог үлгэр Монгол домог үлгэр Монгол яруу найраг, Монголын уран зохиол, дэлхийн уран зохиол гэсэн юм 4 агуулгын хүрээнд бол агуулгуудын хүрээнд унших, сонсох, ярих, бичих чадруудыг бол эзэмшүүлдэг. За эдгээрээс бол ерөнхийдөө энэхүү судалгааны ажлаараа Монгол домог үлгэр хэмээх агуулгын хүрээнд за аж бодлын түүхэн домгоор ирээдүйн хойч үедээ мөн өвөг дээдсээ уламжилж ирсэн монголчуудын аж төрх төр мэрэгэн ухааныг мөн ухаан болох тоо ангийн сургаалыг хэрхэн үн цэнтэй болохыг харуулахыг хичээсэн энэхүү судалгаагаараа. За иймд бол монголчуудын орчин үеийн багшлах үе ба суралцгын чиг хандлага хийгээд ардын уламжлалт домог үлгэрт аж төрхийн сургаалыг хэрхэн тусгасан байгаа байдлыг харьцуулан жиших орлогыг энэхүү судалгаагаараа хийхийг хичээлээ. За ер нь орчин үеийн нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд нийцхүйц, за хөгжил төлөвшөлттэй шинэ зууны иргэн буюу за монгол хүнийг төлөвшүүлэх асуудал бол бүх шатны боловсролын байгууллага хийгээд төр засгийн өмнө бол тулгараад байгаа нэг том асуудал юм гэж олж харсан. За энэ асуудал дээр цаашид одоогийн нийгмийн амьдралын онцлог болох даяаршил, за шинжлэх ухааны нээлт, технологийн хурцтай хөгжил өөрчлөлт, байгалийн бохирдол, эдийн засгийн тогтворгүй байдал, за хүн амын эрүүл мэнд зэрэг хүн төрөлхтний амьдрах арга замыг бол бүхэлд нь өөрчилж ерөнхийдөө бол тодорхойгүй нийгэм рүү биднийг одоогийн нийгэм дагуулсаар байна гэж. За энэ олон асуудал бэрхшээлийг даван туулахын тулд дэлхийн олон улс орнууд бол чуулган хилцэж энэхүү асуудлаа яаж шийдвэрлэх вэ? За цаашид ямар хандлага уриалгыг бид дэвшүүлж ажиллах вэ гэдэг олон чуулга уулзалтуудыг хийдэг билээ. За энэхүү чуулга уулзалтаас ерөөсөө тогтвортой хөгжлийн талаархын чуулга уулзалтуудыг бол онцлон авч үзсэн энэхүү судалгаагаар. За 1972 онд Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүрээлэн буй орчны Стокгольмын хурал, за 1980 онд бол дэлхийг хамгаалах стратеги, за 87 онд бол Брундландын илтгэл, за 92 онд бол Риогийн байгаль орчин ба хөгжлийн хурал, за 14 онд бол Японы Нагаягийн хурал. За гих зэрэг энэ олон хурлуудыг бол бид нэрлэж болно. За тэгээ энэ хурал чуулганаараа бол олон улсууд уулзалт чуулган хийгээд түүнээсээ гаргасан тунхаглал хөтөлбөрүүд нь бол голлох, тогтвортой хөгжлийн голлох үзэл баримтлал, за философи, зарчмуудыг бол дэвшүүлээд хамтарч ажилладаг байлээ. За энэхүү тогтвортой хөгжлийн үндсэн тулгуур болох за нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны энэ асуудлыг бол энэ тэнцүү харьцаанд авч үзэх, за хөгжлийг цогц байдлаар хангах энэ үзэл баримтлал бол 19-р зуун буюу за 1797-оос 1868 онд амьдарч байсан Монголын бичгийн их хүмүүн тогтох төр буюу за ард олноо тоовон хэмээн алдаршсан энэ их хүмүүний за сургаал, баримтлал, ажил үйлс, за явдал мөрийг тэгштгэх номын ёс зэргийг чухалчилж үзээд сургаал номлолдоо бол тусгаж өгсөн байгаа. Энэ тусгал нь бол ерөнхийдөө тогтвортой хөгжлийн үзэл санааны ерөнхий үндэс суурийг тусгаж өгсөн гэж үздэг. За энэхүү судалгааг бол харьцуулан жиших, за задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх гэсэн энэ аргуудыг хэрэглээд за орчин үеийн суралцсан чиг хандлага, уран зохиолын хичээлийн суралцсан удирдамж хийгээд уламжлал аж төрхийн сургаалын бүтээлийг бол энэхүү судалгаанд илүү төлхөө ашигласан.
За судалгааны хэсэг дээр бол ерөнхийдөө бол 6 дугаар ангийн Монголын ерөнхий боловсролын сургуулийн 6 дугаар ангийн уран зохиолын сургалтын агуулга болох за Монгол домог үлгэрийг бол онцлон авч судалсан. За энэхүү Монгол домог үлгэрээр бол Тов ангийн сургаал бодох тогтвортой хөгжлийн үзэл санаа бас хэрхэн туссан байгааг бол судлах зорилгоор тэр үлгэр дотроос нэг л үлгэрийг Арслантай мэрэгэн хаан хэмээх нэг аж байдлын үлгэрийг бол сонгож авч судалгаагаа хийсэн байгаа. За энэхүү судалгааны явцад бол ерөнхийдөө зохиолын сэдэв гол санааг тодорхойлох ингээд суралцахын зорилтын хүрээнд эдгээр үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулахаар баримт бичигтэй бол тусгасан байдаг. За тэгээд энэхүү үйл ажиллагаагаараа бас ямар зүйлийг тусгаж ирсэн бэ гэдгийг бас энд доктортой хөгжлийн 5 ангийн сургаалын доктортой хөгжлийн үзэл санааг бол тусгасан байдлыг бол энд бас харьцуулж үзсэн байгаа. За тухайлбал эхийн агуулгыг ойлгосноо ярилцаж сэдв гол санааг тайлбарлах гэдэг үйл ажиллагаагаараа бол аж төрөх хуулийн сургаалын мал малгааны арга ухааныг бол тусгасан байдаг. За байгалийн зохицол дооны нарийн нууцыг шинжлэх ухаан нээж тайлахаас өмнө монголчууд зүүн мэлгээрээ ажиглаж ахуй амьдралдаа хэрэглэсээр иржээ. За бусдаа ярилцаж үзэл бодлоо илэрхийлэх, за дүрийн үг үйлдэлээс зорилгыг тодорхойлох, өгүүлбэртгүүнийг ялгах гэх мэт энэ үйл ажиллагаагаараа бол ерөнхийдөө Тов ангийн аж төрөх хуулийн сургаал болон нөгөө монголчуудын хүнээр хүн хийх ухаанд 18 наснаас нааш хүн хөлөг болгох хэмээн зургаж ирсэн. Энэ сургаалаараа бол хүүхдээ бол нас бийт хүрэхээс өмнө нийгэмшүүлж, бусдаа харилцах, ийм олохыг чухалчилсан байдаг. За гэх мэтчлэн одоо ерөнхийдөө бол орчны дүрслийг ялгах талаас нь бас тухайн монголчууд бол эртээр үеэс орчноо шинжээд газар усны нэрийг тогтоох, орон зай баримжаалах зэрэг дээр нь байгаль дэлхийгээ мөн хайрлан хамгаалах зэрэг ийм үйл ажиллагааг бол Тов ангийн сургаалаараа бас тусгаж ирсэн. Энэ явдал нь бол ерөөсөө байгаль хамгааллын асуудалтай бас нэгэн утгатай дүйж байгаа байлээ. За мөн уран дүрслийн талаас нь бол Тов ан бол юмсыг энэхүү нөгөө үлгэр домог үлгэрээр бол юмсыг тааварлах, шинжих, за мөн бусдаа харилцах, нийгэмших зэрэг асуудлыг үнэлэл дээдлийг эрхэмлэх юм сургаалтаа мөн Тов ан тусгасан байдаг байна. Үүн сургаалтай нь бол мөн дүйж байна гэж үзсэн. За цаашид бол судалгааныхаа үр дүнг юу гэж тодорхойлсон бэ гэхээр за нэгдүгээрт нь бол энэ Арслантай мэрэгэн хэмээх аж байдлын үлгэрээрээ за амьтан адгуусыг бол хүншүүлэх арга хэрэглээд чон ярилцаж буугаар за амьдрал дээр байх хүмүүсийн арга ухааныг хөрвүүлж ойлгох арга замаар суралцагчдад мэрэгэн арга ухаан өвөлмжлийн талаарх мэдлэгийг олгож байна. За мөн үлгэрт гарч байгаа бас газар усны нэрийг тогтоож авснараа тухайн орон нутгийнхаа нэр усыг мэддэг байх, мөн байгаль орчноо хамгаалах, бас газар зүйн тогтцын талаарх мэдлэгтэй болж байна. За мөн 3 дугаарт нь бол нийгмийн харилцааны чадварыг бол үлгэрт гарах, амьтдын хоорондын зөвшөлт, за зөв шийдэлд хүрэх энэ алхмуудаараа бас харуулсан байна. За мөн уран дүрслэлд бол мордын зүрс угшлаараа за хэрхэн зөв замыг сонгох, за мөн ардын өв боломжлоос энд бас тусгасан байна. За дээр нь бол үлгэрийн дүгнэлт хэсгийн тайллыг бол тааварлах, таамаглах зэрэг эмсэтгэн бодох, зүй тогтлыг илрүүлэх зэрэг юм олон чадваруудыг бас тусгаж өгснөөрөө их онцлог юм үлгэр байлаа. За мөн эдийн засаг талаасаа бол Арслантай мэрэгэн хааны одоо энэ араараа дүүрэн ай түмэн 10 жива адуутай, өврөөрөө дүүрэн үе түмэн 20 жива хонгор адуутай боловч адуу цөөрөд байгааг бас ажаад тухайн хүний бас аривч хямгч байх бас энэ Тов ангийн тэр сургаалын бас үзэл санаа энд бас тусгагдсан байна. За ингээд энэхүү судалгааныхаа ажлыг дүгнээд за ерөнхийдөө бол суурь боловсролын уран зохиол судлагдхууныг гол чухал асуудал болгон энд бол авч үзсэн энэ судалгаагаараа. Нэгдүгээрт нь за хоёрдугаарт нь бол уран зохиолын сургалтаараа Монголын уламжлалт, ёс заншил, ахуй соёлыг ирээдүйн хойч үедээ бас үлдээх нь чухал юм аа. За гуравдугаарт нь бол уламжлалт арга ухаан сургахын тулд бол эртнээс сургаж ирсэн домог үлгэрээр эхийг уншуулж, яриулж, бичүүлж, за 5 ангийн сургаалын аж төрөх хуулийн сургаалыг бол
сургаалын аливаа юм золиос гарахгүй байх гэсэн үзэл санаа нь бол бас дэлхийн боловсролын үзэл санаатай нийцж байна гэж үзэж байна. За мөн байгаль орчноо онгон дагшнаар навч үлдэх гэсэн санаа нь бол Бурундаландын комиссоос бас 1987 онд дэвшүүлсэн ирээдүйн хойч үеийнхээ хэрэгцээ боломжийг алдагдуулахгүйгээр өнөөдрийн хэрэгцээг хангадаг байх гэсэн энэ тогтвортой үйлчлэлийн хүн төрөлхтөнд уриалсан энэ тунхаг бичгтээ бас дүйж байгаамаа гэж үзэж байна. За энэхүү судалгаанаас дараах зөвлөмжийг бид судалгаагаараа гаргаж ирсэн. За нэгдүгээрт нь уран зохиолын эрхүүдийг сонгохдоо бол улс үндэстэн болоод бусад улс орнууд өөрийн уламжлалт, өв уламжлал, за тогтвортой хөгжлийн зорилгыг хэрэгжүүлэхэд бас анхаарах хэрэгтэй. За хоёрдугаарт нь сэдв сонголт дээрээ бас цогц байдлаар нь олон талаас нь тайлбарлах юм боломжтой сэдв агуулгыг бас сонгож өгөх нь бас зөв юм аа гэсэн санааг. За мөн багш бэлтгэж байгаа ихтэй сургуулийн багш нар сургалтын агуулгад бас тогтвортой үйлчлэлийн үзэл санааг бол тусгаж өгөх нь зүйтэй. За дөрөвдүгээрт нь бол тоонгийн сургаалын тогтвортой үйлчлэлийн үзэл санааг багш суралцагчдын мөн гарын авлага болгож боловсруулад за бүх хичээл суллагтгууныхаа агуулгад бас тусах нь хэрэгтэй юм аа гэдэг энэ саналуудыг дэвшүүлж байна. За энэхүү судалгааг хийхэд бол дараах их сурвалжуудыг бол ашигласан байгаа. За баярлалаа. За. Бид бас таныг энэ илтгэл сонсоод бид их баярлаад байна. За баярлалаа. За. Асуудлууд байна уу үгүй юу? Саша явилда ха? Саша явилда. Надад тийм асуудал байсан байхгүй юу? Юу гэдэг лээ? Тов ангийн хушуун гэдгийг тийм газар Монголд байх юм уу? Тов ангийн яг хошуун гэж өөрийнх нь төрсөн нутаг гэж байгаа. Зүүн хязгаар манай аймагт байдаг, бүр зүүн хязгаарт байдаг. Халахгол суманд төрсөн. Тэгээд өөрийнх нь нутгалж байсан нутаг Тов ангийн. Тэр сургууль нь бас Тов ангийн нэрэмжит тийм сургууль бас байдаг. За. Баярлалаа. Баярлалаа огшоо. За. Мөнөө Саша явдаа мөнөө 20 аймагын аавны дунд сургуулийн багш, порядковый багш Баярма Шарапова Дубуктина. Понятие литературы и традиции на уроках бурятской литературы из опыта работы по экспериментальной программе Саян Жимбиевича Балданова, 8 класс. Танат хундыты башнарху мыджибайныты Саян Жимбиевичны амдимынды байхадатыры экспериментальная программа захёхым бәнігеші. Тэр программарна баха білік кыблылды номот ғархым бәні, зарымы инда авторнуд баха бәні, тегеде ины илиткіл соға баха танды танил солғы да. Баярма Шараповна. Сайын Баярма Хундыта Бакшинар, Ирдинтет, мне намы долно? Долно. Понятие литературы и традиция на уроках бурятской литературы из опыта работы по экспериментальной программе Саян Жимбиевича Балданова для 8 класса. Традиция в литературе – это преемственная связь Сашинга, объединяющая последовательные литературные явления. Литературная традиция – это опыт создания художественного мира, накопленный многими поколениями авторов, осваивающих искусство слова. Традиционными становятся некоторые темы, традиция образа или характера, традиция жанра, национальная традиция, традиция художественных приемов, стилевая традиции и так далее. Литературная традиция возникает в ходе литературного процесса. К литературным традициям относятся также так называемые вечные темы. Это неисчерпаемые, актуальные во все времена направления мысли. В экспериментальной программе, разработанной профессором Саян Жимбиевичем Балдановым, реализуется концепция литературного образования, основанная на творческой деятельности учащихся. В курсе 8 класса изучаются литературные традиции. Следовательно, в прохождении учебного материала актуализируется формирование представления о литературных традициях с дореволюционной бурятской литературы до наших дней. В учебнике хрестоматии «Бурят литература» для 8 класса материал выстроен и направлен на усвоение данного стержневого понятия следующим образом. Литература и традиция. Здесь дается понятие о традиции в культуре и литературе.
о традиции и развитии литературы, первоначальное понятие о новаторстве в искусстве, рассматривается фольклор и литература. Письменные произведения бурятского народа 18-19 веков, ее традиции предусматривается знакомство учащихся с бурятской дидактической литературой, с письменным произведением, с первым письменным памятником монгольских народов Монголе Неусотовша, с выдающимся памятником Галшиева Балигон Толе. Буддийская литература и ее традиции. Здесь произведение Эрдыни Дугарова «Будда Шакьямуни». Бурятская литература начала 20 века, ее традиции. Рассматриваются традиции бурятского устного словесного творчества, письменных произведений бурят, буддийских сочинений, русской и зарубежных литератур. Традиции новаторства тесно связаны друг с другом. Новаторством было введение Дамбы Дашинимаевым рифм в бурятскую литературу, романтическое начало в бурятской литературе Салвоне Туя, обращение Мэлса Самбуева к написанию сонета, показ реальности в повести Цидона и так далее. Как изучается литературная традиция в курсе 8 класса по данной программе и учебнику? Например, рассмотрим из опыта работы по проведению урока в 8 классе Домдаве их тухай поэмыслу их индура. Образ матери – один из ключевых, лежащих в основе национальной ментальности образов, который позволяет проследить его эволюцию в любой литературе. Цель данного урока – дать представление о литературных традициях, оказавших воздействие на творчество Домдаве. Разговор с учащимися начинаем с определения темы урока. Показываем слайд фото памятника «Мать Бурятии». Вопрос. Знаете ли вы этот памятник, где установлен и кому посвящен? Показ второго слайда фото памятника Хори Хатын. Также вопрос. Знаете ли вы этот памятник? Знаете ли, чьи образы собрал этот памятник? И следующий вопрос. Нужны ли памятники, посвященные матерям? Почему? И затем определяем тему урока. Даются картины бурятских и калмыцких художников. Задание учащимся, чьи образы показаны на этих картинах. Затем учащиеся делают вывод, что образ матери показывают и поэты, писатели, скульпторы, художники. Дальше. Активизация навыков. То есть, что их всех, задаем вопрос, что их всех объединяет, то есть тема какая о матери. Домдаве, обращаясь к литературной традиции, создала их тухай поэма. Литературная традиция определяет тему произведения, а выразительные средства, художественные средства произведения. Затем дается задание учащимся, они делятся на две группы, работают с текстом поэмы, соотносят текст поэмы с картинами на доске и обосновывают свои ответы. Так, дальше делаем вывод. То есть мы рассмотрели проявление традиции образа матери в творчестве Цирендулма Домдаве. Говоря об учебнике хрестоматии для 8 класса, новым является творческий практикум. Задание имеет творческий характер. И это проведение конференций, подготовка презентаций, проекты, написание эссе и другие. Например, к данному уроку можно предложить написание эссе «Нангем ув их». Тема «Путевые заметки». Раскрываем понятие жанра о путевых заметках. Дается история создания этого жанра. Здесь даны 3 произведения. Дамба Даржазаяева, Базар Барадина, Замытин Дегулнут, Будда Рабдановой, Худалдана Эман, Тувут и Хнырнут. Творческий практикум этой темы проведение конференции и продукт у нас выпуск районной карты с отметкой исторических, культурных, священных мест. Сегодня тема родословной имеет большое значение. Для дальнейшего углубления знаний обучающихся читаем произведение Барадина «Бурят Монголай Укарвалы Домок», поэму Тапхаева «Угай Бушек», рассказы Лыгденова «Уншин Юдыне Аршан».
Рассказ Лыгденова, произведение Донда Гринчина Мжелона, Бурят Ашаншидай Бейдл, посвящены нравственной проблеме, не потеряли свою актуальность и в данное время. Таким образом, в процессе прохождения программного материала в 8 классе бурятской школы у учащихся значительно расширяется представление о традициях образа, темы, жанра, художественных приемов, о национальных стилевых традициях. Анда Байырма Шараповна. Асодыл бәнігу? Асодыл. Ну, пись. Было. Асодыл, спасибо. Ины би просто тымдыгылкы бәні бінді. Цинлығыр батмайынна баға ины ном бұшылғыды қабатам бәні. Ушо авторын қыда Ксения Гармаевна Немаева гет хорин эмғай. Дүйдір шылте бақша, ины ғорбың авторнут. Цинлығы батмайынна, может быть, нимкийм бәні гой, или асодыл бәні гойымы. Угылда, спасибо. Зай, ага, Байырма Шараповна екі закиторыны. Яға заншыл тұқай хылбы кәші. Сашын цинлығы батмайынна? Сашын, ины тұнкынем нәйміғай Виктория Александровна Зурбаева эфирті ғаранқай байына. О нашем земляке с подножья Саян Гыжнырте, майсын алсыйбай охыршы бірі тонды ғырғолин, олбысырлай тонды ғырғолин, Виктория Александровна Юрьилда. Ольга Владимировна, можно я свою презентацию буду презентовать? Я немного... Конечно. Сейчас. Кікідағы күлежі. Құрғол тұқаға күлжі бәкте, Захирал бәні тұрғолинға. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Очень рада, что участвую в данной конференции. И я, как директор Ахшибирской школы, хочу рассказать о нашем знаменитом земляке Улегершине Мессене Ардановиче Алсыеве. Наш земляк, выдающийся Улегершин, Мессен Арданович Алсыев родился в Улусе Ахшибир в 1879 году в семье ханготовского рода и был единственным сыном у родителей. Рос любознательным, трудолюбивым. С малых лет помогал отцу в домашнем хозяйстве. Целыми днями пас скот, познавая тяжелый труд. В семье Алсыевых сказителей не было, но юный Мессен с детства с восторгом слушал улигеры, легенды, песни в исполнении улусных певцов-сказителей. Одаренный от природы острым умом, памятью, он хорошо запоминал повествование. С 12 лет слушал с трепетом волнующий героический эпос от местных сказителей Найдакова, Хитрхеева, Кутаева и воспринял от них своеобразную манеру исполнения улигеров, где прозаический рассказ сочетал с напевами Турылга. Позже известный ученый Цивиков запишет у него тункинский вариант Гессера, который, к сожалению, был безвозвратно утерян. Ученый отмечал, что сказание у в его устах существовало и в стихотворной форме, и в прозе. В исполнении Мессена Алсыева звучали неизвестные другим улевершинам эпические песни о Гессере. Только он исполнял эпические песни о битве между двумя кузнецами-баторами западных и восточных тенгриев. Мессен Алсыев сам сочинял не только песни и стихи, но и сказки, улигеры, отличающиеся незаурядностью, яркостью и богатством языка. Изучив старомонгольскую письменность, он старался записывать свои песни и стихи. Кроме того, в 1924 году Тункинский аймачный отдел народного образования направил его в Улус-Торы учителем монгольского языка в школе для взрослых, где он проработал некоторое время. Обладая прекрасным музыкальным слухом, легко и быстро научился играть на старинных бурятских инструментах хоре и лимбе. Он любил петь, и его проникновенный голос трогал сердца всех слушателей. В «Жемчуге», как и в других улусах Бурят-Монгольской ССР, проводились традиционные состязания народных певцов. И почти всегда Мессен Арданович выходил победителем. Он был неиссякаемым, блестяще импровизировал. Наш Мессен Таве, так с любовью и уважением называли его в народе.
Ученые, когда обсуждали вопросы бурятского языка, литературы, истории, народной поэзии, приглашали его на научные конференции. К нему специально приезжали фольклористы и писатели из Улан-Удэ и Иркутска. Вот каким был наш Мессон, так отзывался о нем Иван Дугарович Бартаев, который работал директором Путь Ленинской 7-летней школы, ныне Ахаршибирской, в 1941 году. В знак признания вклада Улюбершина в дело развития национальной культуры в 1939 году Совет народных комиссаров Бурят-Монгольской ССР устанавливает Мессону Алсыеву как сказителю персональную пенсию. Некоторые сказки, легенды, песни из репертуара Алсыева публикуются в газетах, передаются по радио. В 1949 году в городе Улан-Удэ на бурятском языке выходит антология бурят-монгольской литературы. В ней печатаются произведения Мессона Алсыева, сказка о Жамбыле Тулаеве, то есть песня о Жамбыле Тулаеве, песня о Тунке, песня о героях Великой Отечественной войны. В данной песне прославляет своих земляков, летчиков-штурманов Сырым Сахияевича Сыренова и Бандеха Барковича Таханова. Мессон Алсыев был человеком добрым и мудрым, влюбленным в жизнь людей, в родную Тунку. Его строки, они полны неиссякаемой нежности и восхищения. Куда ни кинешь взгляд, везде у нас клад. Так о Мессоне Ардановиче отзывался фольклорист Ильясов, который беседовал с Улюбершиным в 1935 году. Образ великого сказителя запечатлен на страницах повести «Саянский сказ» народного писателя Бурятии Балдын Асановича Явжанова. Вот как он приводит отрывок из повести. Дедушка Мессон сидел у входа в свою палатку, а я возле него. Вот он взял в руки хур и запел. Сколько было силы в его голосе. Детям военного времени, которые учились и трудились на сельскохозяйственных работах, он запомнился отзывчивым и душевно щедрым человеком. Он часто приходил в сенокосную бригаду, где одни дети работали в возрасте от 8 до 15 лет. Однажды он принес нам в 2 больших берестяных туисках свежую курынга, вспоминает Никорова. День был жаркий, знойный, и мы с удовольствием выпили тот волшебный напиток. Улыбаясь, он обратился к нам. «Я еще не раз приду к вам, буду приносить хурынга, а вы работаете. Пойдемте за дом, там прохладно, я вам расскажу сказку». Я до сих пор помню его рассказ о борьбе юного ГСРа и его победе над врагами, красными чудовищами, громадным вороном и железным клювом. Для нас эти минуты были счастливыми и радостными. Так Улюбершин вселял веру в победу над врагом, формировал духовное мужание детей. Эти воспоминания открывают новую страницу его народной педагогики, созидательной, воспитывающей на лучших традициях бурятского народа. Недаром один из сыновей Улюбершина, Цырым, стал учителем, избирался председателем Жемчугского сельского совета. Он прожил короткую, но яркую жизнь. Литературно одаренный, он писал стихи, рассказы. Его дочь Валентина родилась через 1,5 месяца после смерти отца. Была также литературно одаренной, писала стихи, прозу. В 60-е годы была корреспондентом газеты «Бурят-Уны». Ее дочери, правнучки Улюбершина, избрали стезю образования и культуры. Светлана окончила педагогический институт, работала учителем иностранного языка. А Юна – институт культуры, руководила ансамблем «Булжамур», преподавала хореографию в Мадриде, ныне хореограф театра Амурсен 11-го Бурятского автономного округа. В 2004 году было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия». Сын Бато Мессонович Алсыев, фронтовик, работал в Путь Ленинской школе. Виктория Александровна, күлісоректе, неге жақы қориямыз шығар. Сағыны ұлсан болжы бәйні, ұлшо иліткілчітіне олым бәйні. Күлісоректе. Достойным продолжателем традиции народного творчества стало районное литературное объединение имени Мунты Сардака. Вот так членами литературного объединения являются наши земляки, поэты, писатели, выпускники Ахаршибирской школы, Батыр Дашевич Романов, Лапсун Лапсунимаевич Киргенов, Жаргал Жамсоевич Рыбаев.
я хочу подчеркнуть то, что они вот продолжают традицию Месена Ардановича Алсыева. Месен Арданович Алсыев оставил глубокий прочный след на земле. За весомый вклад в сохранение и развитие национальной художественной культуры занимает почетное место блестящей плеяде народных певцов, входит в число 100 великих бурят в области литературы и поэзии. Ахар-Сибирская школа проводит большую работу по формированию национального самосознания, по сохранению историко-культурного наследия. В 1994 году состоялся литературно-фольклорный праздник, фестиваль, посвященный 115-летию Левишина. Почетными гостями были члены литературного объединения Мунка Сардак, Ардам Лосонович Ангархаев, Балдын Насанович Ябжанов, Жорж Долгорович Ибухаев, Батыр Дашевич Романов, Владимир Жамсаевич Сыренов. Звездой с фестиваля стала тогда ученица 5 класса Мария Шорова, которая впоследствии представляла Тюмкинский район на республиканском фольклорном конкурсе, где также заняла первое место. В 2007 году прошел первый районный фестиваль фольклорных коллективов школ, посвященный Месену Алсыеву. А в 2014 году второй уже районный фестиваль, посвященный 135-летию великого Левишина. Решением сессии Народного совета, Совета депутатов муниципального образования Тюмкинский район в 2014 году Ахар-Сибирской школе было присвоено имя знаменитого односельчанина Левишина Месена Ардановича Алсыева. 30 октября 2015 года состоялось торжественное присвоение имени школе. В 2019 году столетию Ахар-Сибирской школы имени Месена Ардановича Алсыева была выпущена книга «Школа в лицах и событиях», на первых страницах которой размещена статья о великом Левишине. Спасибо за внимание. Хенда, Виктория Александровна. Муно Саша Ябьипте. Слово предоставляется кандидату педагогических наук, старшему преподавателю Бурятского госуниверситета имени Доржебанзарова Саилме Андуевне Дашиевой. Смысловое чтение на уроках бурятской литературы как средство формирования универсальных учебных действий. Дашиева Саилма Андуевна. Удышыңа амырмында хундыта бакшаныр эрдымтет элшет Монохада Тане Анхаралда смысловое чтение на уроках бурятской литературы как средство формирования универсальных учебных действий Гагинцедвер и Литхил Доротханым. Мне эрдеме шинжилгымне оншалгын асодулноты зарюлыгдахын тимахе моносакта авгосе йогор ургнор ныптырулыгды жывайхын смысловое чтение гайшие анса бурят хылны хышелнутты бышы бурят литературын шие хышелнутты яжы хырыглыха уры дунте ашытте бэхы гайшып гыжы Литхилде хорыжы угуху. Сайлман дойна, кулисорек, регламента хараректи, зурган сакты уже сетне полыхып шейдаха? Зурган сакты. Ага, зурган сакты, ушотыре Литхилчытны алым бәні тейміге. Топшықынор. Топшықынор кілжугет тәгізі бе тәне қойға бәні ба. Ага, за слайднодым ғарғыттаға. Итак, примерная программа учебного предмета бурятская литература для общеобразовательных организаций с обучением на бурятском языке, которая была одобрена решением ФУМО, вы видите на слайде, да, включает метапредметные результаты изучения литературы в основной школе смысловое чтение. По определению Леонтьева, удадыхя слайда, под смысловым чтением понимается процесс восприятия графически оформленной текстовой информации и ее переработки в личностно-смысловые установки в соответствии с коммуникативно-познавательной задачей. Иными словами, при смысловом чтении, Сашеньки Удадыхега, слайд, осуществляется процесс его интерпретации, наделения смыслом. То есть это такое качество чтения, при котором достигается понимание всех видов текстовой информации. То есть фактуальной, концептуальной, подтекстовой, глубокое понимание текста, собственная интерпретация. Табытчы слайды қарғытты.
Ага. Как известно, процесс чтения состоит из 3 фаз. Слайды. Итак, давайте рассмотрим, какие вот эти 3 фазы. Да? Итак, первая фаза. Ага, слайд. Ага. Значит, вы на экране видите, да, что собой представляют вот эти 3 фазы. Зачитывать я не буду, то есть внимательно посмотрите, изучите, пожалуйста. Значит, тут, значит, возникает вопрос, какая же из этих фаз представляет собой смысловое чтение? Итак, значит, первая фаза чтения представляет собой механическое воспроизведение содержания, пересказ фактов и фабулы. По терминологии Гальперина это есть воспроизведение фактуальной информации. Выделение фактуальной информации не отвечает требованиям к метапредметным результатам, заложенным в новом стандарте. Вторая и третья фазы, где извлекается из текста подтекстовая и концептуальная информация, это и есть смысловое чтение. По мнению ученых Осмолова, Бурменской, Володарской, Солововой и других, именно смысловое чтение может стать основой развития ценностно-смысловых личностных качеств обучающегося, надежным обеспечением успешной познавательной деятельности на протяжении всей его жизни. Так как в новых социокультурных и экономических условиях чтение понимается как базовая интеллектуальная технология. Соответственно, обучение смысловому чтению как метапредметному умению является одной из приоритетных задач обучения предметом филологического цикла, в том числе и бурятской литературе. Поскольку чтение является метапредметным навыком, мы знаем, что в любом виде чтения есть элемент рефлексии, поэтому умение чтения относится к универсальным учебным действиям. Утадыхе слайда. Ага. Значит, что ушо садыхе? Ушо садте? Так, ушо Саша? Итак, что входит в личностные универсальные учебные действия, вы видите на экране, да, то есть это мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к школе. В регулятивные универсальные учебные действия, значит, входит принятие учебной задачи, произвольная регуляция деятельности, Сашин, познавательные универсальные учебные действия, Сашин, логическое и абстрактное мышление, оперативная память, творческое воображение, удадыхе, слайд, концентрация внимания, объем словаря. В коммуникативные универсальные учебные действия, значит, входит умение организовать и осуществить сотрудничество и кооперация с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. И из следующего слайда, Арваттяга, видно, что технология смыслового чтения направлена на формулирование оценочных суждений. Это есть личностные универсальные учебные действия. Далее, следующий слайд. Значит, жабл охор бышеву. Процентин жабл готидин слайдин. Хо хардыны гүйхенар. Экран дыраха. Хо тағылыгдат хардынаха. Здесь не видно. Хиде процентовый, зум процентовый лоховый, ныгы бағы. Формадым жабылоты. С правой стороны видно. Ага, закылыкте, да, кылыкте. Значит, умение работать по плану, алгоритму, здесь подразумевается регулятивные универсальные учебные действия. Значит, на следующем слайде, да, мы видим, да, умение извлекать, интерпретировать, использовать текстовую информацию. Это и есть познавательные универсальные учебные действия. Далее, формулирование собственной позиции, умение адекватно понимать собеседника. Здесь имеется в виду коммуникативные универсальные учебные действия. То есть я расписала вот все эти универсальные учебные действия, да,
То есть вы видите, получается, да, вот, то есть има дадылноутта горгыхы ятеп дегіжі танут хо харжы вэны да, ины хусыныксо. Има дадылноутта тарылжы, биді хадатыры оншолжы горхыда ухибуды, давринуды захёхы ятеп вэныбди. То есть вот ямыр хайшын гыжы, то есть ёш алгыхы ятеп дегіжі, ины тусыбуттер хо, ихы ямрар хо подырхайгор бушете вэна. Сашын, я болге? Ага, Сашин. Так, именно познавательные универсальные действия БГ. Сашин, иные слайды дера коммуникативные универсальные учебные действия харжевайны бдега. То есть юхыхы ятевы инды. Ухибудык жаху юм иные хусынык дера харжевайны. Асодыл асожы шатхы яте. Тимыгу, мыдесыл быдыржы шатхы яте. Хунуды орда угы хылжы шатхы яте. Гыхымыты инды хо ины хусыныкса подорхайгор бышете вен харжевайны. Именно несформированностью данных учебных действий психологи и методисты объясняют несформированность учебно-познавательной мотивации, низкий уровень любознательности и активности учащихся, трудности планирования своей деятельности. Вот почему технология смыслового чтения приобретает ведущее значение и способствует достижению тех результатов, о которых говорится в новых стандартах. Таким образом, качество усвоения навыками смыслового чтения определяется многообразием и характером видов универсальных учебных действий. Как же формируются и развиваются универсальные учебные действия в чтении при изучении бурятской литературы? Итак, хорошо зарекомендовала себя практика обучения чтению, используемая в методике преподавания иностранных языков, БИМ, Соловова, Зимние и другие, которые благодаря модификации, включению новых способов, методов и приемов приобрела новую форму в новых условиях в виде стратегиального подхода. Здесь стоит отметить научный прорыв ученого и его последователей, выделение видов чтения по извлечению информации из текста у данных слайда, которые активно по сей день используются в обучении чтению. То есть вот вы видите, да, то есть здесь, значит, зачинателем, да, значит, данной технологии у нас выступала Фоломкина, да, вы видите. Если для большинства преподавателей бурятского языка, ну ладно, важной характеристикой обучения чтению с помощью стратегиального подхода является его этапность, у дадыхи слайда, стадиальность, развернутость во времени, ушо, Сашин, то есть системное проектирование от первого до последнего шага. Подход благодаря систематизированному плану и программе действий и операций учит анализировать, синтезировать, фокусировать, отбирать и организовывать читаемый материал, формирует и воспитывает мыслящего читателя. То есть стратегиальный подход. Значит, стратегия смыслового чтения обеспечивает понимание текста за счет овладения приемами, его освоения на этапах до чтения, вы поняли, да, то есть до текстовом этапе, во время чтения. Так, очень кратко тогда. Так, перечисленные этапы обучения, они по сути составляют, вот и на слайдах, конструктивную основу технологии критического мышления, которая была разработана американскими педагогами. Значит, здесь вы видите, да, на слайде, то есть чтение подразумевает чтение как деятельность, как процесс. Поэтому главная задача учителя состоит, значит, в создании активного учебного материала, условий, провоцирующих действий при помощи 3 этапов работы над текстом. Далее на следующем этапе мы видим, то есть на следующем слайде, на следующих слайдах вы видите, да, какие главные задачи ставятся на каждом из этих этапов.
То есть я это все зачитывать не буду. То есть внимательно посмотрите и изучите, потому что времени у нас очень мало, мы понимаем, да? Значит, здесь, главной задачей является создание необходимого уровня мотивации у учащихся. Значит, это первое, да? Далее, значит, здесь мы видим, да, что на данном этапе также мы должны вызвать уже имеющиеся знания, либо создать ассоциации по изучаемому вопросу, да, и на предтекстовом этапе мы должны снять языковые трудности, то есть лексические и грамматические трудности. Далее, значит, следующий слайд. Ага. Главной задачей на текстовом этапе является сам анализ текста. Сохранить интерес к теме и содержанию текста можно при помощи приемов и методов технологии критического мышления, о котором мы очень активно сейчас говорим, получается, да. Это очень хорошие приемы. Значит, это классификация вопросов, известная под названием таксономия вопросов Блума, Фишбон, кластер, прием 6 шляп, чтение с остановками, чтение в кружок и так далее. То есть существует очень много интересных приемов, да? И, значит, приемы и методы технологии критического мышления как раз-таки позволяют сохранить активность ученика, сделать чтение осмысленным. Значит, следующей главной задачей на послетекстовом этапе, значит, мы видим, является обсуждение прочитанного. То есть на этой стадии информация анализируется, интерпретируется, творчески перерабатывается. И здесь также можно активно использовать все приемы, инновационные приемы и методы, да, опять же, развитие критического мышления. Это Фишбон, Синквейн, различные виды дискуссий. Также сюда относятся тестовые задания, КИМы и так далее. Значит, таким образом работа над текстом должна строиться как познавательный процесс при развитии коммуникативных, регулятивных, познавательных и личностных универсальных учебных действий чтения. Овладение технологией смыслового чтения будет эффективным, если оно осуществляется в результате выполнения предтекстовых, текстовых и послетекстовых заданий. Каждое задание должно служить формированию конкретного навыка, который входит в состав умения читать. Чем более интересны и целесообразные упражнения к текстам, тем лучше будут развиваться навыки и умения смыслового чтения. Задания и упражнения по тексту должны быть нацелены на вид чтения. Мы выше говорили, что существует 3 вида чтения, да, и значит, каждый вид чтения обладает своими различными приемами осмысления текста. Следовательно, надо учить не чтение вообще, а тому или иному виду чтения. Значит, что предполагает обучение иному виду чтения, решению определенных мыслительных задач в процессе его восприятия. И самое главное, учитель должен обеспечить возможность обучающемуся самостоятельно осуществлять деятельность учения. То есть я очень многое сократила. На этом у меня все. Спасибо, Сайман Андуевна. Особенно байну любого. Ага. Уйхышта. Но сагнай шахарда болжа бана табаккат болжа бана табак ушу болот бана. Мен Сайман Андуевнага хулер Лариса Цымжитовна Халхарова кылыбышыга ирдеме кандидат. Мане буряда екі хурголин, Дыржабан Зарвана бишке екі хурголин доцент. Саян Жимбиче Шабе. Интернет-технологии в образовании, роль социальных сетей и веб-сайтов в изучении литературы СДП верн уреживаемости. Лариса Цымжитовна баяны шутта. Удатыхида. Синдер батмайна удатыхи. Угубена. Ага. Да тиге би Саша ебул вида. Цибигма Владимировна гжнефте бакшынне муну ябышот бен ю.
Чугуни саатаптыктар болшот кулего татагын я шатагы. Но тибишге би нинтерун мuni нырабок национального церного батмаемна бурят хылы урын захел буряды улысы ундытны нытхилице интернатта затыгы тимхе би ине курулданда улыс хорунан курулданда болтытны харат байында аргы йыкы байытты бенебе мане бакша урын захел эмне бакша бүхүн хара буряды гурны ташыдан зарванырмышты дейди хургулыты бүкү захёхе ажыла бакшанга ажылы някта холго тегор унгургын тункун нитга гарболте саян жимбек балдановый найын табын жылын ойын байыртты зарёлыктан дорыс халты конференция өртеме конференция унгургужу байын бүкүнө инкит хыкшытты буряды гурны екі хургулын бакшынарты өртемтетті аргы уйхы байрамы дужгенге тимхе бихада хойыр менга табын онды саян жимбекче кутулбери торы буряды ирдеме түтті фольклористика гыжнырты халбаряр хылыбышыге ирдеме нырызыргыты хуртын бәніпте саян жимбекче араугы бырхы кутулберилікші ябығын гыжы хылкышы хула йонды бұхыды егел трехін ортор хылыхат пик хугу биті бұлтыда хынге Болпатная чахилытлы Светлана Батуевна Дуринова хилытлы бұлтыда ху саян жимбекче кутулбери торы хойны хуғара хамди. Тегіде би ине үртімті кутулберилікшін егел табытчы харасқайн болжа қарахын байнебе. Тимей мыни хулер ушо арбат шавинырые бүлдіжі үртімей қарғы еші юнгеші бүлжі саян жимбекче ойыл қолжы құғын байны. Би тегіде ине буряды амын захиолор ажыла шынжылхыде бурят амын захиол вешімне ушо ямыр бурят амын захиол байды кеші уже бітя хонер хыжы тірі таларны харжы шынжылхын бәні кесаян жимбекче соқта тегіде буряды хугыде амын захиол байды кеші бітя Кесетлені буряды хугыде амын захиолдыр таққы егілсен бағады бурядырды хугыде амын захиолдыр кеші тегіде танып болды те зажы байын бақшына болды та мүдев заты қансы заншылты іні бурят арады амын захиол байды көй мун тегіде хугыде уғыден захиолын захиолны күжбеха амын захиолны күжбеха тегіде хугыде амын захиолда шыңгын орғын екі шулы заншылты амын захиол күжбеха тегіде екі шулы зарёты хугытты зарёлғын бұшығын захиолны күжбеха тегіде ені ғұрбын халы времені татамда ғұрыны бурят хугыде амын захиолды харыктыртық үйінді бұқыды екі шулы зарёты хугытты зарёлғын захиолсал нин турун алтын докедер мундукудо ижин аманха турун улгин дон зыдылдык тихиде ухивунде зарёлжа улгин до захёжа маме бурят арат захёжа тотулдык шута тихиде ины юне бурят хылы бурят улуста сахим хубжокуган ины бурят улусай гуруне программын кымженде бурят улусай сойлы яманы мунгыны дымжылгер биді ені намарта орынғы соғырың, ойотың нағында соғырың. Мұңлы мұне күжіңін етағайымне басың, буряды ені орын білге олыс тұрын тубы захиралай дымжылгер байырма Цыдыповна Цыденова күжмекте басқамтай қамта биде ини ном захиолын байныбде, сақсылығын байныбде. Тегіден екін алтын доғыл күжнікте нехін ном қада орайдол табын зоң хығыр қара нехін ном. Тегіде бұрын тұрын ини бурят хылы сахиха хубжокыны программар қара күжбе мұна хайкілеви. Тегіде нехін ном сомны юң ороб күхіді биде орынғы шынжылжы евің кудылмыринго ина улгин дону тахакилетлыңлы бите улигурнут күртір хоп оролхыг же сақсылжы оролхыг же бұжарылды деп айырмат Цыдыповна текеден югере онса яқшатына бұқыды тоң ғойор шымылығдың кө ғойы има хен сархан бері кібілігдің кө ном улгин дон арбынығын жанрынут болғы жағарғап те улгин донут үрхілулғын уғынут зуғағынут жароғынут оғылғын уғынут толурнут гарулгынут, табринут, онтохнут, улгурнут.
гет каргапти. Би именно современное состояние детского бурятского фольклора уже юнда именно сыды бава именно хорланды гыхыды. Биде именно хырбе именно тонг мыдытык бурят хылые мыдытык сакта хырбе хылсыжы надыжы бэхин именно хубыде арде аман захел соглолдыга муно хырбе инехин сыдыбер хонирхот хунубе ябат бурят хылыте ухи утhe соглолат акым нигыхы Юмын угы шаху болжы байнышхы кыта алды болук кой. Юнду бухыда мане ехинче ухи утнаху буряда мартажа бурят тереры хорутхо болжы канцыл ороттар канцыл телефондар канцыл гаджеттер хуяттыр болон кай саг болук кой. Тимге ине ехушуле зарюту хугутта зарюлхын аман захел мунтихиде оогуден хугут оогудо тырсакта бурят хылые мыттыг байхата оогудо захёжо аман захёжо ин туухутортук байнгышатта. Муну тигже оогудо захёху ухибудугуй болон кайтсыгыдене амын хылылыгы хугжогуй сакта мане бурят хылын оройдыш хугжуккуй жан каршынги байтедик. Тимге бурят ухибудде бурят хылындери туру хылындери корудыжы байган ина арады аман захёл ныгыбага дейвуш шаттагара куйгеш хугжан кар шынги имыл сакта байжыбайны дите. Енді ұқыды, оны би бағада ямырнуд наднуды надтығы байға бетте, юнгыш надтығы байға бетте, ямыр қорғыда надтығы байға бетте, ямыр таулырнуды бурят дерхілсіжі қорғыда надтығы ебақшан бетте, қайшын гет қорға талдық, қарынға қорғынуды талдығы бетте, қайшын гет құлы қорғынуды талдығы байға бетте. Идейні қырбай бөте құшын жылжы, о дейгіж надтығы байға бетте қарғағыңа, мұны сақты егіжі қо яват соғылығы емің тоң ұсон болын қақарың, тоң жынкыне жышен шынкен не тоқтығы қығы тенді шот қараға мағат байжы мағат ұғы жан қаршын келеттен. Тимге мане хивуде ина нуло, телевизоре нуло, ина планшетуде нуло. Арғығы неге талара те хугжынге арғығы ехі ұрықша темі тархин хубылғын хонор байға ембізана. Тегі ябышке ина цифровой телевидениегінде ина хада тоң ехір мане бурят хылые хохитолте байтылды оруны хыхывен билите. Муну вет национальный телевидение с 1 января би булханыгыны тегде национальный телевидение ундытны мен телевидение хырвены сынхыр экранда параха ныгыбага байтыл хежер куйгешу ин ухибуды амын захёлы таларгыш кытырын курнулда. Би сагай багыны байхиндерге ихтедле илтхле дуру хымны. Хенте да болда да шагамандыкны. Сотунно жамырнот байнышты типа. Алло. Асодлу байнығы бақшына. Алтын дұғылғыжы номтыны хұрғолынутты тарқы ғо үлі худылды жапқы болыны ғо? Енейхін номы біз сықын кілі орыш мүткү вихірбе бурят олысы үрдімей болын болбысырлы ямыны кірбе игжі дымжылгер қархым байған ямыр шкетном хұрғолынутты ху тарақтыдық. Харин инипне бурят олысы сайылы ямынар қаранқай. Сайылы ямынар қараға меңлі юры библиотеканы жанықнылды. Залға хұрғолынутты бұшы, но нютағайтны библиотеканутты ху тарақты ялтегіж бейханды. Аха, зай хенда. Хенда. Саша ябайыпте да мұны Хурумхана эмеге дирене донды хурголин бакшы, бурят хылы урынзы кёлы бакшы, Вылигма Балдыновна Цилиндаршиева дугуктына. Сыдыбын хада формирование читательской грамотности на уроках бурятской литературы. Угуйна кынны Вылигма Цилиндаршиевна мне больницы туршан кахиды. А ты Вылигма Цилиндаршиева геттиндим байынды. Ага, Вылигма Балдыновна Цилиндаршиева гешинде больницы туршан кахиды. Интен шадып кылда просто уру дегемі. Так, теге хамуно буряде гурны екі хургулин аспирант Сухеева Тояна Бальжинимаевна. Мане буряде гурны екі хургулин доцент, кандидат педнаук Сергей Гармайча Ашоровты угуктыны. Обучение бурятскому языку и литературе на основе программ масс-медиа и интернет-технологий. Сергей Гармайча Килкидек Лехин Тояна Бальжинимаевна Хуркыгы. Совканы былдығын байна. Тояна Бальжинимаевна танды угуктыны. Ага.
Сэм Байна Хундытыка Бакшнар. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Меня зовут Туяна Сухеева, аспирант 3-го года обучения кафедры бурятской и ванкирской филологии. Мы с моим научным руководителем Ашором Сергеем Горваевичем хотим представить вашему вниманию доклад на тему обучения бурятскому языку на основе программ масс-медиа и интернет-технологий. И, наверное, презентацию не надо, я думаю, так основной, который первой, да, можно так остановиться, наверное. Как гласит народная мудрость, то, что услышишь, можно забыть, то, что увидишь, можно запомнить, а если сделаешь сам научишься. Создание обучения и обучающих и тестирующих программ по изучению бурятского языка начали появляться относительно недавно. В последние 10 лет при Бурятском научном центре БНЦ Соран и Бурятском государственном университете начали разрабатываться электронные обучающие курсы в различных предметных областях, начались создаваться электронные учебники и программы для изучения бурятского языка в школах и дошкольных учреждениях республики. При разработке обучающих курсов стали использоваться различные мультимедийные средства, такие как озвученные тексты мультфильмов, картинки, интерактивные упражнения. Был разработан этимологический словарь бурятского языка, звуковые алфавиты, интерактивные 3D-словари бурятского языка для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Интернет-сервис для изучения бурятского языка, телевикторина, тухырик и прочее. В качестве небольшого минуса среди всех этих программ можно отметить быстрое устаревание и исчезновение создаваемых обучающих курсов, так как они все были жестко привязаны к операционным системам и их приложениям. Очевидно, непрерывный технический прогресс диктует необходимость постоянного развития методологической базы, средств и способов обучения. Меняются и федеральные стандарты. Кроме этого, появляются разнообразные формы и средства преподавания. Это социальные сети, сетевые сообщества, коммуникационные программы, Skype, Zoom, специализированные порталы и сайты, открытые платформы для изучения языков. Необходимо отметить, что активному развитию электронных мультимедийных образовательных технологий в Республике Бурятия способствует государственная программа по сохранению и развитию бурятского языка. В данной статье, в данном докладе мы проанализируем особенности преподавания бурятского языка с помощью интернет-технологий, рассмотрим возможности образовательного процесса через видеокурсы, социальные сети и прочее. Эффективность образовательных технологий в немалой степени зависит от четкой дифференциации методики преподавания в зависимости от уровня владения языком или изучения его как иностранного, неродного. Несмотря на всю очевидность данного постулата, в настоящее время практически отсутствует подобная индивидуализированная обучающая продукция. В глобальной сети интернет можно найти множество ресурсов, посвященных бурятскому народу, его национальным особенностям. Среди них есть ресурсы, в которых содержатся различные продвинутые обучающие материалы. Так, например, сайт Sayol.ru, портал, носящий энциклопедический характер, содержащий информацию о бурятской культуре, искусстве, традициях и обычаях. Все публикации на сайте снабжаются фото, видеоматериалами, перекрестными ссылками, чтобы отправить более подробную информацию по теме. Вопросам изучения бурятского языка посвящен сайт литературы nomay.com, онлайновые библиотеки бурят-монгольской литературы. С институтом РЦМТ совместно с Институтом монголоведения, буддологии и тибетологии Саран формируется электронная база данных бурятские народные песни по материалам фольклорных экспедиций по Бурятии. Для себя мы можем также отметить перспективный проект «Видеокурс Бурядар Дуграил». В 2014 году телекомпания ТВ запустила один из самых успешных, на наш взгляд, видеокурсов по обучению бурятскому языку «Бурядар Дуграил». Ведущий проекта это преподаватель Восточного института нашего Бурятского госуниверситета, один из самых известных монголоведов в мире Жаргал Бадагаров. Не просто знакомит слушателей с особенностями устной речи и грамматики, но и залаживает базу для дальнейшего изучения языка. Здесь вообще действительно очень такой, я считаю, что очень интересный проект, в части вообще обучения бурятскому языку, грамматике, всем то есть обучению не говорящим на бурятском языке людям. Суть методики заключается в том, чтобы предложить слушателям прежде всего изучать активные слова, которые употребляются в бурятском языке наиболее часто, постепенно увеличивая их словарный запас. Таким образом, процесс изучения сначала затрагивает наиболее часто используемые слова, а затем те, что употребляются реже. Каждая серия проекта состоит из 2 частей. В первой части в легкой непринужденной форме разбирается непосредственно тема урока, а во второй Жаргал Баиндалаевич дает подробные переводы и комментарии к той или иной бурятской песне.
Почему разбираются бурятские песни? С древних времен пение и музицирование составляли важную часть народного быта бурят. Именно в народных песнях наблюдается богатое многообразие, словарный состав бурятских слов, отражающий историю, быт, духовную красоту бурятского народа. Изучая и разбирая народные песни и их особенности строения, автор решает поставленную задачу. Вот. Ну, сейчас, правда, проект уже перестал, то есть перестали, получается, выпускать проект, ну, так как, понятно же, Галбан Далач, он сейчас в командировке, насколько мне известно, ну, был несколько лет назад, вот как раз в Германии, кажется. Вот. Современные технологии предоставляют все больше интересных возможностей для эффективного изучения любого языка. Появились возможности изучения языка с носителем, вне зависимости от пространства и времени, использования телекоммуникационных технических средств, гаджетов, телефонов, смартфонов и планшетов. Интернет стал пространством, которое объединяет людей из разных стран и позволяет учить языки в удобном для себя режиме. У современного человека появилась возможность знакомиться и находить друзей по всему миру с помощью социальных сетей, а значит свободно общаться на любом языке, что само по себе является хорошей мотивацией. Кроме этого, общение – это одна из компетенций, необходимых для изучения языка. У меня сколько осталось еще времени? 3 минуты. 3 минуты. Ну, я здесь проанализировала, ну, в общем, мы с Сергеем Каравачем здесь проанализировали социальные сети, те, которые есть, ну, ВКонтакте мы проанализировали, потому что все социальные сети охватить невозможно, поэтому мы здесь рассмотрели ВКонтакте несколько групп, которые занимаются вот именно, ну, то есть, получается, традициями народа бурятского языка, да, изучением бурятского языка, и считаем, здесь более подробно у меня там следующие в докладе указано, да, о том, что все-таки это очень хорошие средства коммуникации для того, чтобы там, допустим, там также возможность даже создать какие-то группы, где можно было общаться, переписываться на родном языке. Вот это было бы очень здорово. Вот здесь подробно более рассказываем. Я сейчас не буду тогда, получается, это все зачитывать и перейду к заключению. Развитие информационно-коммуникационных технологий и глобальной сети интернет создает широкие возможности в сфере изучения языков. Пользователь получает право выбора удобного для него способа обучения, исходя из своих индивидуальных качеств и способностей. Среди них существуют и специализированные программы, социальные сетевые сообщества, дистанционные курсы. Если раньше изучение языка не представлялось без участия учителя, главного поставщика знаний, то обширный спектр мультимедийных и цифровых ресурсов позволяет это уже сейчас сделать. И поэтому на наш взгляд, наиболее оптимальным и эффективным являются такие средства изучения языков, которые отвечают современным стандартам образования, четко структурированные, имеют автоматизированную обработку данных, комплекс практических интерактивных заданий, прикладных программ, словари, синтез, распознание речи, виртуальные лаборатории, мотивирующих учащихся к обучению. Необходимо понимание и учет того, что обучение в школе индивидуальное, целевое. Обучение отдельного человека существенно отличается друг от друга. Если отдельно взятый индивидуум внутренне мотивирован к обучению и получению результатов в школьном образовании, учитель несет ответственность за качество и эффективность получения знаний. Поэтому наряду с содержанием обучающего курса важной составляющей является реализация функций оптимизации и управления учебным процессом, дающих преподавателям возможность реализации личностно-ориентированного подхода в обучении. В общем, весь доклад не получилось. Вот я вкратце объяснила, какая содержательная часть еще дальше последовала, поэтому ну вот где-то как-то так примерно. Вообще считаем, что ну, в этом направлении, вот, в социальных сетей, да, сейчас лучше, если разрабатывать программы, то лучше в социальных сетях с привязкой. Можно интернет использовать, да, можно телевидение, СМИ использовать вот в виде видеокурса, даже Галбан Далача. То есть такие примеры очень хорошо, я думаю, усваиваются людьми, и поэтому это очень важная часть, когда мы можем, то есть, получается, дальше продолжать изучать, обучаться языку. Вот как-то так примерно. Спасибо за внимание. Есть вопросы? Сотлу бенего то я наблюдаю надо. Зехенда бакшатия хонин шинжилке ажал я болжи хилет бенет хэнг урудум тегер сашин кудлыкти то я наблюдаю на бакшатия. Байрла. Удадыче илиткилшим нехада. Хурумхана эмге гаргындымды хургулин бурят хылы урын зачалы бакша Наталья Церемпиловна Шарланова дугуктыны. Сулжы халбоны аргар бурят урын зачал залгын технологияны оны аргынут. Наталья Церемпиловна. Конкутот Наталья Церемпиловна бахыл сулжыйында каршатны куйбуш кылжыбыны баха. Сасын теге ацындығы батмайна.
Ага. Степан Дарим Викторовна. Саша Хандемна выхода. Степанова Дарима Викторовна. Ород бакшы. Күнкіне емеге тумды болбысырлай хурголин. Бакшы орикті жібайна. Учебный проект как фактор повышения интереса учащихся к изучению бурятской литературы. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вы меня слышите? Да, хорошо слышу. Ага. Здравствуйте. Вот я с интересом слушаю ваши выступления, да, и как один тут из присутствующих языковед, мне, конечно, все технологии, все приемы очень интересны. Я бы хотела здесь отметить Байырму Цырындаржиевну, статью, которую я бы хотела очень прочитать, да, я прямо записывала все слово в слово, поэтому если она здесь находится, я очень восхищена этой работой, да, потому что работа близка к моей, получается, да, к моему предмету. Хотела бы я, конечно, начать, но так как здесь у нас мало времени, да, мне очень приятно здесь находиться. И как перефразирует, да, Александр Сергеевич Пушкина: «Друзья мои, прекрасен наш союз. Он как душа неразделимый вечен, неколебим, свободен и беспечен, срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросилась судьбина, и счастье куда ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село». И если мы перефразируем Александра Сергеевича Пушкина, то мне приятно находиться под сводами нашего любимого госуниверситета, который мы все закончили. Вдвойне приятно находиться на конференции, посвященной нашему земляку Саян Жимбеевичу Балданову, да, и тема моего выступления, в общем-то, она здесь звучала очень много, да, это, ой, что-то я так заволновалась, учебные проекты как средство повышения интереса учащихся к изучению бурятской литературы. Ну, для меня, как для любого человека, живущего в прекрасной Тункинской долине, любящего свою малую родину, переживающего за все, что происходит, не оставляет равнодушным вопрос о том, что наши дети все-таки совсем не читают. Ну, а не читают они совсем и бурятскую литературу. И когда на элективном курсе «Наедине с природой», который я веду уже 5-й год, да, я задала вопрос: назовите мне хоть 2-3 имени известных, которые вы слышали, да, было обидно слышать, что они только, 2-3 известных имени называют, да, остальное они, в общем-то, про остальных они не слышали. Поэтому как же вызвать у современных детей интерес к изучению бурятской литературы? Как вызвать у них душевный отклик на произведения, которые воспитывают любовь к родному краю, чувство долга, мужества, ответственность за свои поступки? Как сделать так, чтобы было современным детям интересно, познавательно, детям, которые лучше образованы в области информационных коммуникаций, нежели мы, которые быстро и легко воспринимают, но для которых сложно написать, например, сочинение, да? Поэтому на элективном курсе «Наедине с природой», целью которого является, в общем-то, научить писать тексты разных жанров, да, и также вторая цель является развитие эстетического восприятия, бережного отношения детей к окружающей природе на основе изучения не только отечественной литературы, но и бурятской, совершенствование навыков работы с собственным текстом, воспитание чувства ответственности за все, что нарушает нашу культуру и экологию. Ну, там включите, пожалуйста, слайды. Этот курс разработан 5 лет назад, и, в общем-то, он хорошо очень работает, да, рассчитан на 12 часов, 10 часов отведены на практические занятия с экскурсией в уникальные уголки района, с последующим написанием поэтического текста. Там на другие слайды сделайте, это уже середина слайда. В основе этого курса лежат, значит, занятия, да. Вот если на слайде вы увидите, так, я не вижу. Угу. Нет, это уже пошел литературный клип, который мы с детьми делаем, да, вот. А там, где начала нет, да, в презентации. Дарья Викторовна, у вас только этот клип был?
Презентации не было. Может, вы сами включите? У вас есть возможность включить самим. Давайте я попробую. Хорошо. Извините, конечно, что я так... так. Ну, здесь пока включается, я расскажу, да, что среди активных методов обучения, направленных на реализацию творческого потенциала учащихся, метод учебного проектирования занимает особое место в планировании образовательной деятельности, так как он дает возможность расширить зону учебного и неучебного предмета. Так, сейчас я включу. Угу. Так. Загрузилась, да? Все загрузилось. Ага. Так, а почему-то не идет. Так, ну здесь я не буду рассказывать, да, про... Вы все знаете, что у нас 30-е годы 20-го столетия поэт и фольклорист Дальон Мадасон организовал литературный кружок, ставший впоследствии крупнейшим в Бурятии литературным объединением имени Мункоса Ридака. Здесь вы видите известные, да, имена наших писателей, поэтов. Вот на этом слайде, обратите внимание, да, расписаны темы, по которым мы работаем с детьми, 12 тем, да, и 10 часов из них уделяется на практическую работу. Ну и вот здесь, что бы я хотела показать, да, то, что мы с детьми делаем. Вот посмотрите, да, литературный клип по рассказу Ебжана Балданова. Я здесь тоже в сокращенном виде, посмотрите, да, может быть, будет вам интересно, вы в своей работе будете применять. Ой. Не идет, да? Презентацию закройте, пожалуйста. Ага. Писатель говорил: я никогда не сочиняю, пишу саму жизнь. Перед вами, ребята, один из самых... Ты думаешь, лишь презентацию закройте. Протяжно, с какой-то внутренней болью, долго, наконец. И стали радовать мигающие. Угу. Ну вот пример, да, уважаемые коллеги, пример литературного клипа, который мы создаем с детьми. Вот такая работа, она, конечно, развивает ребенка, мы с другой стороны совсем видим, да, и самая главная цель, которую я преследую, да, в этой, значит, знакомство с местной литературой. Также я хотела бы обратить внимание вот то, что мы уже который год выпускаем литературные календари. Так, а почему не идет? Угу. Вот бурятский литературный календарь, где у нас дети, да, группы работали. Здесь задействованы все виды искусства, и музыка была задействована, и рисование, да, и самое главное, знакомство с произведениями наших местных поэтов и писателей. Дарина Викторовна, извините, я перебью вас. Сагная зорган час больше бежбенла. Ага, хорошо, хорошо. Угы. Так. Батмайна. Не бахады болхы гыбы. Все, я заканчиваю, да? Я просто я хотела показать просто результат своей деятельности, да, то есть литературный клип, создание литературного народного календаря, где мы прямо отрабатываем, да, также сочинение собственного, да, тексты разных сочинений, где мы вот
создали такие 2 книжки, и вы можете на нашем сайте школы увидеть, да, все содержание. Ну, у меня все. Дарим Викторовна, спасибо большое вам. Так, много да. Где захамене эмнеге санагын дунда хорголин бурят хылы урунза чоле бакшы Таисия Хандуевна Мархаева дуктыны фигосе эрилтер ойун тулчур захолы хорголиды узылыгы гыжы сидипте элит хыл. Ташима Дугаровна мне як ташот пешбен. Ташима Дугаровна болеет. Болеет, ага. Ну, пандемия уйса олым башынырнай баға зарменен больницадырын қабаны зарменен температурим гыны тегет. Мұны Таисия Хандуевна дугуғы елді. Удышын амырмында күнді тердімті бақшынар әйілшіт. Еліті үрдімтің бақшы Саян Жембевич Балданове тұрғыр найын жылы өйді зарюлықтығын үрдіме құрылданды қабаты жыбайқыда та бүгдінді байрамы дұлынып. Мүдікдегі орын зөхелшін бұшығын ойын түлтюр қада орын зөхелі бұшымыл құшо. Бурят арыдай хорғулинуде зөхелнуде негім болыны. Құс зөхел хорғалы жанрар бұшықтыжы арыт зоне гігер ұлғыды. Ухилуды ехұрғын құму жолғыды. Залушулай ботыты ажыбайдылды. Хырыкте дүримудые, заваринудые. Бые абыжы ябықы зашымудые зажы. Тон ехы уырғы-дұрғыны. Тимхе Моңғол бурят арыдуде хыдын зун жылнуде хорғал заваринуд. Мұны ойын хорықшытты. Урғыжы яба улан бұрғағытты тоғытай хонеқылтай гыжы хылмер. Бурят хорголинутты. Хулы ойын бурят орын зохел ұзылғыды. Хорғалы зохел шудлылғы доңды ангенутты. Зұрғадычы ангеті ұзықтыны. Тедінді ехі бағы, текстің бағар ұқтыңқы. Тед ойын толчургыхын соуты бышымыл құшо, арвын ғұрбыдыхе, арвын дұрбыдыхе зон жылнутты би болығын туқтегі жырдымтет бақсадық. Хорет онудар, Моңғол улысты ұзын номтай танылсығыны ұда ені зохелы ғұрықшытты оншолдық бәйін кеші. Тимхе хайшын кіжі зубур, сісін мұргын ұғынудың Гурын түрге құтыл бірілжі ябың нойытты қаш олды юрин зонды зори олыптың қай. Тегет қайшын кет зубор засыға барихап, мо ябыдылтай тімскі, бұе зубор абыжы ябықап, құрғып ғықы мүтен гүнзіге ұтқытай хұрғалынут ойын түлчүргіжі зөкелсо харалықтыны. Тегет бұғылса ерілтер дәйір қылықтығын зөкел ұзықыды биді компетентнісіні ғорим баримтылың ғұрғолда орын зөхел шынжылылген олың янзен оны ларғынуды ехіргілі жүзініпте. Ойын түлчүр тексте аңқырылтай ғарунчат харат худухин тұлы түденді түшік тұлғори болға, оны опоры болғын давринуды зөхелініпте. Тегет зорғадычы классы ғұрықшыт түрім тоң еуін ұтқиын ғұрғалынуды бұйынды Хадожа абын көйгі жағанқыда бетінір арбыдышы классы ғұрықшытты ойын түлчүр зөхелор қойыр сағы қоғысасо проектіні күділміре яболжы хыр-зіргі ұхибуд зөхелейін ойылғынып мұны ойын ұхибуд гіжі харағым детекіді енді ұхибуде ылдып харилсаны айтыры оршын болым байдылды қырғылығы оршын харилсаны ылдып ұшыр оршын байдыл ехі темі байдылды қырғылығы ғол шадаваринуттай болына. Литературны қылыны еғі барим түлжі ғұрына ұхибуде ұғын сам бай жолықтыны қылыны үзіктіл болым барим тұнуды ешін жылжы шуым жылқы шадавариттай болынып жүда. Тегет табын болығы болғыжы ойын түлчүр зөхелері биді дабыринудығы зөхел жүгіғын бәйніпте. Тегет болығы бұқынды тұсқай дабыринуд дұрылтықтықыда тоғылым жыбыққа судылынуд намай ұзысқылың сүлжей қолбонға материалынуды ехіргіліжі шынжылылген бүдірілген ажыл яболықтыны. Тегет болығы бұқын оғыденгі ажыл тұсқарлықтығын сақсо қамғалыны. Енді коммуникативны
компетенция их дейшлулуктыны же тымдыглыхер. Тегет хонин топшылулнуды ихыны, бодомжунудара ховалдыны, синквейнуды зохиона. Тегет ине табын болуге ажыл хамгалқыды, ахымы танген горбун хурыкшыт тыдне кудылмырии сыгныны, балнуды табины. Текде хышелты сыгнылтын иха ажылнут яболуктыны кеші. Теги же ухибуде личностно, метапредметно, предметно компетенциян кукжобдыны. Тегет инде ансылын тымдығылғы йомыңғықыды бурят орын захиолай хышелді ойын түлчүргіхін текстер кудылкуды хурықшыт оғдинго хылылгин талар хинына ориго захына мулины ориго шадвария хылные баримтылнуды зыргысулны хубарилны сыгнықы шатла ехы кукжоны кеші. Теги же хурықшыдай угын самбай жолықты же хылылгин кукжыны. Тегет хышелы дун гаргыжы бый-быйынге булгуденге бутейхин ажылар хонирхыжы ихи юмы мытыхы болопшуда. Тегет топшылық дейімі вайны ойын түлчүргіхін зохиол үзікуді арбыды кәнген хурықшыд ажы байтылда ниетен болың ажықын кірікті кіргілігі хурғалынуды емідіжі ойылғыжы хылыны арғар харилцқы шадыбырте болыны. Құрылсылды кірікте юрінкейлігдіхін шадыбыре олыптыны. Ғатны орты зорилғы табиға, ажы яболғыя түсібілігі, толы болың мүдейсіл тарады гарғынудыға, интернет-хе сахим юртым сұғы мүдейсіл абықы шадыбырия құрсытқыны. Ойын түлчүр, орын зохиолай ұтқайы, орынғы ұғыр ойылғыны, топшылын кылығы, текст шынжылқы арғынуытты ғырына, ханыл бұтлы зубор дамжулқы шадыбырите дадылтай болыны, ажы байдылды тохиолдығын ұшырнудыға, бұйе зубор абыжы ябықы, қорғал забырынуд, түшік толғырын, болыжы угыны кеші. Дуре. Хэнда таисхан дойнат. Асотлы бәнігі бақшынар. Таисхан дойнады. Саша ебилда мұны күжінген әміғі интернат орғолин бақшы Лариса Циденовна Байндуева дугыктыны. Метод проекта во внеурочной деятельности по бурятской литературе. Лариса Циденовна. Слово. Так. Амурманды хундыты имтхакшыт, амурманды хундыты хабады жабайын. Оны бурят хылыны бақшыныр. Егет хыбыт номхын хыжымның етіға амурманды хургы хыбайны бе. Мыни мұны ажылгыхыда метод проекта во внеурочной деятельности по бурятской литературе. Так, внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной и направленной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Внеурочная и внеучебная деятельность школьников – понятия, объединяющие все виды деятельности человека. И проектов один из самых немногих методов, выводящих педагогический процесс из стен школы в окружающий мир. Метод проектов реализует принцип сотрудничества детей и взрослых и позволяет сочетать коллективные, индивидуальные в педагогическом процессе. Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и обучающегося, на развитие личности, его творческих способностей, является формой оценки в процессе непрерывного образования. Метод проектов, как педагогическая технология, это технологии, которые предполагают совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. И для обучающихся проект – это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Цель и задачи внеурочной деятельности по бурятской литературе – это основная цель
организации и проведения внеурочной деятельности. И вот здесь я перечислила задачи. Это осуществление нравственного, патриотического, эстетического воспитания школьников путем вовлечения их в разнообразные внеклассные мероприятия, связанные с приобщением к сокровищнице литературы, развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение их индивидуальных запросов, интересов, склонностей, повышение общей языковой культуры, расширение и углубление запаса знаний учеников и формирование лингвистической компетенции, развитие и совершенствование психологических качеств школьников, любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, самостоятельности и в приобретении знаний, воспитание коммуникативной культуры школьников, активизация познавательной и мыслительной деятельности учащихся, и воспитание толерантности, уважительного отношения друг к другу, умение общаться в коллективе и культура общения. И существует множество подходов к классификации проектов по внеурочной деятельности. Это следующий слайд, по бурятской литературе. Но я не буду сильно зачитывать. Следующий слайд можно. Делятся они, получается, по характеру доминирующие в проекте деятельности. Это информационный, исследовательский, практикоориентированный, ролевой, творческий. По форме могут быть они как видеофильм, рекламный ролик, инсценировка, интервью с известным человеком, телепрограмма, мультимедийный продукт, стенгазета. По профилю знаний они могут быть монопроектами и межпредметные. Это в рамках одного учебного проекта, монопроектные, и межпредметные – это в рамках 2 или более предметов. По числу участников они могут быть также личностные, парные, групповые. По характеру контактов это внутриклассные, внутришкольными, региональными, международными. И по продолжительности они также делятся на мини-проекты краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. Это получается чтение 1 урока до 1 года. И методика организации проектов в неурочной деятельности по бурятской литературе предполагает несколько этапов. Это планирование работы над проектом, поисковый этап, этап обобщения, презентация полученных результатов, защита проектов и проектная деятельность способствует повышению качества образования, результативности учебного процесса. И занятия проектной деятельности активизируют познавательный интерес обучающихся, расширяют их кругозор, развивает навыки самостоятельной работы, умение проявлять их, формулировать проблему, находить и отбирать необходимую информацию и применять ее для решения поставленных задач. Сегодня проектная деятельность обучающихся – это неотъемлемый атрибут их жизни. При помощи проекта… Лариса Дэвна, вы извините, чисто к практической части перейдите, пожалуйста. Хорошо. Ну, к вашему вниманию сейчас слайд идет именно программа «Урумбалига Ирмузл». Вкратце расскажите о своих проектах. Который внедряется в нашей школе. Это основные направления: творческие образовательные пространства, социальные, духовно-нравственные, общекультурные, спортивно-оздоровительные, мастерские. И я хочу остановиться именно на топе творческое образовательное пространство общеинтеллектуальное. Что туда входит? Туда входят у нас проекты по внеурочной деятельности. Следующий слайд. Музейное дело из-за Тоғы орнор айыншылға, саған толғы, ирдым, этноэкология, индивидуальные рабочие программы, это по предметам в области учебного плана, это бурят орне тухы, бурят орне газырнют, мини турушин тусылнут, хылы бышык, буряде тухы бышыгут, оюн тухюр. И дальше можно, фотографии. Здесь мы видим, как у нас идет работа наших проектов. Буряде тухы бышыгут, это идет на предмете истории, музейное дело из-за Уртан. Следующий слайд. Бурят орне туха. Орне это по истории Бурятии, да? Мы видим фотографии наших участников разных мероприятий. Здесь идет следующий слайд. Это проект Сагагун, который мы ежегодно проводим у себя в школе. Это школьный, районный. В прошлом году мы именно в Кижинге мы
праздновали Сагалган с приглашением всех школ нашей ассоциации, Ассоциации этнокультурных образовательных организаций. Также проекты у нас идут при изучении метода проекта у нас идет реализуются проекты именно у нас в школе. Это следующий слайд можно. Табун Хургын, мегапроект Табун Хургын, это мы начали мы проводить в 2015 году, но мы с 2015 года через каждые 2 года стали проводить именно Табун Хургын. Ну и там меняются у нас формы подачи именно этого проекта, как мы проводим у себя в школе. Но первый раз мы проводили Табун Хургын, который состоял из 5 подпроектов. Это районные фестивали для 4-5 классов, районные конкурсы. И названия, конечно, все шли как Шукшуды, Толюбеса, Тохон Топша, Бартын Тулы, Барбады. И эти все мероприятия мы проводили в течение 1 учебного года. Было очень интересно. И каждому мероприятию у нас, получается, участвовали разные классы, то есть разный возрастной состав участников. Мы принимали у себя в школе. Вот дальше вот у нас идут фотографии, да, нашего мегапроекта. И мы в 2016 году также провели это уже ежемесячно. Большой тоже мегапроект. Югун Ирдыне, это получается, Югун Ирдыне, это мы знаем, это 9 драгоценных камней, и по названию, и каждое у нас мероприятие называлось по названию этих наших камней, да, Оюн, Номин, Бирюза, и тоже здесь у нас первый раз мы, можно сказать, в районе мы, наверное, первый раз мы пригласили и провели для детей дошкольного возраста, пригласили мы предшколу, и в этом же году мы показали, презентовали свой первый мультфильм, который наш первый продукт, это мультипликационный фильм «Дондагы Зудым». Но мы на этом не останавливаемся, мы ежегодно, постоянно мы снимаем разные видеофильмы. Нынче, буквально в прошлом году, в 2020 году, мы провели конкурс военных песен с переводом с русского на бурятский. А вот Дурвун также вот проводили мы, и традиционно также проводим мы конкурс диктантов для взрослого населения Кижинги. Организовали также у себя на базе нашей школы мы бизнес-проект «Сундар», где у нас дети наши производят открытки, да, производят открытки именно с благопожеланиями на родном, на бурятском языке. Так, дальше. И продукт, конечно, я до этого сказала, что мы по Булиге Толе мы видеоролики делали, про Алтаргану, Сагак. Ну, у нас очень много, получается, видеороликов. Можно посмотреть в YouTube, которые мы именно снимая, потом мы презентуем в YouTube, чтобы люди смотрели, интересовались. Вот у нас идет, провели республиканский конкурс. И, конечно, во всех этих проводимых мероприятиях у нас есть отдельной строкой идет именно все... чтобы конкурсы были именно по проблеме, по изучению именно бурятской литературы. И надеюсь, что наши дети, именно все участники, бывают очень довольными. И хотелось бы, чтобы такие большие мероприятия проводились во всех школах республики. Ну вот наши социальные партнеры, мы благодарим нашу ассоциацию, да, Ассоциацию этнокультурных образовательных организаций за активное участие во всех проводимых мероприятиях, которые проводятся у нас в
в школе, в районе, в республике. Перспектива развития – это метод проекта по внеурочной деятельности по бурятской литературе ставит уровень преподавания на более высокую ступень. Учащийся обогащает словарный запас, совершенствует мыслительную деятельность, коммуникативные умения и навыки. Школьники научились выделять главную и второстепенную информацию, выбирают уместный тон речи при чтении вслух, при говорении. Они уже не только доказательно отвечают на вопросы учителя, но и сами выдвигают тезисы, аргументируют свою позицию. Метод проекта помогает учащимся видеть и понимать межпредметные связи. Они научились преподавать с помощью рисунков языковые явления, иллюстрировать художественные произведения, творчески подходят к достижению целей, поставленных перед выполнением проекта, и неурочная деятельность по бурятской литературе привела для них новый смысл. Не просто развлечение, но также новые открытия. Угу. Ну, у меня все. Ага. Асотлы бәнігу? Ричсіден надо асотлы бегу? Зомны уже усырыды бәні, ха? Зай долқар балап салды, ха? Сенің дағы бітмайымна үгі кілкікті? Угойда яхала те олон бакшнар угунуди хохылел дертимти чишкылы адал элшитнешкылы аяр монголхо. Ушо хунут бәйнігі шоп югері. Хари гінті мұны кім біше ина юнды қарат, орап тірі интернет холбомне мо бәйнігі жы мұны байырма Матосаевна бішібі. Бені программар қарат, ина участник егерсо қарат, харқыдым не ху бұлты. Ина программса бәйін зоң, инді бәйін зоң, ху иліткілі кілібі кешкі дәгі жанны лібі. Ратнаев Баликты Батырович Хылху волюбу его. А? Ратнаев Баликты Батырович Хылху во. Қаны бәді бар? Бурят Питколичин би волюбу его. Уги бәні. Ага, уги бәні бейні примерно чат кімбейді, участник отқа бәйін соны. За харжуэнда. Ага, харында бәйді. Зәтеге ажла дұрғы елді. Яғылы мұне ханқыды екі үрдімтіт не орылды жы, бақшыныр не орылды жы, өрінгі күжі бәйін ажыла, илыңға я Моңғол орынғы баға үрдімтіт не қабады жы, өрінгі хонин үліткілнуде күжі бәйін шынжылғынудере қобалды жы, сашыда баға қайшын күжі литературны хорылсылны хайшын гыжы саша кугжихы гешибы хайшын геха ухибутны хада бурят орун зачало унчхып геши бурят орун зачалды дорлул турулки ямар аргынуды ини муно кысу сакты бакшынырны яболжы бени геши вот ускылдыр тир пленарный заседаниеда байын соң шагына яхтеты тир монголхоныгы ирдимтин хабатам бени илиткыл кетикиде инде Моңғол, бурят, халымық орын зачалшы дейі ұншағыт авторнуды мүдіхіктігі кідің 90% асоғын зануды, ямар зануды асоғын байғайым, хиде зоне асоғын байғап тренинг хіле көлді. Баға пленарный заседание қадан асоғыл тапқан арып көй байға. 90% зон орайда шеш има авторнуды ұншағы гіжіхілкідің нерехе шеш уншықы талар екі асоғыл ғарныға кіда алды болқы көйгі жанына. Юндып кіду текст ұншағы ға, қайшын кет саша бурят орын зачалты, вообще орын зачалты, даже орыт орын зачал, хари орын зачал, ұншыдық занутны хір бәні кеші бәні ұрғыжы еба олан бұрға ғатутны кіріздерге ұншыны кеші бігіжі терен тұқай баға батылғыты болқар бәні. Конечно, бақшын ғажыл тоң екі мұны ерілті, тоң екі сары ғорғын шеші олым болын қай. Тегетте, іні екі коронавируса өйсо тандқыда саға ұлжы баға кірші сулоғы бәға мұны уже четвертті, уже новы годына болқа бәні кіпті, шыны жылы ерке бәні тегет четвертіне тірі үлдіп шалғылтын күділміріош я болжы келдім байқыты. Тегет арғал жы инді илітхіл кіжі, маны
илким күндіті саян жимбейчемне дұрыс қалды зарелғын, найын табын жылың әді зарелғын, ині конференцияды идіпкетегер хабаджы, оғденгі харабатлары қобалдығындыт не бейікі ині имчітшідес ұғы, тан екі байри бүкі ині бүгді хоғын zonda hurgukı benim. Alıgı ha indi bayağı gözün te sarsınca büyüde damjolunu bizit. Yahalı hanırkılta koruldan bola gücü bir hanıkı benim. Baha может быть угыкылкы зам бәйнігу. Битне оричылың юндыпта кілжі кебептір. Сак гешімне зұрға болтыр gücü түрін кілкідін. Юндыпта тарчы сам темейім болжы бәйні. Ага, зе. Может угыкылкы күн бейгу. Давайте. Ольга Бажмаевна, чатса ху бышчы бәйні. Илитхил кайшетті байыры күргіжі бәйні алын заң. Но би Ольга Бажмаевна бағыл демжіхі бәйні лвида арван табың ина илитхил кайшетті дондаға дұрбың монголарын хо бақшаныр үрдімті табадағы жы қылқышы қолы. Он тихіді те бұқыйны тұқырым бұрядыңға бұқый нютуқ бұқын хо бақшаныры е қабадылқық жы орылдып тектегет. Бұлтыда идірхетегер хо бұлтыда хамсыға шожы орылсандық не мане хорылданды. Биді байыра мұдылқы бәйніп де тегет қабадық шытны заочны, очны гет хо илғыржы қара тегеде олын замны заочны бәйін бәғаны тегі ябышке очны қарқа замны хо бұлтыда хо очны қаржы хо илтхілі хо шағын олғы, мұды олғы олны бұнды хо қар олғы кешапты. Хенті да бақшаныр ұлтыда қабатындық нәбі ехіл байыры көргіні. Зай уықылқы заң ұша бәйні ко? Ольга Бажнимаевна, Сирин Долгыр Бадмаевна, Пиханды Гунсуновна кылныбе, екі қойы, екі хәйіндір болбы, ямыр олын көнуде солула кешіпті, аяр Монголы бұқы әйім ғодемне бақшыныр екі әдіпштегер хабардыжы, екі ханин хорулдам көргі бұд хәнті да. Спасибо, Хенті. Любовь Сиреновна или кылкы байғайым ко? Любовь Сиреновна. Хоты идіпкетегер мане бүкі химжея болғыды хабардыдық Любовь Сиреновна оны баға нойым күн қайымда баға арды гігерленге тағыға методист бурят хылненге тұлу екі қамсайға шожырдық күнгіші бейді мүтініп де может быть баға күдің ұғы кылкы байға кешу ақылқы зай уги daha diyeceğimiz şey kimliğin mu benim şalda. Zay igetçe. Уги болот бәйні. Şey уги болот бәйні daha. Aha zay. Mongolar ne может быть мағыт. Mongoların da xaba. Mongoların ha elçit ne? Бәйні ha. Бәйні ha. Ha yun kırıl doğuşturun. Yarıq yun бәйні o. Хэмэнүү сайхан хуралдаанд сонсож байна. Баярлалаа. Би өчигдөр утга зохиолын салбар хуралдаанд оролцсон. Тэгээ өнөөдөр та хэдийнх бас хуралдааныг сонслоо. Тэгээ та нараас бас нэг хүсэх юм байна. Тэр нь юу байна вэ гэхээр би ер нь утга зохиол, уран зохиолдог шонын дүрийн тухай судалж байгаа юм. Тэгээд энэ Боредийн зохиолч Балдан Явжанова тэр хүний их чонд гэж нэг сайхан зохиол байдаг юм шиг байна. Тэр зохиолыг би олж үзэх хэрэгтэй байна. Мөн аламж мэргэний туйлыг олж үзэх хэрэгтэй байна. Гэх мэтчилэн тийм сайхан шонын тухай дүр орсон зохиол байвал би одоо хаанаас үзэж болох вэ? Тэрэн дээр надад туслаарэ гэж хэлэх бай. Как раз Балдан Явжановны энэ түнхэн нютгай манай Саян Жимбейч Балдановы нэг түнхнээ эмгха угар болтэй их хэрмэш их шона нулимсэ гэж екі захид тэр хүн ба байгаали хоёрыг харилсаа харуулсан тон захид зохиолнуудын бишэн номуудын автор гэшэлдэ тугаараа ба гинэн чимэн тул тон тэр ген хүнээс ширээ хам зохиол Та шуудангийн харьцаа явуулаарэ. За, тэгье. Би энэ чатад биччих үү?
явуулна. За. Тэгээ. За тэгээ баярлалаа. Өстой сайхан байлаа. Сэтгэл сэргээд гоё байна. Та нөхдөдөө энэ сайхан хурал зохион байгуулсан Монгол улсынхаа иргэдээ Дорнод аймгийн Дорнод их сургуулийн багш нараа төлөөлж баяр хүргье. Баярлалаа. Баярлалаа. Бид маш ихээр баярлалаа бас. Баярлалаа. За баярлалаа. Дачинче улзатра баяртай гэтлээ. Тархи блог юм дээ. Баяртай улзатра. Энда. Энда. За баяртай. Выходим. Thank you.